шенлу оглил дишен, шемастик диэл, примерно. Шубош танни ца претензии. Вопрос к вам, то, что вы оскорбляете пророка, вот это недозволено, и не будем вам никому позволять. И палма бить башут, и все. Конечно, я согласен, это не надо ничьи религии оскорблять, это не надо никого обижать. У всех своя вера, зачем кого-то обижать? Вот есть мусульмане, есть христиане, вот, ну, если людям нравится, если люди хотят верить, почему мы должны мешать им верить? Почему мы должны их обижать, оскорблять? Конечно, это недостойно. А вот я сейчас был занят чуть-чуть. Дuyucuk, вот то, что ты там сейчас говоришь, опять это не ответ вот этому. Там на протяжении истории там что-то воспринимали. Просто вот этот аят, да, нет принуждения в религии, он правильный аят. То есть он правильный, да, правильно. Конечно, правильно, потому что если ты смотри, если ты кого-то принудил, это не его, не вера, не религия, все, там уже нету ничего духовного, понимаешь? Только если человек сам об этом вот так вот подумал, и это ему в душу вошло, гарвух дейл, бахол дейл. Ибрахим, вот вы говорите... тебе сейчас, если взять, навязать Будду, вот, принести на голову поставить. Поставить и скотчем привязать тебя к голове. Все, ты буддист. Ибрахим, вы говорите... Один момент. Ты говоришь, нет, я не буддист, короче. Тебя раз, короче, по башке. Буддист, говоришь. Короче, и вот так несколько раз, потом тебя там на хлеб и воду посадили, на бутылку, там, ну, как по-русски, да, там какие-то пытки. И ты потом говоришь, я дважды буддист в итоге. Ты не становишься буддистом, понимаешь? Тебя просто вот так, если на голову привязали Будду скотчем, и тебя это неправда. Как ты не можешь понять? Нет, невозможно принудить, верить во что. Ты можешь принудить, да, принудить можно говорить, что ты буддист, брать, делать лицемера из человека, но принудить ты духовно его вот так вот реально не можешь. Да, говорите. Извините, что я вас перебиваю, Ибрахим. Вы говорите правильные вещи, что вот принуждение, нет смысла в принуждении, потому что человек искренне не уверует, если его заставить верить. Да, это правда. Но а разве ислам кого-то заставляет насильно верить в ислам? Разве такое есть в исламе? Там же есть сразу же противоположно аят 9.29, где сказано: сражайтесь с теми, кто не уверовал в Аллаха в судный день, пророков. Во время установления религии, Ибрахим, религия сейчас установлена. Да, до тех пор, пока они не примут, вся религия не будет принадлежать Аллаху, или же эти люди не будут собственноручно платить дань, будучи униженными. То есть, единственное, вот этот вариант есть, когда ты платишь, будучи униженным дань, тогда тебя можно оставить, короче, не прибивая. Ибрахим, короче, у тебя два вот этих выбора. Либо ты принимаешь ислам, либо платишь собственноручно дань. В противном случае тебя гасят, короче. Ибрахим, но тут же есть разница. Вот. Есть разница, если вас захватили, да, захватили вашу страну и сразу говорят вам, вот, принимай ислам, если не примешь ислам, мы вот то-то, то-то сделаем, да. Есть разница в том, что вот если ты захватил страну человека другого, да, и говоришь, вот, ты можешь верить, а можешь не верить. Если не веришь, плати закят. Ой, не закят, а джизья, налог. Нет. Это принуждение. Я уже ответил на этот вопрос. Это дань, которую ты платишь. Подожди. Вот эта дань, которую ты платишь, это тоже такая же пытка, понимаешь? То есть это один из методов принуждения. И ты, чтобы не платить эту дань, будучи униженным, там, я не знаю, кверху задом, на четвереньках встав, выплачивая каких-то наложниц, выплачивая какое-то из своего имущества,
стать вот так вот в позу вот этого, да, там, раба, это Ага. принуждение. Или ты вот так будешь рабом опущенным, или ты будешь вот как мы, точно таким же, как мы, других будешь склонять к этому там и так далее. Так, смотрите, то, что человек примет ислам, это с него не снимает обязанность платить налоги. Просто джизя превращается в закят, но разницы мало. То есть вот это джизя, это, ну, просто налог. Какие налог? Какой налог? Там так и сказано. Брать джизю, будучи униженными. Алло. Понимаешь? Это не налог, Короче, вот это когда у дань. тебя кончается, чем уже давать денег, вот что ты тогда будешь делать? Они изначально понимают то, что ты примешь их религию, как только ты перестанешь платить им дань. А когда у тебя ресурсы заканчиваются, ты рано или поздно принимаешь эту религию. Это и есть вид насилия. Даже, смотри, даже ресурсы у тебя могут не полностью закончиться, но это один из методов принуждения. То есть ты же не свободный, тебя же не оставляют, да, хочешь принимай, хочешь не принимай. Тогда, если в таком случае ты можешь, конечно, подумал, блин, нормальная религия или ненормальная, там, я хочу или не хочу, что-то такое у тебя получается. А здесь у тебя нету выбора. Ты либо платишь дань, либо ты это самое, либо тебе загасят тебя. Не буду здесь как есть это озвучивать, чтобы не блокнули. Ну, смотрите, Ибрахим, вы знаете, что вот, например, когда арабский халифат завоевал Египет, вы знаете, что вот копты, вот египтяне-христиане, да, есть история, где они говорят, что мы в Византии даже платили больше налогов, чем сейчас платим арабскому халифату. Вот как вы к этому относитесь? Негативно полностью, пофигу, это христиане, копты, там, я не знаю, насильники, убийцы, кто бы это ни был, если насильно принуждаются люди к религии платить вместо того, чтобы стать, короче, верить в Бога, да, вот такого, в таком формате, это полный вообще тупняк. Это неприемлемо. Смотрите, Ибрахим. Когда Византия контролировала Египет, она местных христиан облагала большими налогами, чем когда пришел арабский халифат, он меньше налог установил. То есть египтяне, копты, христиане сами говорят, что вот мы, когда под Византией жили, мы больше налогов платили, чем сейчас арабам платим налоги. То есть вот такая история есть. То есть и это живой пример того, что арабский халифат, наоборот, даже для кого-то местами он даже меньше налогами облагал кого-то. Да при чем тут меньше зло или больше зло? Это все равно зло. Когда ты насильно людей принуждаешь, короче, верить в твою версию Бога, это полностью противоречит природе человека. То есть аят 9.29, он не божественный. Это 100%. Ибрахим, а как вы связываете это обязанность платить налоги, ну, например, их джизья называют, да, или закят, и как вы связываете налоги, то, что есть принуждение? дань, налоги это закят, джизья это дань. Когда униженный человек там на корточках, на коленях, там, значит, без разницы. Ну, вообще, суть, она очень похожа, ну, практически не отличается. И там платят деньги. Что мусульмане, что не мусульмане. Суть отличается. Тут у тебя в общий котел ты скидываешься для того, чтобы все потом оттуда раздали куда надо. То есть это социальная система современного государства. А тут ты платишь дань, будучи униженным. И чтобы не быть униженным, ты хочешь, как и другие, потом стать не униженным, и, соответственно, делаешь вид, что ты принял ислам.
Ну, смотрите, вот насчет социалки, вот вы говорите социалка, да, вот, например, пособие по безработице, по инвалидности и так далее, да, вот это. Я понял, о чем вы Без говорите. разницы, это Не, я может, понял. больничка, это все, что угодно. Я с вами согласен, Ибрахим, но смотрите, в чем суть. В арабском халифате, когда человек платил джизья, да, эти деньги, благодаря этим деньгам, когда он их отдает, арабский халифат обязывается его защищать. Даже если он неверующий, он обязывается его защищать от иноземных захватчиков, защищать его семью, его имущество и его самого. Вот. В современном Это понятно, в современном мире ты живешь. Вот я, смотри, я приехал в Австрию, живу здесь, точно так же плачу налоги, как и гражданин. Мы ничем не отличаем. Да, именно. Все, не проблема. А теперь смотри, если мне австрийцы говорят, или ты становишься католиком, или вверху задом, там, я не знаю, становишься в позу, короче, и платишь нам дань. Что я тогда буду делать? Ну, а разве в арабском халифате говорили, либо принимай ислам, либо еще что-то там, если не примешь? Разве там так говорили? Вы можете суру 9, 29 аят сейчас прочитать здесь? Ну, прочитайте, пожалуйста. Она говорит о тех, кто против них воюет. Алма, как я тебе сказал, в зависимости от времени. Сурена, один дорог, то, что Цандел и Шдайт на Айт, а сейчас уже другое время. Гастрит, это, смотрите, человек в комментариях, вот Гастрит написал с украинским флагом. Вы знаете, рэкет – это когда у вас просто забирают деньги, чтобы, крышевать вас и, не трогать ваш бизнес, например, позволять ему существовать. На самом деле, любое государство функционирует точно так же. Да. И смотрите, не только... государство, оно функционирует точно так же. Просто оно называет это налогами. У вас государство принудительно забирает часть вашей зарплаты, часть ваших доходов, чтобы эти деньги отправлять в общую казну, да, и в этой казне потом распределять. Кому-то в армию на зарплаты распределять, чтобы этот человек в армии вас защищал и ваше имущество. Кому-то там в полицию, кому-то и так далее. Это Гардаш, смотри, не мусульмане, не христиане. Сейчас все платят налоги жидам, понимаешь? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Я просто буквально на 1 минуту. Смотри, Гардаш, ты мусульманин? Я агностик. Насчет принуждения. Вот смотри, я сам мусульманин, да? Мусульманин может выйти из религии? У него будет преследование, если он выйдет из религии? Да, однозначно будет. По шариату, да. Да, вот есть принуждение, это раз. Во-вторых, если христианин выйдет из религии, у него будет преследование? Нет, не будет. Тем самым однозначно есть принуждение в религии. 100% принуждение. Потому что человек, когда родился мусульманином, если он даже захочет выйти из религии, он не сможет выйти из религии тем самым, что его будут преследовать те же самые мусульмане. Это значит о том, что есть 100% принуждение в религии. Ты понял? Нормально понял? Два разных аята. Там не должно быть принуждения, потому что с рождения и вот эти, которые там стали как... В самом религии, брат, он является кафиром, он является хуже даже неверующего человека. Тем самым... Время же другое. Не, брат, на самом деле, если адекватно подумать, брат, я сам мусульманин, надо трезво мыслить. То, что есть, оно должно быть. Подождите, есть, человек с ником Босс. Вот, смотрите, если вы говорите, что вы мусульманин, вы, получается, одновременно сейчас и как бы против ислама высказываете? Я не против ислама, я говорю за ислам так, как оно есть, понимаешь? Почему? Если говорить правду, это что, против? Или нет? Вы против этого или нет? Я не против этого, я не против. Если я был бы против, я бы вышел бы из ислама, правильно?
Мне как бы, ну я не задумывался об этом. Просто вы тут разговариваете, есть принуждение. Нет, ну тут же не надо столько гадать. Тут же 2 плюс 2 равняется 4, блин. Вы тут и эту тему, и ту тему. Принуждение есть. Конечно, есть. Если ты вышел из религии, живешь свободно, да, там, в другую религию заходишь или вообще не веришь, тебе подходят мусульмане и принуждают тебя прийти обратно в религию, или тебе секир башка. Это стопроцентное принуждение. Хочешь Смотрите, ты этого, не хочешь ты этого. мы сейчас тут обсуждали именно налоги, закят, джизя и так далее. Вот это вам Мы не объяснить. обсуждали, что будет, если выйти из ислама. Мы это... Не, ну блин, вы такие, я вас слушаю. да, вы смотри, такие, Это относится, Смотри, это прямо относится к теме, было, которую и то, мы что обсуждаем. сейчас времена разные, эпохи разные. Это не одно и то же, то, что было тогда, и то, что есть сейчас. Брат. Ну ты смотри, подожди, свободил один момент. У нас здесь разговор идет не о том, что тогда было, тогда можно было, сейчас не можно было. Я эту тему с чего начал? Именно с тобой, Гузар, чтобы ты понять, что у тебя в голове. И мне важно, что этот процесс... Подождите. Важно то, что понять, что этот процесс, правильно ли он, божественный ли он или не божественный. То есть вот это принуждение, оно соответствует природе человека 1000 лет назад, 50 тысяч лет назад, 1 миллион лет назад, когда бы это ни было, оно соответствует природе человеческой или нет? Было другое время, военное время. Это у них устанавливался закон Аллаха. Сейчас это уже другое время. Опять 25. Сейчас религия Опять, видишь, установилась. Опять 25. Устанавливалось, не устанавливался. Речь идет о том, что как ты можешь насильно, вот я же тебе объяснял, Будду тебе на голову положили, привязали скотчем, и тебя там, я не знаю, хлыстают этим кнутом и говорят, ты уверовал в Будду или нет? Гузар, итоге- просто сделай эксперимент. Скажи в прямом эфире, где сидят мусульмане, скажи в прямом эфире, братья, есть принуждение в религии? Они тебе скажут, нет. Ты скажи, я выхожу из религии, ассаламу алейкум. Потом, как ты посмотришь, что у тебя будет твориться, как они за тобой будут охотиться, угрожать тебе, вот тогда ты поймешь. На себе это надо испытать. Пока ты на себе это не испытаешь, ты не поймешь. Вот здесь этот момент. А принуждение, это как бы эта религия как бы принуждалась тем другим иноверцам в то время. Ты же сейчас мусульманин, и ты, и эти другие иноверцы, это не одно и то же. Нет, что ты у нас Бог какой. Есть принуждение или нет? Однозначно есть. Там слова нет, просто... Нету, брат, нету принуждения. Нету. То, что нету принуждения в религии, это говорилось тем, с которыми у них велась война. Уж они были другой веры. Ты, если их захватил, выиграл эту войну, ты им говоришь, окей, если вы принимаете ислам, что нормально, что у нас с вами нету никаких проблем. Вы платите столько-то джизью, налог. Но если же, то другой уже аят, это уже те, которые внутри с тобой находятся и рождаются мусульманами. Тем более в то время это имело большую важность, чем сейчас. Гузар, один мозг, или что вообще? Вы видите там, что они противоречат, я не Какая вижу там разница, противоречия. воевал ты, не воевал? Речь же не об этом идет. Представь, ты Гузар, я воевал. же тебе пример дал. Вот смотри, ты сейчас, если выйдешь из религии, вот тебя будут преследовать мусульмане, да или нет? Не будут. Не будут. Ну, значит, брат, я не знаю, что тебе сказать дальше. Ты однозначно врешь сейчас. Это вранье, брат. Это вранье, брат. Еще как бы... Я даже из религии не вышел. Он прав, не будут. Из религии, я даже из религии не вышел. В кефирском государстве не будут преследовать, потому что здесь сразу же
на место посадят. Как не будут? Меня преследовали, я даже из религии не вышел. Я Ну, просто поднялся просто пообщаться по-человечески. болтают, Меня вывели из преследовали. религии, и меня еще и преследовали. Как не Нет, будут? Я на преследовать себе это испытываю. боятся, потому что тут могут за задницу взять и выдворить, короче. И будет этот преследующий погибать на джихаде где-то в Украине за Путин. Что надо? Всё зависит от Я времени, от эпохи. Вы это должны понять. Sun sei делце алачал, юкмет, саюкмет, кюйцумс, да? Кто там, что там делает, мне вообще не интересно. Саюкмет, кларичане, велла алфицо. Я так живу и так буду жить. Ну, если меня что-то... И все, ты из Тухуна хрет, это не одно и то же, что сейчас и раньше было. Начало религии было, это дин дагот ваш, да. А сейчас уже давлятан делали на самом-то деле. Брат, смотри, я тебе один этот дам пример. На ходу я выдумываю. Вот две машины есть. BMW есть и Mercedes есть. Мерседесу, BMW. Вот они едут по одной дороге, да, одна трасса. Ну, опережает Mercedes. Но ты говоришь, что BMW лучше. Но по факту опережает Mercedes. Это факт, понимаешь, брат? Но ты все равно говоришь, нет, говорит, BMW лучше. Просто он его опередит когда-то, да, опередит. Мы там кони там сделаем, там что-то там, мотор, дирдо, турбо, хариуларио, ба. Но на самом-то деле Мерседес уже там едет, уже далеко, BMW отстал уже. Ты это, брат? Но ты нет, Брат, ты хочешь, сейчас чтобы мы не BMW спорили. опередил. Сейчас все мы платим этот налог жидам. Это, и эти же христиане и мусульмане платят Я налог никакой жидам. налог никому не плачу. Мне платят, что я работаю, мне Ты тут условия платишь, дали. и даже Свобода, просто есть от одной... один момент, Гузаш, не петушись. Петушиться, да, Куса, нормально, камел, да, что Дошла целям закона братку. нормально, когда с тобой разговаривать, петушиться надо. Хажал, я вот вам пример скажу. Вы говорите, налог, я никому налог не плачу, мне платят. Я 8 лет здесь У работаю, тебя то, что я есть сюда банковская прихожу. карта? У меня Банковская есть карта есть у банковская, тебя? да, есть. Вот да. значит, ты платишь налог жидам. Нет, я бы платил бы налог жидам, если бы мне мусульмане платили бы на эту карту, и с этой карты забирали бы эти жиды, вот тогда я бы платил бы. Но извини меня, мне ни один мусульманин не платит, поэтому я никому ничего не плачу. Просто поляки, Понял? христиане платят, а ты с этой Конечно, да. твоей зарплаты отправляешь налог Спасибо им, что евреям. они мне платят, спасибо им. Баркал, Но и меня я тоже им платят благодарен. австрийцы, я тоже Если так же бы с они этого вот так банковской скажи карты спасибо. отправляю налог жидам. Вот Неосознанно, так не добровольно. ты скажи спасибо, что тебе платят, что ты голодный на улице там не сидишь где-то там, знаешь, под мостом. Все благодарны, уж полячам. Я благодарен. Я Слава тоже Аллаху, говорю, Господу миров. вот, это эштон, хал, брат, один мозгами шевели, брат, я не знаю. Мне Нашевелил мусульмане мозгами. не Я платят, объяснил чтобы я тебе, кому-то что и ты, платил. и я, Мне мы мусульмане злотые, мне и грош эти не же христиане, заплатили. мы все Мне никто не платим сказал, жизнью ты нуждаешься, надо евреям. тебе, брат. Только, знаешь, ищет там какие-то лазенки, чтобы тебя, знаешь, чтобы ты сбить тебя с ног, да, чтобы ты сдох вон на улице, голодал, бомжом стал, Да, щас ты наркоманом стал, а выйдешь, потом, просто чтобы тебя еще посмотри. добить, блин. Брат, посмотри, вот когда ты выйдешь, если у тебя есть интерес, посмотри, сколько за одну или как это, за перевод у тебя отправляются вот эти центы. Именно Вообще жидам. у меня Это- ничего не отправляется, брат. Я Вообще не знаю, что ничего 2-3 жидам не цента за отправляется. каждый раз, за каждый перевод отправляется. И прикинь, Брат, сколько если бы не миллиардов было людей. этих 2-3 цента отправлять, даже если они есть, хотя я их не видел, у меня их нету. Валлахи, я благодарен за то, что Подождите. я могу Эти- работать, заработать. И Я эти благодарен. христиане также платят, как и мы с тобой. Понимаешь? Находясь Подождите. даже у Всем добрый себя, день. им Добрый платят. День. Добрый день. Вопрос, кто, куда, кому, зачем Малахольный, платит, я не понял. сейчас, секундочку. Малахольный, у тебя какие проблемы с евреями? Вот ты мне объясни. Они тебе что там, поставили в позу какую-то? Почему ты сейчас находишься в Европе? Почему ты не поехал там в арабские страны? Ну, Я объясни не мне, среди пожалуйста. евреев нахожусь, я среди австрийцев. Австрийцы это другое. Ты мне... Не, подожди, стоять. Ты почему не поехал сейчас в арабские страны, а каферам, европейцам?
меня нет претензий к австрийцам, у меня с ними хорошие отношения. Я какие говорю, у тебя они претензии? и я, мы Какая платим у тебя- за каждый Не, перевод, за стой, все стой, вот ты эти, не- за Ты транзакции. не слышишь за всё. меня, Именно малохольный, вам передам. стоять, малохольный. Называй мое имя нормально, называй мое имя. Малохольный, ты малохольный, что я тебя именно как и ты есть называю тебя. Смотри, ты приехал в кафирскую страну и качаешь свои права. Вот ты вообще кто? Кто ты такой? Леон, можно я слово щас, скажу? Хаджар, брат. щас, Хаджар, брат, секундочку, не, я ему подожди. просто я ему по жизни сейчас одну вещь скажу сейчас. Хаджар, смотри, ты говоришь кафирская страна, ты говоришь карты, евреи какие-то. Смотри, я сейчас позвоню, короче, своему кафир, это знакомому неверующий, Андрею. неверующий. Я не говорю, что австрийцы, они Не, брат, такие. дай я Это доскажу, вы дай не я говорите доскажу. мне. Я Ты же сейчас говоришь, что я это расскажу, брат, сказал. дай Я я этого не скажу сказал. просто. Можно я на работе, у меня тут очень много людей, я вышел специально, чтобы это сказать. Смотри, я сейчас позвоню Андрею, который, не знаю, может христианин, может буддист, может еврей. Это нас вообще не обходит, у нас человеческие качества. Я ему позвоню, скажу, брат, короче, можешь мне, у меня на еду нету там сок или мок, или за квартиру заплатить, за проезд там, за такси. Брат, скинь мне, короче, ты там всё 50 переводишь евро. именно стрелки Он мне на скажет, это. без Я проблем. так же- Не, подожди. Мне тоже так же австрийцы помогают. Подожди, Я брат, же не говорю подожди, дай ничего я против расскажу. австрийцев Дай или я поляков. расскажу. Дай я расскажу просто. Я ему Я скажу, говорю, брат, я он скажет, на чеченец, и какой это номер? австриец, и поляк. На какой и ты, номер? чеченец, платишь дань А евреям. чеченец, знаешь Вот мне, и что всё. сказать? Брат, извини, нету. Если тебе Аллах не дал, значит молись. Значит, тебе не дал Аллах мне. Вот так мне скажет. А Андрей мне скажет, на какой номер тебе скинуть, понимаешь? Это факт. Я так 7-8 лет живу. Альхамдулилlah, я так говорю. сейчас Я очень уворачиваешь, рад, что что... вот Я я рад, против, что я ты рад, не что у говоришь. тебя есть хороший друг Андрей, который тебе помогает, но тема сейчас не об этом была. У меня вопрос был. Гузар, приветствую, Леон, У меня Машу. вопрос был. Привет всем. Стелла, У меня привет, вопрос был. Машу. У меня вопрос. Леон, подожди с твоим вопросом, да, я кое-что скажу. Не, Не называйте, отвечать я Не, буду. кто скажет, Малохольный ты, Коля. подождите вы. Не, Леон, Подождите, я ну- ничего не буду говорить, я Да, не да, буду да, задавать да, вопросов, да. я только хочу сказать одно, я не буду задавать вопросов, мне отвечать не нужно. Значит, Гузар утверждает, что он живет среди австрийцев. Вы все обычная рабочая сила, и вы все одинаковые. Что евреи, что не евреи. Так что я не знаю, кто чем это радуется, кто чему радуется, кто чему не радуется. Привет. Сионисты, кто Ты такие? понимаешь, в чем дело? В том, что они приходят в Европу, Стелла, секунду, Стелла, они напиши. приходят в Европу, живут там Стелла. за счет европейцев, за их Вас налоги. больше А ненавидят, потом- чем Стелла, выборы, если Стелла, то кстати, пошло бы. громко выделяй на минуточку, на секундочку, Леон, сбивает а- меня с текста. А Валь, ты тоже красивый, вы все красиво не ведете, постоянно, на минуточку и избиваете то, что я хочу донести. Понимаешь? Давай доносить. Это уже Просто лофа, когда это начинаешь, уже это не лофа. заканчивается. У вас такая же проблема. Ходите, сидите. Ты здесь сидела Леон, полчаса, доноси, пожалуйста, пока я не поднял. Все, тоже меня не начинает ругайся это на эфире. нервировать. Доноси. Хватит, все. Меня уже Доноси. неплохо язык. У меня к тебе вопрос, малохольный. Ты что делаешь в кафирской стране, Назови, когда если у хочешь, тебя... чтобы я тебе отвечал, Ты, чешок. ты что делаешь в малохольной стране? Ты малохольный. Ты что делаешь у кафиров, когда тебе запрещено жить у кафиров? Да? Какие кафиры? Первое. Кафиры это Ты не почему не вообще поехал? неверующие. Почему ты не Во поехал? что? Почему ты не поехал в Иорданию, в Я Сирию? был в Израиле, тогда бы я был бы среди кафиров, понимаешь? А тут я среди людей Писания. Чешок ты конченый, блядь. Тут я среди людей. Подожди, Ты слышал, ты прав. нашел отговор. Приветствую. А Леон что, не человек Писания, что ли? Всех приветствую, всем Дайте шаббат. поздороваться. Идиот, ты даже свой Коран, ты видишь, ты даже свой Коран не знаешь. Извини, маршал. Человек Писания это мы. Человек Писания Нашел, это мы. приветствую. Это есть Вы мы. Израилю. Вы это Давайте среди же людей. дружно. Вы это кафиры, именно Так, вы. друзья, вы друг друга перебиваете. Гусар, сбавь чуть-чуть свою агрессию. Я же тебя запустил и попросил, короче, не агрессировать. Да? Смотри, ты находишься у кафиров, ты уже нарушил свой Коран, да? Ты Я уже тебе кафир. ответил на этот Ты вопрос. уже- Не делай так, подожди, чтобы ты меня уже- привести к такому Ты ответу, можешь который отвечать, ты я хочешь. тебе по твоей книжечке иду. Ход не Ты делай. уже кафир. Ты уже кафир.
То, что все банки, вся система платит нам, и сейчас в ТикТоке сидишь, это тоже наше. Телефон, который ты сейчас сидишь, тоже наш. Интернет, который сидишь, это тоже Когда наш. всего лишь осталось. Несколько лет осталось. Wi-Fi тоже наш, Bluetooth. Слушай меня, с сегодняшнего дня поломай телефон. 2000 лет. Поломай свой телефон об стол, не знаю, что там есть, на свою голову. Больше не пользуйся всеми еврейскими технологиями, не израильскими технологиями. Смотри, вот сейчас ваши сионисты сделали ставку на китайцев. С Илоном Маском Трамп ездил недавно в Китай. Знаешь почему? Потому что китайцы делают конкретно много фейковых движух вот этих, я имею в виду. Подожди, давай к теме вернемся. Мы ушли от темы. Не уходи. Тема была такая. Смотрите, вот кто новый, кто зашел, подождите. Новый, кто зашел, я пытался разобраться, что в голове у гусара. Я вот ему объяснил, да, насчет аятов в Коране. Один из которых звучит, что нет принуждения в религии. 2, по-моему, 256, если я не запамятовал. И я говорю, что этот аят, он, да, соответствует человеческой природе. Это правильно, потому что, еще раз повторяюсь, человека принудить веровать во что-то невозможно. Он может лицемерить тебе, говорить, я мусульманин, да, я, иншаллах, там, вот, и сюда кафиром просто так приехал на немного какое-то время, вот туда-сюда, будет вот так хвостом вилять, но по факту, вот, чтобы он сердцем уверовал, да, в какую-то версию, ты не сможешь. Я же тебе приводил пример, статую Будды тебе на голову, если прикрутить скотчем, и тебя хлестать сзади этим и говорить, ты уверовал, ты в итоге скажешь, да, я там двойной буддист там и так далее. Но это не твоя искренняя вера, понимаешь? Поэтому этот аят, да, он правильный, нет принуждения в религии. 100% правильно. А вот тот, который 9.29, он неправильно, это уже не может быть от Бога, вообще ничем не может быть. Потому что насильно, еще раз повторяюсь, человек ни во что не поверит. Понял же ты это или не понял еще? Какие проблемы с евреями? Ты можешь мне объяснить, Малахольный? Я много раз объяснял, вы занесли все. Он съезжает куда-то туда, на эту тему, да, там. Я сказал, Илья, то, что в этих двух аятах там нету противоречий, как вы говорите. Времена были другие, и религия тогда устанавливалась, с нами велись войны. Это... Какое время, там вообще без разницы. 1000 лет назад, 2000 лет назад, 5000 лет назад. Насильно человека принудить к религии не получится. Чтобы человек веровал, чтобы, я не знаю, ты чтобы поверил, например, что ты не человек, а, я не знаю, кого можно там сравнить с тобой. Например, тебе сказали, что ты улитка, и заставляют тебя в это верить. Ты можешь 1000 раз сказать, что ты улитка, но ты не поверишь, если ты головой не тронешься, понимаешь? Если ты тронулся, то да, ты можешь уже действительно там. Есть какие-то люди, которые как улитки, как кошки, собаки себя ведут. Это уже, Леон, у меня к тебе вопрос, Леон. Леон, ты еврей, да? Вот меня один поляк, свел с евреем, ну, он мне сказал, типа, мне очень интересна беседа между вами, можете там чисто пообщаться 5-10 минут? Я с ним 5 минут пообщался, да, но я ему больше вопросов задавал, Равин был такой, Равин, знаешь, как мулла, у нас. И он, послушал меня 3-4 минуты, сказал, да, брат, ты прав, взял, ушел и пересел, на другой столик. Что это означает? Это типа игнор, да, не захотел он, да, со мной этот диалог вести? Есть такая вещь, Иордан, кстати, довольно умный парень, очень красиво подметил. Умные евреи не будут спорить, объяснят, а может быть и не объяснят, да, видят, с кем имеют дело, и уйдут. Но может потом прилететь тебе, кстати, гусар, где ты?
откуда ты не ожидал. Вот. Это очень умно и по-еврейски. Теперь у меня была проблема, единственный вопрос. Я знаю, что это, об этом Малахольном, может, с ним давно, это мой давний пациент. Какие у него проблемы с евреями? И такое ощущение, что в детстве его там серьезно напихали ему. Очень серьезно причем. Я объясню, что у этих пациентов в голове происходит. Вот эти все там войны, какие-то невзгоды, какие-то депортации, выселения, вот что сегодня там, да, происходит в нашей республике, ему говорят из микроволновки, из утюга, из фена полностью, что это все делают евреи, что за этим всем стоят евреи. Скорее всего, дело в другом. Дело в том, что он мусульманин, и мусульмане остро реагируют. Да, совершенно верно. Это еще в несколько крат усложняет вот этого пациента, да? То есть это его проблема. Вообще дорабатывает. Проблема в том, и это большая проблема, что эта вся ненависть идет с религии. На данный момент он как бы быкует на евреев и также и на христиан. Но полностью он не может быковать, потому что его возьмут за шкирку и выкинут. Но уже записи пошли, кстати, ты там долго не останешься, то тебя уже отправят кое-куда, и ты вернешься к свою Чечню, или там свой там к арабам, кстати, можешь поехать спокойно, в Иорданию, в Ирак. И там кричать «Иншалла» до утра. И, кстати, у тебя есть большой шанс к нам прийти, чтобы мы тебя загасили. И в такие же, как вы, которые кричите вот здесь на евреев, да, кстати, это закон в Европе, на евреев, на европейцев, вы попали под статью, я вас обрадовал. Мы вот давно сидели, вас записывали, это сейчас все давно уже отсылается, начинает отсылаться. Уже некоторых даже со вчера, которые не верили, взяли за шкирку во Франции. Все нормально, ребята, вы сыграли нашу игру, продолжайте. Правда, уже все, которые закричали, да, мы уже всех записали. Все. И гусар тебя, во-первых, уже раз 10 тоже. В Европе стоит закон, можете почитать, против антисемитов. Кто кричит, кто нам вот такие вещи, вы попали. Вас хватит за яйца и отправят обратно. Продолжайте. Леон, парень, смотри, это человек мусульманин, и из-за того, что он мусульманин, он остро реагирует на евреев, не потому, что у него какая-то ненависть к евреям изначально была. Эта ненависть, она появилась в результате израильско-палестинского конфликта. То есть, он изначально, скорее всего, не имел ничего против евреев. Не. Израильско-палестинский конфликт это только как бы стриггировало вот это вот. А так это десятилетия вливается. Просто сейчас в Европе тоже заговорили о правах человека. Но если в Европе могут говорить о правах человека, то вот эти не могут, потому что в Европе полностью осуждают террор. Вот эти преступления хамасовцев, мамасовцев, всяких насильников, игиловцев. Их не то что осуждают, их по максимальному преследуют. И когда европейцы видят, там, когда происходит, когда евреи начали, мочить вот этих хамасовцев, европейцы имеют там моральное право, в отличие, я имею в виду сейчас не перед евреями, да, в отличие от вот этих вот, имеют право морально выступить и сказать, чтобы там права соблюдали человека и так далее. А у вас же нету морального права. Почему? Потому что когда евреев убивали вот эти, ходили, осуждаю, да, вот это 7-го, то, что происходило, вы радовались, злорадствовали, понимаешь? Вообще не понимая, что там происходит, абсолютно не пытаясь через себя это пропустить, да, какую-то параллель. Вот что бы я делал, если бы я был, например, который живет у себя дома, какие-то обезьяны пришли бы и подряд начали бы девочек, мальчиков, бабушек, всех там расстреливать, да? Вот это вот нету, вот этот такой механизм, он не работает, он не включается, потому что там вот это... Европейцев нету права предохранитель стоит.
Даже у европейцев нету права ничего. У меня, секундочку, добрый кто-то день еще говорит- раз. Я это почему привел? Я извиняюсь сейчас коротко. Просто я же подчеркнул, да, перед евреями, может, не имеют, да? Но вот если с вот этими сравнить, да, когда происходит какое-то нарушение прав, эти же не абсолютно этим по боку, да, наоборот, они как бы даже радуются этому. Даже А когда человек и в любой ситуации пытается защитить права, то его с моральной точки зрения, да, его позиция, она ясна. Даже у европейцев нет вот права это- что-то сказать, Ну, потому что ну да, я как бы не об этом. Израиль действовал по всем по законам. Во-вторых, сейчас, секундочку, минуту, и все, я заканчиваю. Говори. Не просто так показали, Говори. не так просто показали, да, что мы действовали во всех рамках закона, и что ни одна страна так не вела войны, как мы. Но то, что нашли подкупленных в Гааге и все это, вот сейчас будет серьезный оборот. Мало того, в Европе уже назревает не на шутку огромный скандал, взрыв внутри мусульман. И это же уже, они четко это прекрасно видят. То есть, Я знаю, сейчас, что секунду. хочу. И под этот Да. удар, под этот удар могут попасть все. И вот такие, как сейчас этот Малахольный, Гусар и другие, которые начало кричат в Европе, на них очень серьезный фокус. Очень серьезный фокус. Вот эти европейцы, которые там пытаются права защитить, да, вот в этой ситуации, они вот таких малохольных за хвост поймают и их засадят. И правильно сделают. За их вот эти вот настроения. То есть я об этом хочу сказать. Из-за того, что там европейцы какие-то пытаются где-то права человека, что-то такое об этой теме говорить, то вот этих вот, да, там, и Гилщину, там, и прочих, они точно так же, как бы, не то, что точно так же, а к ним за их вот эти высказывания, их же тоже знают здесь. Потому что они не из каких-то чувств, да, там, человечности, не из-за этого выступают. Именно потому, что у них вот эти антиеврейские настроения в башке там сидят. Весь корень проблемы из-за религиозного фундаментализма и праворадикализма всех народов мира. То есть из-за того, что вот существует национализм там, из-за того, что существует религии, из-за этого человечество всегда будет воевать, и никогда мира на земле не будет. То есть, например, тут даже проблема не в том, что только, смотрите, тут проблема не в том, что только проблема в мусульманах. Не только в мусульманах проблема. Например, вот, допустим, вот тут много евреев сидит. Знаете такого человека Ицхака Рабина, который хотел подписать мир и договориться уже, вот, решить этот конфликт раз и навсегда. Вы знаете, что его убил именно иудейский религиозный фундаменталист? То есть даже не мусульманин, хотя это ожидаемо было бы, если бы его убил мусульманин, но его убил свой же еврей, иудей. Вот такие проблемы есть. То есть из-за религии вот человечество всегда будет конфликтовать. Из-за религии, человечества. Я кое-что скажу по поводу... У нас есть четкие практика и примеры. Да, говорите, Майя, тебе передаю. Я обязана среагировать на то, что вы сейчас сказали. Во-первых, религией управляют государства, и именно с помощью государства и с помощью политтехнологии управляемые люди сажаются на иголку религии. Это раз. Второе, по поводу того, что вы сейчас сказали, что именно фундаменталист убил нашего премьер-министра. Не из-за религии он был убит. Если вы какую-то тему не знаете, то, пожалуйста, не апеллируйте тем, что вы сейчас сказали. Религия. Это не было связано абсолютно с религией. Это два. Тогда, когда используют нарративы, да, во имя ислама, во имя Аллаха, во имя не знаю еще чего, я не говорю сейчас именно, да, о исламе. Когда идут нарративы против чеченцев, когда идут нарративы против украинцев, когда идут нарративы против евреев, кому-то это выгодно. Потому что когда вы настраиваете весь мир и все народы против какого-то определенного народа,
это идет политтехнология. Никогда не думайте, что только ради религии, да, люди будут бесноваться и с ума сходить и ненавидеть вас, потому что кому-то это выгодно, потому что ненавидеть чеченцев выгодно Российской Федерации, потому что ненавидеть Израиль выгодно еще определенным странам, да, которые, в общем-то, диктуют свои нарративы и условия на Ближнем Востоке. Ненавидеть украинцев выгодно той же самой России и кому-то той же самой Европе, да, потому что на этом делаются бешеные деньги. Ненавидеть еще какой-то народ, да, какого-то цвета, это выгодно, потому что на это можно классно сыграть и заработать деньги. Запомните, ни одна ненависть не строится просто так. Каждая ненависть и каждое вот такое использование этих нарративов берет свои начала именно из политической сферы. Просто проверьте, посмотрите, не надо быть вот таким однобоким. Не надо быть однобоким, потому что за такие вещи платятся бешеные деньги, потому что на это работает организация, которая называется лобби, на это работает политтехнология, которая просто заточена на это, простыми слоганами убивают людей. Никого в этом мире не интересует. Из вот этих мусульман, вот он сидел и писал здесь, я потомок Аллаха, я потомок пророка, Аллах нам сказал то и другое делать. Скажи, тебе Аллах не сказал, что надо осуждать убийство людей? Тебе Аллах не сказал, что надо защищать мусульман, которых убивают? Скажи, пожалуйста, почему ты до сих пор не переобулся в военные ботинки, не взял с собой сумку и не пошел защищать мусульман на Ближнем Востоке? Подожди секундочку. Почему? Я имею в виду, я не к тебе, я не к вам, извините, это обращаюсь. До этого был мой спич. Я понимаю. А сейчас я говорю вот этому обезьяну, который здесь, да, выделывался чересчур. Ты почему не поднял свою задницу? Ты почему не пошел защищать мусульман, которых убивают и вырезают? Каждый день убиваются тысячами и тысячами, десятками тысяч мусульман. Что на Ближнем Востоке, что в Йемене, что в Африке. Ты почему до сих пор тут сидишь? Ты какого хрена сидишь в своей заднице на диване и не действуешь? Почему ты не осуждаешь тех мусульман, которые вырезают безвинных людей и граждан? Чего ты здесь выделываешься, потомок пророка? Позор на твою голову, позор на голову твоего отца и матери, потому что такой вот дебил, который ходит и говорит, что он потомок пророка, потомок пророка, который ни хрена не знает, ничего в своей жизни не видел, просто сидит и пердит на каждом эфире. Все, я закончила, да. Прекрасно, спасибо. Маюш, вы знаете, вы только подтвердили мои слова, вот потому что, абсолютно да, действительно, все религии мира, они в том числе используются для мобилизации масс, да, чтобы вот направить эту массу, ненависть этой массы на какую-то группу и так далее, да. Вы знаете, вы меня никак не провели, вы только подтвердили мои слова, так что спасибо, да, благодарю. Можно я теперь скажу, ребят? У меня вопрос. А вы видели хоть один народ или одно государство, да, которое по имя религии? Говори, я знаю, что ты скажешь. Интернет не доходит, я знаю, что медленно доходит. Да, я скажу. Значит, смотрите, несколько тем. Первое, я начну с того, что по поводу религии, что религии и национальности приносят к ненависти. Это совсем не так. Мы знаем, что исторически, до того, как была такая вещь, как нация, до того, как были религии, люди все равно убивали друг друга, все равно нападали на какие-то там народности, на друг друга, да, там на соседей и что-то забрать. Это ради благополучия своего, там, если кто-то вырастил зерно, значит, нападем, заберем зерно и так далее. По поводу того, что религия используется, да, берут религию как массовую, скажем так, помощь, да, в своих политических целях. Это да, потому что религию легче всего управлять людьми. По поводу того, что ты сказал насчет Рабина. Значит, когда Рабин подписал договоры Осло, его убили не потому, что кто-то был религиозный, а кто-то нерелигиозный. Нет, там не было этого вопроса. Его убили, потому что он сделал то, с чем не согласно было 80% народа нашей страны. Okay? Он просто решил сам по себе сделать этот шаг, и те, кто в политике были против этого, он просто их убирал из власти, okay? И люди понимали, что мы сейчас идем терять конкретно. И этому было доказательство, что последствия его договоров Осло у нас пошли теракты с 90-х годов до 2000-х, у нас взрывались автобусы, у нас залетали рестораны, у нас просто каждый божий день было по 5-7 терактов, где нас взрывали, понимаешь?
И это было прямое доказательство тому, что ту договоренность Осло, которую он делал, это было только нам в ущерб. Именно поэтому его убил человек с Израиля, да, это я не поддерживаю, это не должно быть так, мы не должны приходить к убийству, но и человек, который сидит во власти, не должен позволять себе делать то, с чем весь народ не согласен. Делать только потому, что ему там что-то где-то пригляделось. Это второе. По поводу того, что... Так, что мы еще говорили? Еще что говорили, у меня с головы вылетела тема. По поводу 7 октября, что Ибрагим Добавь, говорил... пожалуйста, что Ясер Арафат прикольно... Секунду. По поводу того, что Добавь, Ибрагим пожалуйста, что сказал, Ясер Арафат что 7 октября был триггером. Нет, Ибрагим, 7 октября не был триггером для исламского мира, не для христианского мира, вообще ни для кого. Дело в том, что 7 октября была запланирована, подготовленная акция. Как я это вижу? Я тебе объясню и даже докажу тебе это. 7 октября, когда это случилось, когда на нас напали, насиловали, убивали, резали и своровали наших людей, похитили к себе, уже на следующий день, 8 числа, 9 числа, в Германии, в Америке, еще в пару стран, да, вышли активисты, которые кричали «Free, free Палестина». Хотя на Палестину еще никто не нападал, Газу никто не трогал. Мы еще даже не начали наши военные действия, да, мы только сбивали ракеты, потому что нас стреляли ракетами, убивали наш народ, и мы еще даже не выловили террористов, которые по нашей стране бегают. Да. То есть у нас заняло примерно 2-3 недели, чтобы собрать армию обратно, те, которые ушли на праздник, и те, которых нужно было призвать, чтобы пойти войной. Да. И мы дали им это время, чтобы они вернули наших заложников. Но активисты уже были готовы на следующий день. 7-го на нас напали, 8-го уже были активисты. Что я понимаю с этого? Ведь выйти активистам на вот эту вот демонстрацию огромную, им нужны, во-первых, разрешения, да, от полиции, от муниципалитета, чтобы было разрешение выйти на эту акцию. Им нужны какие-то там вот эти вот, как это называется, майс. Подскажи, как по-русски это? Шлятим. Транспаранты, как это называют? Транспаранты всякие вот эти вот. Это все деньги, заготовка заранее, подготовка, разрешение. Сегодня подать в суд, чтобы тебе кто-то разрешил выйти на какую-то демонстрацию, тоже занимает несколько дней, а не сейчас на сейчас. То есть мы понимаем с этого, что это была акция заготовленная, то есть нападение и сразу же извне страны, извне региона заготовленные акции, которые проходили в поддержку Палестины. Понимаете, ребята? Таким же образом мы видим, что, например, Иран, да, свои прокси-ячейки на данный момент на стольких странах раскидал, и это спящие ячейки, они подготовленные. Стоит только начать войну, как они просыпаются и встают и делают свое дело. Понимаете, это все уже подготовлено. Дело в том, что обычный человек этого не замечает. Но те, кто могут проследить политические, геополитические вопросы, как они двигаются, вы обратите внимание, что каждый раз идет та же схема. Один в один, идентичная схема, ребята. Она проплаченная. Вот если сейчас у Ирана была война, и у нее не было денег проплатить, демонстрации за Иран не выходили. Но стоит было остановиться Ирану в войне, как мы видим, как все ячейки проснулись. То есть поток денег пошел, понимаете, ребята? И также везде это работает. Это все проплаченная схема, проплаченная система, хорошенько маслом промазанная. И поэтому это все так работает. Вот и все. Это 7 октября, это не то, что Ибрагим что-то их триггернул. Просто 7 октября, последствия 7 октября вот этим антисемитам дало какое-то, знаешь, чувство, что это норм выйти и сказать свои фашистские высказывания, понимаешь? То есть сейчас я могу подменить вот это вот слово. Да. Вот сейчас я могу подменить это слово, не сказать, что я ненавижу еврея, а сказать, что я ненавижу сиониста, и тогда это прокатит, понимаешь? То есть подмена слов. И очень просто. Зачастую они говорят, этих сионистов надо ликвидировать,
и потом говорят евреев, а потом исправляются, потому что понимают, что по закону Европы, где они живут, это закононаказуемо, понимаешь? И сразу же исправляют себя. Нет, мы не против всех евреев, мы только против сионистов. Ну, как бы, а сионизм это как бы абстрактно, там конкретно никого не укажешь, это может быть любой народ, а не только евреи. Поэтому подмена понятий, ребята, промывание мозгов, вот и все. Ничего не поменялось. Поверьте мне, если бы 7 октября случилось бы в любой другой стране, я уверена, что реакция была бы намного хуже, чем Израиля. Израиль еще слишком нежно относится. Стелла, а вот такой вопрос. Вы подождите, это произойдет скоро в Европе, да? А когда это произойдет, это уже нельзя избежать. Но это все, это уже началось все это дело. Израиль будет сидеть и будет кушать попкорн и будет говорить «осуждаю». То есть бумеранг всегда приходит. Всегда приходит бумеранг, когда вы кого-то обвиняете или вот говорите такие вещи, по-любому бумеранг приходит к вам. А то, что потворится сейчас в Европе, ну, это ячейка всех террористов, уже Хизбаллы и кого угодно, это будет взрыв колоссальный. Теперь это заденет всех. Это будет массовая репатация всех мусульман. Это будет как типа крестового похода в Европе. И это уже намечается, мы это видим очень четко. Очень, как бы я лично, и другие это очень четко видят. И другие политики это тоже четко видят. Во-первых, нету понятия такого сейчас левый и ультралевый. Есть такая партия ВОК, если вы слышали, ВОК. И даже демократы, вы слышите, демократы в Америке, да, ультралевые, ушли из партии демократов, перешли на другую сторону. Потому что это движение ВОК именно уничтожает всю нашу диалогию. Демократию, как мирно жить. Они тащат делать бардак в мире. Смотри, Хорошо, Стелла. Стелла, у меня к вам такой вопрос. Да, задавай. Смотрите, вот вы же сказали, что вот Ицхак Рабин пошел против желания народа, вот 80% народа было против, да, решения Ицхака Рабина, да? Но разве этот народ Ицхака Рабина на выборах не выбирал же? Он был выбран буквально в маленьком проценте, разница была между ним и тем, кто был против него. Ну так получается 50% народа все же было за Ицхака Рабина? При выборах, да, но когда он сделал этот акт, большинство народа было против его решения. Израиль подписал. И те, кто в политике пытались сказать что-то против, он их просто убирал оттуда. Подожди, что я хочу на секундочку. Вопрос к этому Гардашу. Тут продолжается вот этот бардак. На секундочку. Гардаш, я сказала, Леон, подожди, продолжается этот бардак. Это же его эфир, ребята, вы что кашу устраиваете? Закройте микрофон, Ибрагима эфир. У Майи чуть-чуть отстает интернет, я уже это давно замечаю, несколько дней, поэтому, Майя, говорите. Я хочу на секундочку вернуться к тому вопросу по поводу религии и радикального еврея и сказать такую вещь. То, что произошло в процессе того, что были соглашения Осло, никакого референдума в Израиле не было по этому вопросу, это раз. Второе, если взять все религии мира и взять иудаизм, в иудаизме нет идти захватывать чужие территории, да, во имя Бога. Нет такого. На протяжении всей истории еврейского народа такого не существует. А все остальное можете осуждать как хотите, рассуждать как хотите. Все, я закончила. Я только Гардаш. Я хотел вопрос. Да, вопрос хотел задать. Гардаш. Подожди, Ибрагим, я здесь... Давай, прокомментируй, потом я буду. Очень важный момент, что пропустили. Очень. Я говорил, что мы когда-то сделали такую огромную ошибку. Почему? Потому что Ицхак Рабин подписал мир с палестинцами. Он отдал наши территории. Он подписал мир, это было в Америке, это все было там в Белом доме, на Лужайке. Все сделали. Мы вышли оттуда. Да? Мало того, мы платили за них свет. Мы платили за воду. С наших
зарплат вытаскивали налоги, платили. Они жили как сыр в масле. То есть мы каким-то уже образом сказали, давайте уже мирно жить. Мало того, мы отдали Гуш-Катив, в которой там были теплицы, заводы. Это уже была поставлена продукция в Европу, в Америку. Живите и радуйтесь. Это уже после Рабина, Леон. Это было... Да, но это было в договоре из этого Ослова. Это было намного после. Это было намного после Рабина. Вы можете... Это было после, не это, но это было в договоре Ослова. Это все было там, в этом договоре. Это занимало время, что через пару лет мы должны выйти так, через пару лет мы должны сделать так. Это все было там. Почитайте Осло, договор Осло, дорогие мои евреи. Так этот, теплицы и Гуш-Катив, все это было в этом договоре. Все это было там, в комплекте. Теперь к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что были теракты. Нас убивали постоянно. Детей взрывали на дискотеках, автобусы. И 7 октября это был огромный пик, что уже все, уже черта уже переполнила эту чашу, да, вот это терпение. И мы поставили раком весь Ближний Восток. Если сейчас заметите, что Израиль ведет другую политику, совсем другую политику, он ведет уже в пику всем. Ты на меня идешь, получишь по мозгам, все. Ты будешь со мной дружить, будем с тобой дружить. Ты мне делаешь санкции, я тебе сделаю санкции. У Испании покупали оружие на 220 миллионов, нет проблем. Мы это оружие теперь, которые эти вещи, которые маленькие чипы, мы сейчас у себя улучшаем, делаем намного лучше. В Израиле строится несколько заводов, корабли, кстати. Вышел новый проект, новая флотилия, искусственным интеллектом, новая эра кораблей. С Италией мы покупали на какие-то копейки, там тоже какие-то чипы. Сейчас улучшаем у себя. 4 завода в Израиле открываются для этого. То есть те бомбы, которые не хватали нам, у себя будем строить. Все, мы ведем совсем другую политику, и арабам надо задуматься, мусульманам, да. Они уже должны понимать, что сколько раз они не сталкивались с Израилем, не воевали, они постоянно проигрывали. Аллах не на их стороне. Аллах не за них. Вот смотрите, такая маленькая страна, Газа, Сирия, Ливан, Иран. Сейчас опять начнется с Ираном, да? Опять мы будем бить. Вы только представьте, 2000 километров самолеты летят, бомбят страну, уничтожают, да? Не наземные операции, всех лидеров мы уничтожили, всех лидеров, да? Хизбаллы, Хамаса, Ирана, Генеральный штаб. За историю всего мирного такого вот в мире не было, чтобы уничтожили верховных политиков и генеральный штаб. 6 раз, ребята, 6 раз. То есть мусульмане должны уже задуматься, а некоторые задумались и уже поняли, что лучше уже не стоит с нами воевать, лучше с нами мириться, жить нормально. Есть такие уже страны, начинают думать об этом, у кого уже это. И эти, как бурдулаки, которые внизу сидят, до сих пор у них еще варится каша. Почему? Потому что в самом ислам это не религия. Я не знаю, не могу назвать эту религию, потому что религия, она несет должна к чему-то хорошему, лучшему. Там убей, прибей, изнасилуй, джизя, и людей Писания замочить. Это мы евреи. Так я поэтому не могу смотреть на эту религию, как она религия. И когда мне мусульманин сидит и говорит, что я не знаю ислам, но четко говорит, Ибрагим, помнишь, что все религии искажены, я спрашиваю, а как ты к этому пришел, я не знаю, как это объяснить, для меня еще это красный свет. Почему? Потому что я смотрю с разных ракурсов на эти вещи. Это вот из-за таких, как он, в Казахстане, Узбекистане, Чечне постоянно проблемы. Поэтому стирается идентичность народа, история народа. Поэтому и чеченцы также тоже страдают, как вы сейчас пытаетесь вернуть ваши традиции, ваш язык, вашу историю. Понимаешь? И также в других странах. Возле таких людей, которые говорят, я не знаю. Потому что половина из них не держит Коран в руках. Многие из них не знают даже эту религию. А которые читают просто молитву, они не понимают, что там дальше идет. Что за этим стоит? Леон, вы только подтвердили мои слова. Вот как раз вот из-за того, что существует национализм и религиозный фанатизм, из-за этого все вот эти конфликты начинаются. Вот в этом проблема, вот это корень проблемы. У нас у евреев этого нету. У меня этого нету. Гардаш.
Гардаш, Меня- можно к вам вопрос Почему? тоже с вопросом? Как вы вот относитесь к патриарху всея Руси Кириллу и вообще политике Путина вот по Чеченской республике, который 1600 мечетей там построил? Российское руководство, вот, которое узурпировало власть и, ну, там, полный авторитаризм, да, построили, они используют РПЦ, Русскую Православную Церковь, в своих политических целях, чтобы, свое управление, так сказать, делать легальным. То есть, религия стала инструментом для политического режима. Вот так я отношусь к этому. И ваши действия, вы как бы просто вот вы недовольны этим или все Я в недоволен России, авторитаризмом. все в России вот этому там недовольны? Но многие недовольны, особенно молодежь, которая хочет нормально жить без войны, без авторитаризма, хочет демократию, мирное небо над головой. Чтобы как бы это ангелы спустились, и они вот установили это, да, вот так? Нет. Жить без закона и без правил – это против человеческой природы. А жить религия, не религия, веруешь, не веруешь – это лично каждого дело. Этот ООН, самолеты 2000 километров летают, бомбят страну. Надо ООН этот немного распотрошить. Там 200 дармоедов сидят, ни хрена не делают, никакие вопросы не решают. Руку поднять, отпустить, все. Больше ничем они не заняты. За ними они ни за что не отвечают. Сидят в хороших, комфортабельных офисах, получают хорошие лавы. Мне интересно просто, что они делают, какую они приносят пользу вообще. Те, которые сидят у власти в России, они приносят пользу только для себя. ООН сидит. ООН, не знаю. ООН 200 человек. Я как раз дармоедов. хотела прочитать насчет ООНа, прям в точку тронул. Значит, смотри, со дня создания ООН, да, после Второй мировой войны, Израиль является абсолютным лидером по количеству осуждений резолюций в ООН. Представляешь? То есть страна создана 70, сколько мы там, 76, 78, сколько лет мы там созданы, я уже забыла. И мы абсолютный лидер по резолюциям ООН. То есть единственный раз, когда ООН был за Израиль, это когда его создавали. Все. Значит, если я тебе прочитаю список, да? Проще, скажи, Стелла, это значит то, что которые выносят законы ООН, Израиль против, ты имеешь в виду. Я правильно понял, простыми словами? Я имею в виду, что абсолютное большинство количества резолюций в ООН предпринято, они против Израиля. Смотри, Израиль получил с 2015 до 2024 года 173 резолюции. В это время Россия получила 20-25 в основном, да, по Крыму и Украине. Северная Корея 9-10, Иран 9-10, Сирия 9-10. В Сирии, на секундочку, за это время убито 500 000 народа, да, своего же. Но они получили всего лишь 9-10 резолюций. Мьянма получила 6-8. США, Куба, Афганистан по 1-2 получили резолюции. Остальные 0. Спрашивается, Израиль хуже Афганистана? Израиль хуже, жестче Ирана? Стелла. Израиль хуже всех. Резолюция, что это значит? Резолюция, поясни мне, я слабый в политических терминах. Резолюция – это когда сидят там и обсуждают какую-то тему, где в чем страна что-то якобы оплошалась, да, и предпринимают против этой страны, голосуют против этой страны. Смотрите, Стелла, прикол в том, что против Израиля устраивают резолюции, да, а против России просто накидывают санкции. Так что я не знаю, что хуже. Ну вот. Так, друзья, вы меня перебиваете, я еле-еле до микрофона дорываюсь. И с темы вы как бы... Короче, мне чуть-чуть сложновато на работе. Так, опять меня перебивают. Я, конечно, всем дам высказаться, но когда я как бы дорываюсь до микрофона, хотелось бы, чтобы иногда оставляли вот этому Гардашу. У меня тоже вопросы были насчет политической ситуации в России.
В России это самое... Видите, уже я мысль потерял, да? Так, ладно, сейчас мне придется вспомнить мой вопрос. Пока передаю микрофон. Вот так вот бывает. Резолюции санкций, может быть, ты хотел? Нет, у меня была моя тема, и меня вот Нохчо, в частности, перебил. Я потому что разговаривал с Гвардаш, и меня перебили. Насчет Ну, ладно, политики вы говори. хотели спросить? Я сейчас вспомню свой вопрос, пока передаю микрофон. У меня такое наваждение, да, вот сидят, ладно, там, чеченцы, да, или русские. Ну вот евреи сидят и беспокоятся там вот на Кавказе, если бы было бы так, а у них не было бы проблем там в Казахстане или там, или там, или там. Игиловец, Вы о это чем- ты, что Вы ли? о чем говорите, когда вы 46 тысяч Игиловец, женщин и детей убили? Игиловец, Вы это о ты, каких что ли? вещах говорите? Я не игиловец, я мусульманин. Подожди, ты же поддерживал ИГИЛ полностью, вот сейчас пару дней Я не назад. сказал, что я поддерживаю ИГИЛ. Я сказал, что любой, кто на ла илях иллаллах Мухаммадан Расулуллах, он мне брат. Будь то он, называйте его хоть как, хоть игиловцем, А хоть что Гитлером, в хоть ИГИЛе было не... Нетаньяху. Окей, что в ИГИЛе было не так? Объясни мне тогда. Что в ИГИЛе Я не знаю, противоречило... я в ИГИЛе не был, я не знаю, что там было так, что там было не так. Нет, ты поддерживаешь ИГИЛ? Я тебе не могу сказать, я поддерживаю его или нет. Но если они были на Тавхиде, да, я их поддерживаю. Они были на Таухиде? Но если они были, значит, я их поддерживаю. А каким образом ты вот выжил война во в всей Сирии- этой... Не, война в смотри, Сирии из-за чего каким образом ты остался в Европе при всей вот этой ситуации? Я не в Европе. Я был в Европе, я не в Европе, я в Омане. Где? Есть такое государство, султанат Оман. Да. Я жил во Франции, я жил в Польше, я жил в Австрии. Смотри, вот этот ИГИЛ, да, главный эмир, халиф, эмир всех мусульман, вот этот хрен, он всех призвал, эмир всех мусульман, правоверных, когда в соответствии с хадисами, в соответствии с предписаниями появился этот человек, курейшит, точно так же, как был предписан там Мухаммад какой-то, дважды Мухаммад, с волосами даже, которые блестят, как это самое, помазанный маслом там. Вот он появился, и он сказал всем мусульманам, что приказывает явиться сюда. Ваши действия. Я не слышал этого призыва. Где он сказал? Ну, когда и где он сказал? Когда он был там халифом, когда Я провозгласили знаю, что он халифат. сказал, чтобы ему присягнули как халифу, даже не он сам, но его приближенные, да, сказали, вот у нас халиф. Я этот момент не одобряю, потому что халиф избирается не таким образом. А Для каким этого образом? Для этого каким есть образом? шариатское правовое поле, где Ну, смотри, значит, ты назначается значит, шура алимов, Ага. и они как бы через шуру выбирают Ага. самого лучшего, праведного. Прям Который вот так, да? Да. А где эта шура? Кто шуру выбирает? На Как сегодняшний она? день нету ни шуры, ничего нету, ни шариата. А как ты можешь тогда, вот я не пойму, если они на таухиде, если там мусульмане, я не все, знаю, что они на почему таухиде. это ничего не работает? Почему ислам не работает? Потому что не дают. Все против ислама. Кто не дает? Тебе же Ну, сказали, все те, кто твой против ислама. твой халиф тебе сказал всем явиться сюда. Он не Наше мой государство в 7 Он не раз мой халиф. больше, чем Бельгия. халиф. Он не мой халиф. У нас Подождите, есть- я извиняюсь, что это влезаю в этот ваш диалог, да? Извиняюсь, Ага. что перебил. Можно Вы влезать, знаете, куда вот этот можно. вот
вот этот вот халиф, о котором вы говорите, Ибрахим, вы знаете, что он, по-моему, жил в дворце каком-то, да? И параллельно он приказывал всем мусульманам мира вот явиться в Сирию, получается. То есть он одновременно хорошо устроился и одновременно приказывал людям за бесплатно ехать и там это... Я не знаю, где он живет. Нет, смотри, Добрый день. смотри. Дворец, не дворец. А где еще будет халиф жить, если не во дворце? Ты откуда это Ну, взял? Я вообще? Ибрахим, ты меня слышишь? Я не понял. Ибрагим, Ибрахим, Никахо, Да, да. ты исламом интересовался? Не, вот этот, который зашел, в наш разговор, я у него спрашиваю, кто тебе сказал, что халифу нельзя жить во дворце? Ты можешь это обосновать или как бы твои А кто это сказал? догадки? Мне это вопросы. Не, вот Гардаш сказал, что халиф во дворце где-то жил. И что? Жил во дворце. И что? Ну, смотрите, поймите суть. Получается, он жил во дворце, и одновременно приказывал всем мусульманам мира явиться в Сирию и стать приказывал. пушечным мясом. Из-за Да, этого прекрасно. Не пуш, ты что? Ты, алло, подожди, свободен. Ну, что, давай ты выскажешься, а мы потом будем дискутировать. А то у нас получается базар здесь. Вистрело, давай, я сейчас выключаю всех, ты говоришь, я всех выключаю, что хочешь сказать, выскажись. Из-за этого дырявого, это дырявый халиф ваш, ИГИЛ или кто он там, предводитель, блядь, дворянства, погибли многие наши соотечественники, поверив этому дырявому. Знаете, наверное, что такое дырявый, блядь? Больше ничего не хочу сказать. Халифы, малифы, блядь, напридумывали всякую... Ибрахим, Все, принято. Возвращаемся к нашей дискуссии. Подожди, не мешай, Мубаталь или кто-то там. Никархо, Вот этот Гардаш, откуда ты взял, что халиф не может созывать всех мусульман? И почему ты говоришь пушечное мясо? Это что такое? Я не пойму. Шахиды, которые становятся на пути Аллаха, это что, пушечное мясо, по-твоему? Ну, для них они шахиды, а для внешнего наблюдателя они пушечное мясо, которое за бесплатно умерло на войне. Внешний наблюдатель. Нет, подожди, я вот что-то не пойму, Гардаш, вашу позицию. Он где-то во дворце находится, вы Да. пытаетесь оправдать его деятельность или как? Вот я не до конца Наоборот. понимаю. Смотрите, послушайте. Вот он жил во дворце, и одновременно, пока он жил в роскоши, в тепле, без войны жил, да, в комфорте, он одновременно призывал всех мусульман мира идти за него воевать. в каком дворце Ну, он в жил? соответствии с Кораном и Сунной так это и работает. Вы как бы хотите, чтобы это с агностической как бы точки зрения люди к этому подходили? Ну, Или смотрите, как? с моей точки вот, зрения... например, вот этот Лона, с которым я общаюсь, да, Лона или Вольф, там, я не знаю, он, например, мусульманин, который следует Корану и Сунне. В соответствии с Кораном и Сунной халиф, который был там, в Шаме объявился. В Шаме, если кто не знает, достоверные хадисы про Шам почитайте. Как до судного дня, что будет группа, которая будет делать джихады, и что Шам будет центром мусульман. Все сходится с хадисами. И вот этот главный центровой мусульман, он всех позвал, а ну сюда давайте. И почему это должно быть пушечным мясом, по-вашему? Это шахиды. Смотрите, это люди, может которые... это... И мусульмане не должны смотреть там за зарплату, которую им даст какой-то халиф. Они же от себя, наоборот, сами копают колодцы везде, в Мавритании, короче. Именно так. И в этом... Смотрите. Да, в Сомали и так далее. То есть вот эти люди, они должны сами найти бабки, сами вложиться на пути Аллаха и туда приехать, куда им халиф приказал. Да. Вот. То
То есть они видят в этом какой-то священный путь, Все, за который вот я им поэтому воздастся. вот Лон поддерживает всех таухидчиков. Я поэтому ему и задаю этот вопрос. Почему Лон не последовал то, что ему Аллахом, пророком предписано, и как халиф сказал? Ты тут взял и приписал мне, короче, типа, что он халиф по Коране и Сунне. Насколько я знаю, то, что я учил и чему я следую, там было немного неправильно. Ну, Аллаху алам, Аллах лучше знает. Лично я подумал, что... Не, ты что, у тебя что, демократический шариат какой-то? Я Нет, у меня чуть-чуть подумал, вот так, а чуть-чуть не так по подумал. Корану и Сунне, а ты Ну, знаешь, в том-то и дело, халифа что ты от выбирают по себя Корану и Сунне. додумывать, да, додумывать Нет, от себя там знаешь, как, нельзя, там и есть Нет, ты четкое знаешь, как... предписание. Подожди, ты знаешь, как халифа выбирают по Коране и Сунне? По Коране и Сунне вообще не выбирают халифа. Есть прецеденты на вот Нет. этих, которые друг друга перебили. Умар, Нет, Али, Осман. нету А претендентов. что ты мне вопрос задал, я тебе отвечаю. Абу Бакра выбрал Шура. Я Шура тебе на твой асхабов и вопрос ансар. отвечаю. Понимаешь, Вот ты не что ты знаешь, задал поэтому вопрос, я я тебе Абу Бакр выбран Шурой, это не может Так же, быть как и сунной. Умар. Сунной. Да, Авраам блин, Бакатлов, заткнись можно вопрос? на секунду, заткнитесь. То, что делал Абу Бакр, не может быть сунной после смерти пророка. Ты что, чуть-чуть порядок приведи там свои мысли. Это прецеденты в исламе, на которые ссылаются. Там и есть 3 метода. Это захват власти, это по наследству, и вот этот метод, там, когда ахлюль али валь акли, шура, хрен шура, вот это всякое, она собирается, короче, и они выдвигают своего. А откуда появляется шура, нам никто еще не объяснил. Подождите, Ибрахим, а вот тот этот халиф, который был в этом государстве исламском, да, он, получается, как родственник пророка легализовал свою власть? Абу Бакр. Не родственник. Это дочка сказала, что пророк сказал, что он будет следующим. Ибраим, можно вопрос? Можно. Даешь слово, что ты меня не заблокируешь посреди разговора, как в прошлый раз? Я тебе слова не могу давать. Я не знаю, что ты за тип, Ну ты, с кем я в прошлый раз говорил, ну, ты и о обычно, чем ты когда ты сейчас будешь вводишь говорить. разговор, ты блокируешь или как бы выключаешь. Все будет нормально. Я Года 2 назад, выключу вместо Ибрагима. года 2 назад я Я зашел... вместо Ибрагима. Не бери слово с Ибрагимом. Я года 2 назад зашел в твой телеграм-канал. Я не знаю, этот канал твой был или чей-то был. ЧДП, там, какая-то демократическая партия, там, 3-й, 10-й. Я туда зашел. Я у тебя поспрашивал. Помнишь? Наверное, ты не помнишь. Даже если ты помнишь, ты вспомнишь это, ты будешь это отрицать. Ты говорил, что ты против политики евреев, которые они ведут против Палестины. И плюс ты говорил, что и палестинцы, уже? и арабы, Ты арабы... опять уже? Ты приходил, Не перебивай, ты приходил пожалуйста. на прошлом Молчи, баба. стриме, и ты спрашивал то же самое. Я сразу Замолчи, же Ты баба, получил пожалуйста, не ответ. перебивай меня. Понятно. Смотри, подождите. Сразу же я говорю, давай, если я это говорил, то я проститутка последняя. Если я этого не говорил, то ты последняя оконченная проститутка. Согласен? Ну, проститутка... Давай, короче. А теперь я тебе, как иудейка, скажу. Нам наплевать на то, что ты говоришь. Улетел полностью. Если ты потому думаешь, что твои нужно дешевые держать. провокации прокатят, это не важно. Как бы. Оставь, Ибрагим. Ну, гуляй, мальчик. У меня своя четкая позиция насчет этого. И она еще давным-давно, до 7 октября, я уже четко понимаю, что там происходит. Не хуже, чем евреи. Кстати, насчет
Насчет Омана, где Лон живет, в Омане большинство исповедуют ибадизм, да, и там как раз-таки очень радикально относятся к ИГИЛу и к всему тому, что несет ИГИЛ. Никогда в жизни в Оман не поедет из Европы ни один будулак. Никогда в жизни. Если их только не вышвырнут такой. И то не туда поедет, а куда-нибудь. Там, я не знаю, в Турцию, Украину. Какие-то такие страны, которые светские. Слушай, Ибрагим, мне интересно, в ООНе сколько раз было вообще резолюций по поводу вопроса чеченского? Вообще, что там обсуждали по этой теме? Вот я, например, не знаю. Каждый раз арабские страны это самое ложили вето на санкции против России во всех вопросах по Чеченской республике. Все арабские страны постоянно ложили вето на, то есть на санкции против России из-за политики против нас. Вот, кстати, Ибрахим, как вы думаете, вот Вторая русско-чеченская война, она началась из-за действий вот этих военачальников, которым ислам в голову ударил? Вот этот Шамиль Басаев, там вот эти все ребята. Давай я тебе Из-за их отвечу. действий началась Вторая русско-чеченская? Давай я тебе отвечу. Когда русские выходили из Чечни, Этому дадим слово. Потом когда русские выходили из Чечни, они обещали, да, мы вернемся. Они готовились. 3 года они готовились, делали провокации на границах, убивали мусульман. Вот из-за этого и началась. Дагестан, то, что пошли, не пошли, все равно это был повод. Путин взорвал 3 дома с жильцами, чтобы начать эту войну. 4-й дом он хотел взорвать, не получилось. Ну вот эти вот действия, вот этот вот поход на Дагестан, да, вот его Россия использовала как аргумент в пользу того, что можно разорвать договор, это мирный договор, и вторгнуться снова в Чечню. То, что начали в Дагестане, это специально было начато, потому что знали, что в любом случае чеченцы не останутся в стороне, когда соседям, братскому народу нужна помощь. Ну вот из-за этих действий Россия посчитала, что договор нарушен и можно вторгаться в Чечню. Вот таких вот, как вот этот Они Лоне, нашли бы повод. В из-за любом действий случае. вот таких, как вот этот Лоне, которые дали этот повод, вот поэтому весь наш народ получил по башке. И сейчас вот Ничего подобного. Они нашли бы повод. Они сами взорвали дома, это тоже был как бы повод. Ты не давай его. Ты вот, который вообще никакого ни я, ни мы, отношения никто к не этому давал. народу не имеет, у которого свои тараканы. Бытует такое мнение, что вот покойный Джохар Дудаев, вот это достойный человек был, да, вот, который обладает большим авторитетом среди чеченского народа, да, вот. Бытует мнение, что если бы Джохар Дудаев дожил до окончания Первой русско-чеченской и до подписания мира, то, возможно, Джохар Дудаев успел бы приструнить вот этих военачальников, которые слишком независимо действовали, вот как Шамиль Басаев, например. Вот, и, возможно, у России не появилось бы повода... Еще раз. Это я вот что-то новое впервые. Еще раз можно повторить? Смотрите, вот, Джохар Дудаев, он погиб, к сожалению, незадолго до окончания Первого русско-чеченского конфликта, верно? Войны, да. Да, вот. И из-за этого там в руководстве не было человека, который обладал бы слишком большим авторитетом власти, который мог бы остановить вот этих военачальников, которые действовали слишком независимо. Ну, военачальники, которым ислам ударил в голову, короче. Вот, например, Шамиль Басаев. И они в итоге пошли на Дагестан походом, и из-за этого они на себя
у России триггер произошел на это, и она считала, что это можно использовать как нарушение договора. То есть вот эти военачальники пошли войной на Дагестан, значит договор нарушен, и значит можно начинать вторую кампанию. Там и без этого было у русских якобы было достаточно. Подожди, я вообще не понял. Гибель Дудаева, и потом, что эти куда-то пошли туда, это вообще... Я не пойму вопроса. Смотрите, вот если бы Джохар Дудаев, если бы он должен... Это два вопроса. Договора. Это два вопроса или это один? Если один, то из-за нарушения вот этих чуваков, которые туда пошли, да, из-за этого как бы договор был нарушен. Это один вопрос. Второй вопрос, типа русские не договорились, пока Джохар не погиб. Ты об этом говоришь? Ну вот смотрите, вот Нет, когда, он имеет, к сожалению... Да, я ему объясню. Он имеет в виду, если бы Джохар был бы жив, он бы не дал Шамилю пойти в Дагестан. Да, он да. Это имеет в виду. Нет, там не факт, чтобы... Смотрите, Джохар Дудаев, он же имел большой авторитет. Я отвечаю. Меня слышно? Я, по-моему, прервался. Так, у меня Wi-Fi менялся на это. Здесь в магазине цепляется, извиняюсь. Вот это, Джохар, мы не знаем, что бы сделал Джохар, потому что ванговать мы не можем. Потому что тот же Шамиль Басаев изначально полностью был врагом, противником ваххабизма. И можешь у меня зайти на этом, по-моему, у меня он в профиле. Там этот ролик, где Басаев объясняет, что он полностью противник этого ваххабизма. Что бы с Джохаром произошло бы, что бы с другим с кем-то произошло, то есть мы не знаем, ванговать мы не можем. Но что Джохар был светским человеком и как раз-таки держался курса светского, демократического, и поэтому народ его поддержал, вот это факт. А то, что там русские пошли на переговоры, потому что их за одно место взяли. Сейчас это можно крутить, да, вот так, а это сделали бы вот так, а почему бы сделали? Ни почему не сделали. Не сделали, потому что не сделалось. Сделка сломалась там. Да, там они могли бы замочить всех, и свою армию, и всех нас подряд там. Но как бы у них армия бы тоже бы там полегла бы. Потому что там получилось так, что они все оказались в плену, как заложников. И начали уже сдыхать там с голоду, ныть, свои кальсоны поднимать белые вместо белого флага. И пришлось прилететь Лебедю и договориться. Маршал Душик Масага, приходите свободно. У меня два слова, пока вы не ушли далеко. Я тут слышал сейчас, кто-то говорит, в 96 году русские вышли, потом они начали убивать мусульман. Вот этот тезис, я хотел вернуться к этому. Кто это сказал, я не помню, он может мне ответить. В рядах российской армии только христиане были. У нас комендант Урус-Мартана был какой-то дагестанец, мусульманин. Гаджиев. Которого эта девушка подорвалась. Да, который убивал мусульман. Да, очень зря сделала, что это из-за этого говнюка сама погибла. Ага, вот этот Гаджиев. Евкуров какой-то есть, генерал, герой России, ингуш, тоже мусульманин. И таких-то сотни тысяч дагестанцев, этих татар, те же, всех, вот этот тезис вот неправильный, мусульман убивали, это кто убивал вот этих мусульман? Вот это интересно. Ну, во-первых, тут называться мусульманином, давай. Называться мусульманином, это не значит, что он является мусульманином. То же самое может любой со стороны прийти и сказать, вот у этого... Значит, чеченцы мусульмане, которые пришли не мусульмане, да, вот эти? Смотри, вот любой, кто смотрит даже этот стрим, может сказать... эти мусульмане, вот эти, которые в Палестине, там мусульмане, голубые всякие эти.
Я не знаю, ну, кто голубой, кто не голубой, я не знаю. Я там свечку не держал, я не знаю. Ну, объясни вот это, тезис, вот мусульманов убивали. Вот. Ну, Мусульмане мусульманов убивали. Нет, не мусульмане мусульмана убивали. Почему Евкуров, Который сейчас в Российской Федерации, подождите. Нет, вот не убивали. интересный вот вопрос, который сейчас сегодня в Российской Федерации находится и называют себя мусульманами, они не мусульмане. Я правильно понял? Да. Кто служит Тагуту, тот не мусульманин. Все, спасибо, Баркал. Давайте. А в Сирии вопрос, секундочку. А в Сирии кто кого убивал? Мусульмане или нет? Нет. Тут не был мусульмане, вопрос, мусульмане. почему... Алавиты, шииты, Ходите в Сирию, Чечню. алавиты убивали мусульман. Люди восстали. Народ восстал. Не мусульмане? Когда народ восстал, туда вторглись и США, и Россия, и все, кому не лень. Им надо было там кусок свой отобрать. Кто-то хотел оставить алавитов. Не, подожди. Ты говори, ты этот сценарий правильно расписывай. Я его правильно расписываю. Сначала был конфликт, когда все встали, да, все сирийцы встали. Да. Алавиты, там, хринлавиты, это без разницы. Вот этот режим асадовский, Да. против него восстали сирийцы. Диктаторский режим против него восстали сирийцы. Вот этот диктатор, он чей друг? Он чей друг? Кто пришел его сразу спасать? Путина. Путин Россия. пришел его спасать? Россия. Окей. А каким образом тогда Америка или другие подключились к этому? Давай дальше. Ну, у них Америка свой там... интерес тоже был, конечно же. Не, они что там делают? Америка, там, Франция. Америка решила поддержать вот эту сирийскую народную армию, свободную, демократическую. Оппозиция. Секунду, Лон. Подожди. Когда пришел Асад к власти, народ восстал. И вот с чего началась эта война, в принципе, с того, что... Подождите секунду, там пожалуйста. не было войны сначала, алавиты, сунниты, то, другое. Там он был был народ у власти. Абсолютно никакой религиозной войны там не было. Там не было религиозных вопросов вообще, там было против власти. Эбрам, дайте мне закончить эту мысль. Как тебя? Вот ты сказал сейчас, кто служит Тагуту, они не мусульмане. Ты лично кому служишь? Ты? Я никому не служу. Только Аллаху. Ты где-то налоги выдаешь, ты тоже служишь? Нет, я налоги не выдаю. Тагутские законы выполняешь, суды, вот радвокаты у тебя, наверное, были. В жизни я в суды не ходил, в жизни у меня адвоката не было. И налогов ты что, не платил, да? И налогов я не плачу. Представьте, вот на эти налоги как ты вот... Подождите. Как ты можешь, ученый ты, вот вынести тысячам людей... Вселенная. Это не я вынес им такфир, им вынес такфир Аллах. Тот, кто служит Тагуту, является неверным. Вот ты тоже служишь Тагуту. Все служат. Подожди, вот в этом мире сегодняшний день все служат За меня не говори, Тагуту. за меня не говори, за себя говори, за меня не говори. Я не служу Тагуту. Ты где находишься? Свободной тему не перебивайте. Подожди, я не пойму, ты где-то в исламском государстве живешь, не в Тагутском? При чем тут жить в Тагутском государстве и служить Тагутскому государству? Почему вы одно с другим как... При том, что в Тагутском государстве жить, с волками жить, по волчьи выть. Да, по волчьи выть. Конечно, а как ты тогда там можешь ужиться? Вот так я живу, снимаю квартиру, халиф Тагутчик у вас или кто? Да. Султан у нас... Еще один, чтобы объяснение было, Ибрам.
до 2000, до 96 года, 94, 91 до 96 год. Чеченцы, которые воевали за свою свободу, за демократическую конституцию, как ты знаешь, это, они тоже кафиры, да? Они же не за шариат воевали, за конституцию, помнишь это, 92 год? Они тоже кафиры для тебя, да? Он самый большой кафир. Вот это Нет. самый большой кафир. Нет. Ты. Нет, Нет? Он- Нет? потому Это не что... таут, да? Подожди, это не таут по мусульманским понятиям. Конституция 92 года Чеченской Республики Ичкерия, это не таут. За демократию там никто не воевал, там воевали за свободу, Да? за независимость. Те, кто воевали за демократию, да, они тауты. Те, кто воевали за свободу своего народа, за то, чтобы там был ислам, чтобы люди могли жить на своей земле по своим законам, эти, иншаллах, будут... По своим законам это какие? Руки отрубать, голову и Это разрабатывать в российский центре? закон. исламские. Российский закон. Да, руки Российский закон. отрубать. Ворам руки Российский. отрубать. Подойди, пускай он разъяснит. Это законы, которые, свои законы чеченцев, чтобы в центре людей расстреливать, палками бить, руки, ноги отрезать, это, да? Вот те, которые людей расстреливали, сегодня работают в муфтияте, я их поименно даже знаю. Я знаю их, я тоже знаю. Вот. Это Гендарбиев был, это... Нет, это были... Подожди, я не буду могу имена фамилии называть, я называть. их знаю. Фамилии называть могу. Я фамилии называть могу. Бараев один. Он тоже таут, да? Нет, почему? Который воровал людей, вот это. Бараев воровал людей? У тебя Да, есть да. доказательства, что Бараев воровал людей? Есть, конечно. У меня есть доказательства, что Ямадаевы воровали людей. У меня есть доказательства, что вот этот Рамзан Люля воровал людей, что он не воровал. Он не воровал, но он охранял, он сам рассказывает, да, что... Люля, Короче, ты Люля делишь- вообще мелким был, но Ямадаев, Да, да, ты- он Он в охране, он ты сам делишь рассказывает, что он охранял. чеченцы, которые воевали за свою свободу, они за тагут, которые воевали за расстрелы, за сечение рук и ног, они шахиды, они за... Подожди, за а кого чеченские законы расстреливали? воевали. А по кого расстреливали? За что-то расстреливали? Хоть Или кого, просто любой, захотели? хоть за кого. Вообще разницы нету. Хорошо, тебе разницы нету. А 46 Разницы нету. километров Палестине мирных людей, тебе это ничего не говорит? То есть на площади одного-двоих Мы расстрелять про Палестину не дошли, мы в Чечне. У тебя 300 тысяч людей убили, русские. Вот, да, русские убили 300 тысяч людей. Тебе Цахал, солдат в Чечне зачистки у тебя дома не делал никогда, понимаешь? Не делал. Вот, ты делал. И кто тебе делал зачистки? Поэтому он- Кто тебя смотрел? Штаны, трусы есть у тебя или нет? Кто смотрел? Кто смотрел? Какие штаны? Русский солдат Какие смотрел, трусы? а не Цахал, бля. Тебе в штаны смотрел русский солдат? Я сейчас Всем нам мужчина, он он вообще, тебе в штаны не смотрел Абу бы. Кирилл, Абу Кирилл, он вообще не в теме, понимаешь? Да, Он конечно, где-то в вообще России не в всю теме, жизнь. да. Если бы ты был бы Да, мужчиной, где-то в а- Москве, там, в России где-то жил всю жизнь. Он вообще не в курсе, да, что в Чеченской Республике происходило. И он думает, За меня не отвечай, Никон. если одного кого-то на бутылку посадили или ему посмотрели Да, в штаны, это не что- его. Да, это не ему, значит, посмотрели. За Ты себя тоже говори. такой же, понимаешь? Алло, Ты за себя тоже говори. такой. За меня не надо говорить, я и так за всех Тогда с говорю. бинатуамса, ош с бинатуамса, девуш с бинатуамса. Да, он воевал с Цахалом или Тагутчик, Цахалом? Тагутчики. Да, Твой отец да. Тагутчик, твой брат Тагутчик, все за Тагутчик, Тагутчик. Ayol, eşek bak daha cihulukşuak, да, это. Хода, Я могу. бусул дин хуюхали, дин бусул дин мила. Мой отец воевал, твой отец воевал с Цахалом или что, или с Израилем, или с кем он воевал, ты можешь сказать? Не, я тебе привел аналогию. Вы сидите, вот сионистов Вот твой посадили отец воевал с кем? с кем? Как сказать, оправдываете вот этот вот С геноцид, кем который твой они творят. отец воевал? С кем воевал? С оккупантами воевал. С кем? Кто? Русские или израильтяне были там? Русские и российские, и вот эти вот все вот продажные вот эти вот. Ну вот, при чем тут Палестина? Можно вот? секундочку я вас остановлю? Я прошу на секундочку, здесь За находится меня говори, не надо, Миколь. за себя говори, если Курд. тебе штаны смотрели. Курд, чья семья пострадала
подожди, чья семья пострадала от таких, как ты. Можно дать ему пару слов? Пожалуйста. Да, включите. Мамикон. Да, доброго дня вам. Да, доброго дня вам. Добрый день, маме. Машол, приветствую. Да, как у вас самочувствие, аналитики? Нормально, будет все хорошо. Что вы хотите от меня услышать? Дали мне слово, спасибо вам большое. Я только Мамикон, не успел анализировать. Лон утверждает, что в Сирии вообще там как бы воевали за ислам, освобождение ислама, да, вот вообще как бы, видимо, он не знает то, что мусульмане убивали. Я говорил мусульман. такое? Мои слова не переворачивайте, пожалуйста. Нет, почему? Мы не понимаем. Я спросила, какая война была там, в Сирии? Я сказал, что народ восстал началась? против диктатора. Или у вас с русским плохо? Я спросила, там не мусульмане убивали мусульман? Ты говоришь, Я сказал, нет. что нет, не мусульман убивали. Смотри, Окей, вот тебе сидит курд. Давай он тебе расскажет, кто его народ убивает. Народ стал Да. против диктатора. А зачем ИГИЛ на курдов тогда нападает? Это что такое? Я извиняюсь, что вмешался. Их но можно это так. убивать. В Они физически. дополнение, да, там к теме, я это просто добавил. А ты там был, Неверху, ты знаешь, кто кого там убивал, кто Я на кого там, первым который напал? был, да, прям когда ИГИЛ создавали, который там был, я его привел, и вот здесь лично я свел его с журналистами, чтобы он дал интервью, что там происходило. И мы это интервью в один момент выложим. В один момент это интервью обязательно выложит. Это корреспондентка из ACB. Она здесь в Австрии живет. То есть я туда привел этого человека, он полностью там рассказывал, как ИГИЛ создавали. Вот прям где он зарождался. Да, говорите. Я там был лично. Я был там. Молчал. Я хочу сказать, это каша, которая в голове у многих людей здесь. Это неисправимая вещь. Это их ты никак не убедишь. На стороне Асада я приехал еще до того, как начался этот конфликт. И я видел, как его раскачивали. На стороне Асада практически все воевали, были, которые, большая часть его подразделения, это были сунниты, арабы-сунниты, которые сами останавливали всех, которые там демонстрации, когда начались, вот это все, они всех стреляли, и потом они остались с Асадом. Они до конца оставались с Асадом. Там были такие подразделения, которые пришли с юга Сирии, когда поднялась Джабхат аль-Нусра, и их предводитель разделился, они начали с Аль-Каидой, то есть который потом образовался ИГИЛ. У них начались расхождения там. Джабхат аль-Нусра остались на стороне юга, а на север вот это вот то, что подразделение, и потом на территорию Ирака вторглись вот это вот то, что ИГИЛ, потому что им помогли с территории Ирака тоже одновременно, и они объединили территорию. И этот человек, ставленник, который был там у них, Абу-Бакр аль-Багдади, то, что его называют, он был человеком, который отсидел Гуантанамо, он отсидел в Америке. Потом его технично тренировали из Турции. Вот это Эрдоган, который сегодня есть, вот эта тварь, вот эта сволочь, вот эта тварь, которая кооперировала вместе с британцами и с Соединенными Штатами, они вместе все это затеяли, все это ИГИЛ, и вот это отделили эту Аль-Каиду и взяли их под... Подожди, кто вы, я не пойму, кто вы, воин? Какие Соединенные Штаты? Почему ты врешь, что Джабхат Нусра отделилась от Аль-Каиды, из Аль-Каиды стал... Я не вру. Из Аль-Каиды стал ИГИЛ. Аль-Каида это и есть Джабхат Нусра. Почему ты неправильно вообще говоришь? Тогда это называлась Аль-Каида. Аль-Каида стала Джабхат Нусрой, а не ИГИЛом стала. Они когда разделились, тогда они получили название Джабхат аль-Нусра.
А когда до этого они были все общие Аль-Каида, из Аль-Каиды вышли ИГИЛ. Они разделились. Вот эти Какой которые... ИГИЛ вышел из Аль-Каиды? Зачем ты путаешь всё? Даиш вышел из членов, которые они возглавляли общий фронт Аль-Каиды, который был. Они разделились между собой. ИГИЛ Они образовывался. разделились, это понятно, но ИГИЛ, Аль-Каида... я это и говорю, что ИГИЛ образовывался из членов... Подожди. Джабхат Нусра это и есть и Аль-Каида. Да. Что-то И потом баазисты, которые из Ирака... Баазисты, русская советская партия, Баас. Да. В которую входили вот эти, и тот же иракский лидер. Вот они этот, тоже распались, сдернули. и самые радикальные из них присоединились, то есть вот это, которые на территории Ирака были, они присоединились к своим адептам, которые разделились от Аль-Каиды, половина стала Джабат аль-Нусра, а другие все вот эти баазисты присоединились к Даишу, то, что Даиш называют. И я внимательно отслеживаю. Сейчас согласен. Все эти процессы там. И кто это курировал? Даиш – это создание турецкого внешнего отдела, который возглавил, оседлал этих шайтанов. Они думали, что они будут их интересы турецкие там представлять, и они начнут там этнические чистки, и они начнут очищать полностью всю Сирию от элементов алавитов и от всех христиан и от этих, и потом они сделают там чисто арабское государство, которое будет, они то, что назвали государство Шама и Леванта. А зачем они провозглашают джихад Америки, Европе? Там очень много среди них было на стороне Асада, которые эту идею не приняли. И там были суннитские подразделения, в том числе и религиозные. Подожди. Зачем? Да. Ибрагим, он говорит правду. Он говорит правду. Он абсолютно... Дайте ему договориться, он говорит правду. Большая часть арабов, которые убивали там, вот эти мусульман, это были не алавиты, не христиане, не друзы. Это были сами сунниты, которые просто воевали, наемники, на стороне Асада. Они они были все драг-дилерами, они все были У них там был огромный наркокартель, который связан был еще с Хизбаллой, и все получали огромнейшие доходы от этих продажи этих наркотиков, которые там были. Они все были на этом завязаны. А что ты про Джейш-Хур скажешь? Скажи про Джейш-Хур что-нибудь. Джейш-Хур это уже более позднее, это маленькое... Нет, наоборот, Джейш-Хур это самое первое. Почему ты говоришь? Тогда еще Аль-Каида там вообще не было. Не. Где был? В каких регионах был? Скажи. Подожди, смотри. Не вмешивайся, пират, ты не перебивай, подожди, тему не уводите. Нет, там смотри, хуюр, не знаю я, что ты за хуюр говоришь. Один момент. Джейш-Хур это бедуинский, хуюр не интересен нам. Они преследуют монархические... Ты сейчас сказал, что ИГИЛ создала Америка. Вот это мне объясни. Не Америка, я неправильно выразился, не просто Америка, а ЦРУшники, которые дали указания туркам, и британская разведка Ми-6. Это вы там тоже присутствовали, да, когда они им приказ давали? Вот я непосредственно это видел своими глазами. Я одновременно находился, я одновременно ездил в этот момент и в Турцию, и в Из Ми-6 были люди. И Ливан. Правду, да? Это никакая неправда, это полная чушь, потому что именно вот про это, да? Что? То, что ты сейчас рассказываешь, да? Даиш, это создавался через Турцию. Это полностью дитя. Понятно, через Турцию. Понятно, через Турцию создавался, это понятно. А каким боком вот вы видели, что... Это создавала турецкая разведка. Турецкая разведка, которая Подожди, смотри. У вас есть... Просто правду неудобно слушать. Так, подождите, подождите, не перебивайте. Смотри, турецкая создала вот эту Аль-Каиду, то есть ИГИЛ.
как они создавали, кто связь какую-то, вы можете нам предоставить? Или бабушка одна на базаре сказала? Абу Бакр когда-то- аль-Багдади, он был узником Гуантанамо, и через него создали этот ИГИЛ. Что Не тебе надо мне непонятно? русские ОРТ новости рассказывать. Мне нужно объяснить. русский, мне не надо твое британское ОРТ рассказывать. Не, смотри. Я с тобой вообще не разговариваю. Я у человека, который говорит, что он все знает. Ну да, конечно, У него а спрашиваю. я работал в Красном Кресте, я тоже знаю все Ну, это ну, хорошо. это Я всё. не знаю, где ты работал. Мне нужно знать правильно информацию, Курировал, чтобы здесь... Нет, тебе не нужно, тебе Подожди. Ты Там- правду не ищешь, ты Сейчас пропагандист вылетишь просто. отсюда, сейчас вылетишь отсюда. Кто ты? Воин. Я вот этот канал не для того, чтобы еще одно ОРТ здесь было, открываю, понимаешь? Какой орк? Я вообще не из Да, вон России, ты видишь, правду да, не из России. Вон видишь вверху, правда, мы сейчас не на этом, не на радио Машу, окей, у меня. То есть здесь, Да. здесь будут свободно и правду говорить. Да, А ты не правду не какие-то- говоришь, ты пропагандист просто. А Какой, западный? ты откуда Западный. меня знаешь? Да, знаю, конечно. Какой? Подожди секундочку. Или кем надо? Ну, можно тебе вопрос задать? Подождите секундочку, стоять. Давайте без скандала по очереди. Если мы говорим фактами, бабушка на базаре сказала, а соседка подтвердила. Мистер, ты когда началась война, ты брал мне такие факты, что моя страна вся разрушена. Я когда зашел в этот телеграм, там сидят армяне с мусульманами с Ирана, скидывают, вы даже не понимаете, откуда идет информация, и показывают, Тель-Авив разрушен, это поломано, в Араде космодром построен, в Бершеве порт взорвали. Это оттуда все идут приколы. И этот человек, подожди секундочку, ты не умеешь, у тебя нет критического мышления. Ты даже не мог сделать фильтр, вбить в интернете, а есть в городе Бершева морской порт. Нет, ну вы мне посылали эту информацию, такую, блядь, что я сидел, ржал. Теперь вот ты из зуба. Скажи мне, вот ты сейчас говоришь какие-то такие доводы. Хорошо, пускай будет это Ты так. ответ не хочешь да? услышать? Секунду, не хочу слушать. Я уже увидел, когда с тобой, когда я уже поговорил, я с тобой уже поговорил. Ты можешь говорить, Я зашел- а потом ответ не хочешь, да, слышать? Секунду. Ты сам я говоришь, уже и зашел. ответ не хочешь слушать. Подожди, стой. Да. Я уже Зубр, зашел. меня зовут Арслан. Арслан меня зовут. Арслан, секунду. Я когда зашел в ту группу, откуда вот этот весь понос идет, и кто посылает, и вы даже как эти антисемитская группа, и вы довольны бредом. Ну, живите в этом. Аслан, скажи Ой, мне такую вещь. антисемитская группа, где я, в Оставь, какой все, группе? я ни с в тобой каких закрыл, группах не я с тобой закрыл эту тему. Почему всё. ты врешь? Аслан, Где я, каких Аслан, Смотри, потом я тебе прямо говорю, я поддерживаю Я государство сказал- Иран против Израиля. Что в этом такого? Ничего. Прямо тебе ничего. говорю, все. Так я же тебе говорю, что ты сидел в иранской группе, которая 95% Телеграм? армяне. Да, 95% армяне. И говорят, что Подожди иншалла. секунду, мистер, Это армянская мистер, группа, а не иранская. Секунду, мистер, ты Сказал, Апсеп, которого я знаю? Нет, это не тот. Это еще... Короче, Секунду, давайте- а мне ему спросить. Это не тот. Мистер, не тот. открой микрофон. Ты Апсеп? Слушаю вас. Ты Апсеп, которого я знаю? Не. Не, это не тот. Как тебя зовут, Арсен, сказал? Да не важно, мистер Икс. Да подожди, мистер. Аслан. Арслан меня зовут. Арслан. Давай скажем так. Вот все, что ты говоришь, вот когда, например, когда я говорю что-то, да, я ссылаюсь на какие-то источники достоверные, чтобы можно было пойти Мои проверить. источники — это мои Секундочку, глаза услышь. и мои уши, Устой, которые я там подожди, находился, стой. брат. Подожди, Я там услышь находился, меня. тебя там не было. Подожди. А я давай, находился подожди. там. Я Секунду, непосредственно секунду. общался с Стой, людьми, стой, которые стой, работают. стой, Давай, стой, можно я стой. скажу, Арслан? На турецкую Подожди, не перебиваем друг друга, подождите. Давайте я доведу разговор, а потом ты отвечаешь. Мы не будем здесь делать базар. Я к тебе обращаюсь, услышь, что я тебе говорю. А когда ты что-то говоришь, говори от источников. Если ты это видел, скажи, что я это видел. Окей? А вот этот бред, который ты сейчас говоришь, понимаешь, надо как-то вот слепить его из него и что-то сделать, какую-то информацию. Потому что... как будто бы У тут тебя не какие-то- бред, у нас бред. Тут Все, как будто бы тут Хорошо, какой-то у меня детсад, вот- да? Детсад, который мистер- будет их слушать. Блин, еще себя такими умными здесь какими-то Да. представляет. Ибрагим, Нет, мистер, Самые можно? хитрые. Сейчас, Секунду, я могу Леон, секундочку, секунду, Леон. минуту. Ибрагим, я если хочу полчаса- поднять Аделя, секунду. Аделя, который сириец, окей? И Да, давай он с подними ним его. поговорит.
Зрубавель, сколько ты жил в Сирии? Ты арабский знаешь? Я говорю по-арабски, я говорю на 12 языках. Я могу с тобой на иврите чисто разговаривать тоже. Арслан. На иврите чисто можешь говорить? אני מדבר עברית חלק, חלק. מה שאת רוצה. מאיפה אתה יודע עברית? זה לא עניין של אף אחד. זה לא עניין של אף אחד, מאיפה, מה אני יודע. בטח שזה עניין. אתה חי זה לא עניין בישראל? של אף אחד. אני לא חייב למסור פרטים. אתה חי בישראל? Да. זה לא משנה, אני לא חייב למסור פה פרטים. Да. Арслан, можно Welcome to вопрос club. задать, Арслан? Подожди секундочку, я не закончил. Секунду, стойте, стоять. Услышьте меня. Долго это там Нет, недолго, потому что до вас долго доходит. Сейчас поднимется Адел расскажет. Во-первых, когда вы что-то говорите, говорите доводами, а не бабушка на базаре и какие-то источники. Если ты это видел, скажи, я это видел. А вот этот понос, мистер, Я насчет не тебя то, что с сказал, Гришевым... что я видел. Я непосредственно имел отношение с общением с людьми, которые Арслан, можно вопрос задать тебе, кураторы из турецкой кураторы из турецкой разведки, которые все это закрутили. Вот ты никогда не заканчиваешь. Арслан, Никогда. я тебе вопрос Меня задаю, перебивают. Арслан. Да почему мне микрофон опишут? Брали мне это. Ибрагим, ты мне позволишь спустить, потому что он тут сидит и вот вечно Я вот, чуть-чуть Адель на- уже несколько раз заходил к нам, да, и каждый раз неудобно получалось, вот его перебивают все. Я сейчас прошу модераторов, я чуть-чуть занят, всем микрофоны вообще вырубить, и пусть Адель выскажется, хоть раз к нему уважение вот на площадке хотелось бы. Так, всем добрый день. Еврей, шаббат шалом. Меня, надеюсь, слышно. Да. Леон, Стелла, еврей, который здесь сидит, шаббат шалом вам. И мусульмане, джума мубарака, чтобы никто не обиделся на нас. Так что, ребята, я не знаю, только зашел, что за тема. Я видел человека, который жил в Сирии. Ну, слушаю человек, который, я не знаю, кто он разговаривает, я был за рулем. Я не знаю, что за у вас, о чем вы говорите. Теперь я вас буду слушать, если есть какие-то вопросы, вы мне давайте, и я вам буду отвечать, ребята. Так, Машол, Адель, приветствую, Зрубавель приходи рассказывал свободным. нам тут, Я чуть-чуть занят, Стелла. Можешь как бы сама, ну... Адель, можно Во-первых, вопрос задать? Зрубавель сказал, что он был во времена Асада, как бы там в Сирии, да, и он видел, как это все развивалось, как там война началась вообще. И рассказывает, что Турция с приказа Америки, там Ми-6, как бы, да, все это как бы с этого началось, ЦРУ, скажем так. Ну и Зрубавель, если ты хочешь, расскажи поподробнее, чтобы Адель понимала, о чем речь. Угу. Не, американцы наоборот, американцы не разрешали туркам никогда. Наоборот, американцы, если бы давали разрешение, я с города Кобани, там, если бы американцы, турки очень много раз хотели все забрать этот город, разрешение американцы, там была база, американская база, им не давали разрешение. Но да, турки зашли в один город, курдский город, это не по территории, не было никакой базы американская, было под контролем россияне разрешили американцы, разрешали турки, чтобы зашли в этот город, и они забрали свои базы и зашли в этот город, но американцы не давали разрешения туркам, чтобы зашли в Сирию. Но, может быть, после, когда Башар аль-Асад убежал, да, когда... Извините, я мешаю. 2014 год. 2014-2015 год. Вернись туда. И даже 2012 год. Создание Аль-Каиды и Даиш. Туда вернись. Кто стоял у истоков создания Аль-Каиды? И кто стоял потом по истокам создания Даиш? Ну да, я скажу, вот это я просто хотел этого сказать, потом я верну
кто сдавал это, кто давал оружие, кто разрешил вот этим с разных стран, с Европы, с Кавказа, через Стамбул, через Анкара, через их самолеты, и турки им открывали дорогу, и зашли в Сирию, и воевали, и убивали наш народ, и убивали, не буду сказать только курды, они убивали и арабов. Адель, подтверждаю, что мой знакомый, который туда ездил, вернуть свою дочку, свою дочь вернуть, она туда убежала, они двое туда поехали за ней, и он мне рассказывал, когда они границу Сирию переходили, турецкие военные отвернулись, как будто бы их не видят. Ну да, они им давали разрешение, им могу добавить, видно, у меня есть некоторые видео, даже когда турки давали этими игилами оружие даже в сторону моего города, у меня есть этот видео, конечно, и мои люди тоже, мой город, мое село вообще-то находится в границе, и они свои глаза это все видели, конечно, это не секрет, это, если кто-то будет сказать, нету такого, я хочу вам сказать, нет, это неправда, это на самом деле, что я говорю, так и есть. Адель, У нас Все боевики, которые были, все лагеря, все тренировочные лагеря, все боевики, которые были, все боевики, все с Турции шли, все с Турции заходили. Адель, вопросы задаю, Адель, тебе. У нас есть все доказательства. Адель, ты Я с тебя Кабани, очень да? прошу, вернись, пожалуйста, в 2014 год. Адель, ты с Кабани? С Кабани? Да, я с Кобани. Ты был в Кабани, в городе, когда там давля была? Нет, я не был в этот Кобани, но у меня есть, Смотри, у меня есть друзья, мои родители были там. Когда давля была, ты был на территории давля? Что была? На территории давля был, давля исламия? Не понял, что это такое давля. Давля исламия, да, исламская. Его семья там была. Я извиняюсь, я их не буду называть так. Исламское государство. Да, давля это означает много чего, я не буду их называть давля исламия, так. да. Ты был на этой территории или не был, когда там давля была? Нет, когда там я не был. шария была? Я не был, нет. Как внутри было, ты не знаешь, правильно? Я тебе хочу сказать, у меня в моей семье 36 погибших, мы 37. Я понял, мы про тебя говорим. Ты был в давле или не был? А я знаю, был. Кто был в давле? Кто был в давле? Кто был в давле? Подожди, кто был в давле, блин? Я против, вообще-то, я исламофоб, я тебе, если что, знаю. Нет, я понял, я говорю, на этой территории ты был, когда там давля была или не было? Или ты тоже от бабушки слышал? Ты с самой территории был? Пират, ты Я что, был придумал? там. Ничего себе. Он говорит, что он меня нету, у меня... 36 человек потерял семьи. В смысле от бабушки? У меня нету разговора с этими. Я включу своим микрофоном, я люблю как бы образованные люди, которые разбирают. Я не люблю так разговаривать. Пират, если ты не будешь с уважением разговаривать, я тебя удалю. Не, я вопрос Ты не задал. знаешь человека. Нет, ты вопрос не задал, ты сказал от бабушки. Вот от бабушки просто ты Нет, слышишь. я говорю, он был внутри или не был? Ты не касаешься ни народа, Брат ни мой, региона. брат Помолчи. мой, я еще раз... говорить людям, которые... Брат мой, слышишь, я тебе хочу сказать пару слов. Я не был там, но я хочу сказать, мой папа, мои сестры, братья, мои двоюродные братья, мои село, мои как украли наши дома, как убивали наш народ. Что ты мне говоришь, это бабушки, рассказываешь? Ты только что говоришь, что ты знаешь арабский язык, мой русский не очень хороший. Давайте разговариваем на арабском языке, если хочешь. Нет, или любой диалект. Он не знает арабский. Да, он только что сказал... Пират, Вы закрывай микрофон, сейчас не с тобой. Вы насчет кого говорите? Насчет кого здесь вообще разговор идет? Кому идет это все обращение? Подожди, Пират. Секундочку, ты не знаешь арабский, ты не знаешь ислам, ты не знаешь ничего. Но ты прекрасно вчера точно ясно сказал, что все религии это ложь, а твой ислам это истина, и не мог его доказать. Вот такие люди, как ты, послушай, для меня это красный звонок. Кому это адресовывается? Кому? Не тебе, пирату, стой. Такие люди, как ты, для меня это красный сигнал. Почему? Потому что такие люди, как ты, именно большинство, это оружие ислама. В Чечне, в
Казахстане, Узбекистане, в любом, в Сирии, в Иордании, вы ни хрена не знаете. Леон, Вы Леон, даже давай Коран не- уводить тему на пирата. Ну, Стелла, это да очень я- интересно. Ну, Секунду, ну да я подожди, знаю, ну, что я... ну Адель зашел посредине рабочего дня. Дай ему Пожалуйста, высказаться. Леон, Ну, останови, тема ты тратишь пирата время, уже. ты тратишь время Я стрима. знаю, что к чему я подвожу. Ты тратишь время стрима, я прошу. Потом поговоришь. Дай Что вы, Адель блядь, высказаться. постоянно? Леон, Вот этого я Леон. хотел. Все, давай, говори, Адел, говори, давай. Что я делаю? Не перебивайте. Давай, Адел, начни говорить, давай. Адел, расскажи, как мусульмане убивали друг друга в Сирии. Расскажи нам вот эту тему. Можно, пожалуйста, Леон, остановись? Давайте Вернусь, я... пожалуйста, мой родной, 2014 год, 2015 год. Давай. Да, в 2014 году пришла вот эта террористам, я их называю, конечно. Они начали с города Мусуль, иракский город. После Мусуля они зашли в Шангали. В Шангали там была война, не война. Там была курдская армия, пешмарга, несколько точек, конечно. Там не было сильное, у них не было такие оружия, как у этих ИГИЛом есть. Они начали, зашли в езидский город, типа они забрали, кто понимает слово «сабая», забрали их девушки, где-то больше, чем 5000 девушки, малолетки, женщины, и убивали детей, убивали их мужчин, и забрали девушки. После этого они начали убирать еще в других городах. Они сейчас зашли в большой город, называется Деразор, и убивали очень много. За один день убивали 1000 человек с одной семьи. Потом после Деразора забрали город Рака тоже. Кто-то убежал, кто-то не убежал, который не будет сказать, что мы за этим ИГИЛами, или их убивали, или они убежали, или задерживали 2-3 дня в тюрьме и убивали потом, потому что они считаются, хоть они мусульмане, хоть они ходят в мечети, хоть они очень правильные мусульмане, может быть, были, все равно убили, потому что они не были за халифата Аль-Багдади. Теперь, после Рака, зашли в маленьких городах, но они упали в города Кобани, потому что Кобани была, они назвали Кобана Айнуль-Ислам. Айнуль-Ислам, это, если перевод сделаем на арабском, на русском, это глаза ислама. Назвали наши Кобани глаза ислама. И там наши герои девушки, наши герои мальчики, которые воевали, и, конечно, с помощью американцами, они там возвращали назад и начали убивать. И до сих пор, я возвращаю в 2014-2015 году, до сих пор есть где-то около 2000 и, может, больше девушки езида потеряли, никто не знает, где они. И в последнее время, 2 или 1,5 года назад, нашли одна девушка езидская в Газе. Как она попала в Газе, я не знаю, конечно. Видно, что это все вот этих группы и радикальные группы, что Хамаса, что ИГИЛами, они тоже сами делают. Наша армия освободила? Конечно, да. Окей. И сами идеологии, да. С ней была связь, и она рассказывала, что ее продали игиловцы в Газу за деньги, как рабыню. Туда ее Потому что Да, Хамас это подразделение братьев-мусульман, того же самого ИГИЛ. Того же самого ИГИЛ, вы должны это понимать. И то я хочу вам добавить здесь очень важная информация. Я хочу вам сказать, что, ребята, идеология то же самое. Нам назвали курды. عادل منو حضرتك؟ 95%. منو حضرتك؟ Я еще раз говорю, أنا من كوباني، أنا من مدينة كوباني، تابع لمحافظة حلب. من قباني يعني؟ نعم من كوباني، وإذا بدك بأي ديالكت
فيني احكي معك، بدك احكي مع العربيه الفصحى، بدك احكي بديالكت اي مدينه اللي بدك اياه فيني احكي معك. سلام دي. عارف عربي كويس أنا. اكيد اكيد انا بعرف عربي كتير منيح، بقرا العربي وبحكي بفصاحه اللغه العربيه وبشكل جيد جدا. عادل هسه وين ساكن انت هسه؟ انا ساكن باوروبا. باوروبا. طيب. نعم. Adel. Ням. Есть какие-то вопросы еще на арабском, перевираешь на мой арабский. Сарчава, Нураддин, Сарчава. Адель, брат, какие новые новости? Секундочку, Нураддин, Юзов. И о том, как собирали меня звонили, давайте я вам... частей света. Я был инструктором, военным инструктором и советником на стороне курдов. Меня к вам есть... У меня есть к вам вопрос. Я хочу... Что вы сделали в Сирии? Что вам вы потеряли в Сирии? Извините за вопрос. Я был военным инструктором на стороне курдов позже. Уже позже, после того, как я... Когда произошла уже война... А где? Какой город? Скажите мне, где? В какой город? Я могу дать информацию, но эту информацию я не могу распространять так. У меня... информация, не давай мне четкую информацию, только скажи мне, какой город. Я от Соединенных Штатов работал. Я работал на стороне Соединенных Штатов. Я понял, я вас понял, но какой город? Курдский Рожава, курдский город, где вы были? Я был недалеко от Ракки. Но там нету курдов. Я был на территории недалеко от Ракки до того еще, как они туда вошли. Я там находился, я там... Значит, вы были в город, ты был город, значит, ты был город Рака. Не в самом городе Рака там была военная база, поэтому я не могу называть... Там ты недалеко от озера Фарата, ты был город Тапка. Там есть военная база российская, да. Да, там была база, да. Ты участвовал на российской военной базе от американцев обучал. Вообще интересно у нас получается. Я тогда еще в тот момент я не был инструктором. У меня были другие. Там мы отслеживали войска, российские войска там на территории этой территории. Я понял. Значит, ты знаешь аэропорт Хамимим, который между Джабли и Латакия, да? Конечно. Постоянно самолеты прилетали, постоянно мы получали там то, что нужно. Люди наши постоянно через этот аэропорт коммуницировали. Значит, я хочу вам сказать, что с Кавказа, конечно, русскоговорящий, с Кавказа очень много мужчин пришли. И я хочу вам сказать, такая ситуация. В 2016 году зашли. Я не буду сказать, откуда они, просто будут сейчас пишут или кто-то плохо говорит. Русскоговорящие люди зашли 17 человек в наш город. Они в этот день 1600 человек, не с этим 1600 человек, ни одного армию убивали детей, и старики, и мужчины, и женщины убивали за один день моего города. И были все, которые поймали, с них поймали 6 человек, они были русскоговорящие, не буду сказать, они откуда, какой город, какая страна, потому что мне сейчас будут сказать, это неправда, но на самом деле так и есть. Я не знаю. Говори, Адель, Адель говорит, что... Адель говорит... Не буду, да. Значит, я хочу вам сказать, я не знаю, вот это с Кавказа, мусульмане, что вы потеряли в Сирии, вы приехали, чтобы джихадистами, но я хочу вам сказать, что никто не приходил за джихадистами, они просто пришли, чтобы украли, воровали дома, возвращали с полными карманами деньги. Может быть, 10% у них была диалогия, они были джихадисты, но 90% они кричали, где деньги, и украли, и убивали люди по дороге, и вытащили деньги с кармана за пару копеек. Это так и есть. Теперь послушай. Да. Все кураторы, которые были на стороне Даиша и Джабат эль-Нусра, все кураторы. Кураторы, ты знаешь, что такие кураторы? Кто им деньги поставлял? Которые их тренировали, советники. Все были из турецкой разведки. Все из турецкой разведки были практически. Согласен.
Согласен, 100%, и это понятно. Они мне Это говорят, что я понятно. говорю чушь, что это все Турция создала. это И всё, чтобы это. я добавлю, Ну, это мы видно, у сейчас тебя... по чувствам хотим проехать. Я извиняюсь, Абдель. Ибрагим, я добавлю, чтобы Адель, видно человек... да. я после тебя тоже выскажусь, говори. Да, значит, видно, что вы были в Сирии, видно, что вы знаете арабский язык, но я хочу вам сказать, никто не обижается на меня, ребята, и это правда. У меня вопрос к вам. Кто был лидерами ИГИЛами больше вечные, вот эти лидерами, кто они, с какая нация, с какие страны были? Были чеченцы? Это было все... Там много было киргизов, таджиков, узбеков, Кавказ Но был больше были чеченцы. Чеченцы были больше всего, это вот их я лидерами. я имел непосредственно к этим людям имел непосредственно определенное отношение. Мы, когда ловили их, я допрашивал вот этих тварей всех. Да. Теперь Значит, смотри, Адель, я знаю, что... Извини, что я... Ничего. Вот этот собеседник, вот смотри, логика здесь какая. Вот как бы они там курдам американцы помогали, даже бомбили вот эту Игилщину, я помню. Да. И теперь вот этот наш друг говорит, что американцы, которые курдам помогали, они создали этот Даиш, который убивал курдов. Вы не понимаете, теперь послушайте, что такое Америка. Америка, когда была под демократами, они вели совершенно другую внешнюю политику. Точно так же их разведка. Она была нацелена на помощь Турции создать вот этот вот прецедент. И Ми-6, когда пришел Трамп, они срочно это все отменили. И полностью вся их внешняя доктрина поменялась. Осталась только Британия, которая спонсирует сейчас вот это все и развивает все это дело, то, что она помогает. Она оседлала вот этих вот джихадистов, вот эту сатану. Она думает, что она сможет ими управлять. У тебя звание какое, друг? Я не могу называть свое звание здесь. Ну, я думаю, ты уже из офицерского состава. Я из очень высокого офицерского состава. Я уже в запасе. Я уже в запасе на данный момент. Да, Маю, сейчас слушаю. Ибрагим, я готова сделать закрытый стрим, там, где будем находиться мы, и сесть и показать все доказательства по поводу Даиш. Я согласен на любой стрим, но то, что вот этот человек говорит, я это годами слышу на ОРТ. Опять и моих соотечественников, Меня зовут я Арслан, не досказал. И моих соотечественников именно на этой теме полностью используют. Вот на этой теме. Поэтому вот эта тема, да. Их использовала Турция. Их использовала Турция вместе с Великобританией, твоих соотечественников. Таких же, точно так же, как многих использовала Россия, как многих использовали другие. Они не понимают, за чего даже борются. Они ведомые. Это я знаю. Но вот эта вот тема, да, что там Америка, Ми-6, Ми-5 создает какие-то вот эта тема, она... Создавали. Тема с ОРТ. Это не ОРТ, я ее это прекрасно то, что знаю. Я тебе говорю. Я сам тебе могу это пересказать, потому что я Если тебе не нравится истинная информация, ты можешь сделать домашнее задание. Какая? Ты что ли истина? Ты что ли истина последней инстанции? Блин, человек, который был доступ к информации. Все. Что вы самый умный, самый хитрый, бля. Здесь как будто бы все вот эти вас слушают, там, с открытыми ртами будут слушать. Ничего себе, смотри, оказывается, Америка создала ИГИЛ и Ми-6. Не надо выделять здесь Америку, это была коалиция западных стран. Это не только Америка в этом принимала участие. А если я тебе покажу наоборот, что в этом был замешан Саудовская Аравия, Катар и тот же Иран? Со всеми мавочками. Да, Аравия никогда не поддерживала братьев мусульман. Они монархический режим, они против них. Стой. Если я вам покажу с теми же доводами, конкретными фактами, что Саудовская Аравия, Катар
Катар очень сильно в этом был замешан, и Иран, и особенно когда Иран захватил Ирак. Катар, да, Катар, да, но не Саудовская Аравия. Подожди, я же тебя не прибивал. Катар, Саудовская Аравия и Иран, особенно когда Иран захватил под себя Ирак, и половина этих генералов, солдатов, вот этих всех превратились в Даиш. Со всеми доводами, фактами. Вот такой, блядь, вы что здесь, все агенты стали таким, блин, разведки. Саудовская Аравия, для того, чтобы говорить такие вещи, заявлять, надо понимать внутреннюю кухню. Они монархисты. Все, что идет из этих вот организаций, то, что братья-мусульмане, это идет против монархии. Ты должен это понимать. Им вообще это невыгодно. Я не говорю, что они святые, они пушистые. У них своя идеология есть. У них своя идеология есть, которая намного хуже, чем у исламского государства есть у них. Я их не оправдываю здесь. Я их не оправдываю. А выгодно Саудовской Аравии поддерживать Я говорю, как есть. Ну, сейчас проверим. А выгодно Саудовской Аравии поддерживать Иран и еще заключать с ними договоры напрямую, когда они знают, что иранцы первым делом будут их раком ставить. А ну-ка, ответь мне на этот вопрос. Нет, конечно, невыгодно. А почему они это делают? Они это делают из страха. А это не страха, да? Короче, ребята, я все понял. Об этом потом поговорим. Здесь они в этом конфликте, они очень сильно, они с Турцией конфронтируют и пытаются на свою орбиту завести весь Аравийский полуостров, Эмираты, все это, кроме Катара, который вывел себя отдельно за пределы этого Гольфа, ну то, что называется Персидский залив, он выдал себя особенным и стал кооперировать и с братьями-мусульманами, и заодно с монархическими идеями тоже. Они используют двойную доктрину для того, чтобы выживание, это называется доктрина выживания. А Россия появилась просто так, там все спасатели были, да? Вы там не просто офицер, вы там не просто офицер, а идеолог, короче. Полностью, все по полочкам. А Россия появилась как спасатели такие, Сирии такие, миротворцы хреновые такие, просто так. Они Россия просто так там оказались. Это поддерживали режим Асада. Они только Асада поддерживали, и все. И как им удобнее всего, как было бы сохранить режим Асада. Давай. Да, и просто так они появились, чтобы держать контроль на Ближнем Востоке. Ну, просто так они появились там. Если говорить уже о чеченцах, чеченцы воевали в российских войсках, против своих же чеченцев, которые воевали на стороне Даиша. Ты уходишь от моего ответа. Россия просто так там появилась, чтобы просто помочь Асаду, я подсказываю, держать контроль на Ближнем Востоке, хоть, да? Не просто так. Она была на стороне Асада, у нее свои интересы там. Я не сказал, что она поддерживала просто так. Просто так никто никого ничего не поддерживает. Леон, Леон, подожди секунду, там двойной интерес России, почему? Потому что он сотрудничает и с Ираном, а Асад был напрямую под Ираном, он зависел напрямую от иранцев. Поэтому Россия, Иран и Асад, они были такая троица, окей? Нет, вот как раз именно Асад и ливанцы, да. Говори мне нет. Во время Асада, как Хизбалла получал деньги? Именно до конца, секунду. Асад был под Ираном, он не мог восстать против Ирана. Он чувствовал, что если он восстанет, будет ему пипец. Вы все такие быстрые такие. У Асада была проблема. У Асада был и там, и здесь. Он был на двух стульях. И чтобы сделать его под себя, устроили весь этот бардак, чтобы взять контроль под себя. И тут оказалась Россия и все вот эти братья-мусульмане, чтобы дать ему по шее. Потому что его какими двумя стульями можно узнать? Ну вы же такие знатоки, вы должны знать об этом. Какие два стула? Вы же должны были понимать, нет, о чем я если говорю. ты говоришь, я знаю. Да. Я знаю, я прекрасно знаю. Ты мне скажи, о чем ты говоришь. Какие два стула? 3 стула там было. А вот куда уехал Асад в итоге? Чтобы я знала, о чем с тобой говорить. Леон, реально, ты иногда споришь на самые неважные вещи. Это, по-моему, даже политикам не надо знать. И ничего особенно не понимать в политике, зная то, что Иран, режим КСИР помогали режиму Асада. Окей? Конечно, помогали. Там Хизбалла была.
Конечно, помогали. Так Хизбалла, секунду. Именно поэтому через Асада проводилось все Хизбалле, потому что это было... Ладно, тогда объяснять, да, стойте, тогда объясняю, раз вы такие все умные, объясняю. У Асада была, у его отца была сила, у отца, он не давал никому ни зайти, ни тому. Асад был как мягкий человек, он был такой сам по себе мягкий, и туда зашли именно иранцы. Хизбалла помогала и стояли там. Но есть другой игрок, которого вы не обратили внимания, и красиво себя скрыл. Это Турция и Россия, которая Турция бредит захватить Ближний Восток. Так я тебе за это здесь и говорю, сколько времени. Ты сидишь, мне тут говоришь, что это все против. Да, но вы все в одну кучу, вы все в одну кучу скинули. Все в одну кучу. Тут есть Россия и Турция. Никто не заметил, мы уже час об этом говорим. Турция и Россия. Подожди до конца. Да, можете не перебивать, ваше несдержание, что ли? Вы мне спросили вопрос. Дайте до конца. Или вас подгорает что-то? Леон, закрой рот и не груби. Она еще... Закрой рот. Я уже не могу. Вот рот будешь там. 1000 раз говорил. Не надо мне закрывать рот. Я тебя слушал. Дослушай до конца тоже. Но надоели. Брат Вендетта пришел. Вендетта. Вы меня спрашивали вопрос, я вам задавал. Я отвечаю. Были Турция и Россия, которые тянули на себя это одеяло. И вот этот конфликт... Попробуй еще раз. В Сирии. Леон, попробуй еще раз. Я тебя перебивал. Ты мне задал вопрос, выслушай его. Сирия. Тоже ты сказала, попробуй еще раз. Она когда контуженная, я тебе... Она не контужена, у нее, во-первых, задержка в интернете, во-вторых, успокойся, не надо трогать модератора. А она постоянно себя вот так постоянно делает цирк. Все, говори, давай вкратце, просто не надо себя возвышать, вы об этом не знаете, я об этом первый сказал, мы час уже об этом говорим. Нет, я не хочу это слушать, этот бред, потому что Россия там участвовала напрямую, это все идет от Ирана шло. Все об этом говорят, никто это не отрицает, ЦРУ там Америки даже и не пахло в этом деле там, и тем более ни Англии, ни Британии. Америка там тоже была, послушай, и Россия там была, и Турция там была, там все, кому не было. Мы уже об этом час говорим, я тебе говорю, что я непосредственно имел с этим делом, ты сидишь мне тут заявляешь. Россия, когда зашла... дивана своего там. Россия, когда зашла, она Дауля даже не бомбила. Она первые 2 года бомбила Восточную Гуту. Там Россия, русские долбили вообще этих гражданских. Русские долбили гражданских, они выдавливали их в Европу, потом Европу заполонили. Потом появился вот этот Даиш русский, из-за которого весь цивилизованный мир отказался поддержать Сирию, то есть вот эту оппозицию так называемую, потому что она вся... Ее всю вот это Даиш и вот эти Джабхат Нусры, они перевели из разряда национал-освободительного и национальной революции в статус установления халифатов и шарикатов. Эта тема как... не было никакой национально-освободительной Эта тема, идеи. да что ты сказки рассказываешь, не было национально. Это было под лозунгами, просто лозунги. Я были, это наизусть, я эти методы наизусть знаю, понимаешь? Никто не преследовал эту национальную Я идею. на своем народе это испытал. Там задача была почистить все от других, от христиан, от друзов, от курдов, уничтожить всех и сделать там исламское государство. Ты самый умный здесь. Самый хитрый. Смотри, все дураки будут с открытым ртом твои сказки слушать. Подожди, Ибрагим, сейчас по-другому задам вопрос. Я тебе, секунду, подожди, я вопрос по-другому задам. Как получилось так, что союзники Ирана, те, которые в Ираке, они под себя оказались в Сирии, Хизбалла оказалась в Сирии, да? И они воевали, вот этот кипиш там отворили, вот этот. Еще пришли русские. А ну-ка, объясните мне, все вот союзники всего оказались в Сирии, и Сирия союзники Ирана тоже. Получился весь этот спецсбор полетов. Потому что это блок, который идет против НАТО. Турция, это НАТО, ты не понимаешь? Поэтому они там и все и появились, чтобы не распространялась Турция, чтобы распространение Турции не произошло. То, что сейчас произошло в данный момент уже. Турция, помимо того, что она НАТО, Турция имеет свои интересы, там, свои вот эти чаяния, туранские и так далее. Она использует, она очень хитро маневрирует, да. Но Турция там вообще ни хрена, потому что куда Асад уехал? В Мухасранск. Кому нужно было вот это? Кто пахана Асада ставил там?
Кто сделал пахана Асада изначально? СССР. Какая СССР? Кто главный в СССР? Вообще-то пахана Асада нацисты еще поддерживали. Нацисты. СССР, ага, а вот Россия Бежавшие как-то нацисты, другая, бежавшие да? нацисты после Второй Одно и мировой то войны, же. они его поддерживали. Если Не ты надо знаешь сказки настоящую историю. здесь рассказывать. Настоящую Твоего историю Асада пахана ты не этого знаешь. Асада, да, вот этого пахана Асада поставила Россия, русские. Ну, пускай СССР. Заодно еще нацисты Да. поддерживали, которые Да, бежали когда после Второй началась мировой арабская войны. весна, она дошла до Сирии. Это были точно так же- джейшпуры. Да, точно. Шведские. Точно так же в Сирии все восстали против этого режима. Его колбасило. Там не было это никакой... называется ситуативные партнерства. Они происходят, Его ничего не колбасило. поделаешь. Там никакого изначально в Сирии не было никакого религиозного движения. Там Это шведские чисто- джейшпуры были. Это чисто революция против свержения вот этого паханата Асадов вот этих. Под лозунгами революции они и провели вот эту исламскую свою идею. Какие понимаешь? нахрен Точно нужно, так же- нахрен точно так нужно же в Иране. Западу? Да перестань, Точно так же я в тебя Иране выключу делали. вообще. Точно так же они и в Да. Иране делали. Точно Где, так же где под ты? лозунгами... Я не пойму. Подожди, не надо здесь сказки рассказывать. Нахрен западному миру вообще нужна твоя Сирия, да, чтобы там что-то устраивать? Так же, точно Западный- так же, нахер, А потом нахер Западный мир, один момент, Леон, один момент. Западный мир поддержал национально-освободительное движение, пока оно не перешло в религиозное. И только когда оно перешло в религиозное, после этого мир отказался от поддержки этого официально дерьма. поддержал, официально, но за спиной делал другие вещи. Ибрагим, Еще тут я раз. не соглашусь с тобой. Тут я не Еще соглашусь, когда ты говоришь, что Западу это не надо. Как раз-таки Западу нужно было расслабить и ослабить все эти страны вокруг. Заметь, что везде, где было британцы, где были, да, где их захваты были, везде до сих пор война. Поделив Вот я об Индию с этом и говорю. Пакистаном, Я об этом и поделив говорю. Израиль с арабами. Британия, Везде, где была Британия и Стелла, Франция, я до сих пор понимаю, идут что- войны. что Британия А ресурсы? является там, что это самое, Британия в свое время была империей, она от этого отказалась давно. То есть Она не это уже не отказалась, так она до работает. сих пор сегодня. империя. Прости, Она не отказалась. прости, Сегодня, прости. сегодня Она отказалась единственная формально. империя, да, единственная империя, почему-то, которую никто Ибрагим. не хочет сегодня замечать, которая нападает на страны и захватывает их. Вот этого Британия никто как не была хочет видеть. дьявольская Кто сегодня, отродье, так и ты осталась. этот, Ибрагим. Абдул, или как тебя? Подождите, Майя, не надо меня перебивать, я тут тоже занят. Вот это ты, который со мной дискутируешь. Россия напала на Украину сегодня. На Украину. Я здесь Россию не пришел защищать. Россия напала на Украину, я тебя четко спрашиваю. Напала, но кто спровоцировал ее? Кто спровоцировал ее? А кто ее спровоцировал? Кто? Ми-6? Кто Ми-5? Кто? спровоцировал? Ми-5 или кто? Территорию Давай, Украины. Расскажи нам, кто Я спровоцировал? тебе сейчас расскажу. Кто спровоцировал? Территории Украины были Кто подразделения, которые не спровоцировал подчинялись. насильника изнасиловать женщину, вот жертву, которая идет? Территорию Вот эта Украины. жертва, С территории Украины. жертва Если носила слишком вызывающую одежду, да? Юбку. Да, я скажу теперь, я тебя послушал. С территории Украины сразу появились подразделения, которые напрямую уже не подчинялись ВСУ. Они начали вести свою собственную, которые получали с Запада. ВСУ? Это диверсанты. Алло, Это 29-й. диверсанты. Кто отхапал вот этот Крым? Кто захватил Донецк, Ты Луганск? помнишь эти видео? Ты помнишь эти видео, Ты которые что Зеленский думаешь? приходил? Нет, смотри, ты что Зеленский думаешь, что приходил здесь и такие говорил, тупые, если я ты не лох, я не лох, который он Маюш говорил. знаешь, короче, или еще кого-то знаешь, что здесь вот эту вот хренотень ОРТовскую будут пропускать, что ли? Ты Он помнишь, же когда... на Америку работает, не на Россию же он работает. Да, на Америку. Или на Россию. Он на Америку работает. Скажи, Я вам пожалуйста. отвечаю, я к России не имею никакого отношения. Я к России не имею, но я говорю вещи, доказательства. Великобритания, С она какой всю страны разжигла ты эту войну. поехал в Америку? Скажи, пожалуйста, с какой страны? Где ты родился? В Москву поехала.
Где я родился, это не важно. Это личная информация. Да. Я приветствую вас, журналисты, приветствую Марш Нового, приводите свободу. Майя, я вас уважаю, да, но вот этот пассажир, вот этот луганский пассажир идеологический, вот это 100% здесь как бы... Почему я хочу так сказать, когда меня перебили, просто всех подгорело. Я с ним не... Леон, не перебивай, я с ним не знакома. Я первый раз с ним сегодня разговариваю, и вы можете это подтвердить, что мы не встречались на других стримах. Есть некоторые вещи, в которых он прав. Я не буду сейчас убирать пинцетом. Мы совершенно не знакомы. Мы совершенно с ней не знакомы. Мы совершенно не знакомы, и в первый раз на этом стриме видимся. Но есть вещи, в которых он прав. Остальные вещи у меня под вопросом, потому что, очень сомнительные данные, и это надо проверять. А по поводу некоторых вещей, Ибрагим, я поговорю с нашими, и надо сделать стрим, чтобы полностью объяснить ситуацию. Леон, сиди тихо. Да, я согласен. Но Давайте до конца, меня просто перебили здесь это. Здесь были много игроков, потому что были также и Турция, также был и Иран, и Россия, и все вот это. Теперь, когда, чтобы утвердить, захватить себе власть, они устроили этот цирк вот в этом Сирии, да, эту крабню, вот эту битву. Теперь турки хотели очень сильно зайти в Сирию. И вот весь этот соус начался из-за этого. А якобы Россия появилась якобы спасать того же Асада. Вот, Иран отправил своих этих героев драться в Сирии. Вот весь этот салат. А европейцы там вообще не были замешаны, потому что они только получили кучу беженцев, и сейчас у них бардак будет из-за этого. И... Так, они это прекрасно понимали. Европейцы, Леон, я же тут тоже наблюдал это все. Европу завалили беженцами, а Европа очень сильно поддерживала освободительно вот это демократические, вот эту весну, скажем так, да? Европу поддерживали, но когда уже... Успокой Ибрагима, успокой его. Так, ты сейчас вылетишь отсюда. Когда вот это все началось, да, и уже заполонили вот эту Европу беженцами, тогда и тем более вся альтернатива арабской весны превратилась в ИГИЛ, Джабхат Нусру и еще какую-то хренусу. Да, поэтому все, Европа отказалась. И русский Асад победил. Там, русский, турецкий. В результате куда Асад уехал? Вот куда он уехал, где он сейчас живет, вот туда и надо смотреть. И все, что тут непонятного, я не пойму вообще. Разве вопрос не в ресурсах? Я дополню тебя сейчас, ты совершенно прав. Потому что как только скажешь в мире проблема с словом, да, свобода слова, с демократией, тебе лезли сразу американцы и европейцы. И вот на эту ловушку европейцы попались. Да, 100%. Когда турки потом запустили себе этих беженцев, отпустили потом в Европу, помнишь этот прикол, да? Попросил еще за это деньги. Все, они же попались на этот крючок. Путин через Лукашенко самолетами привозил, скапливал вот этот варваров туда, в Польшу через леса пускал. Поляки полностью среагировали наперед и закрыли въезд террористам, которые были отправлены тут совершать террористические акты для дестабилизации внутри стран Европы, чтобы напрямую не объявлять войну, джихад. Путин отправил туда вот этих своих одноразовых муджахидов. Поляки среагировали, закрыли полностью вот это все. Я сейчас смотрю, мое последнее слово, насколько сильно русская пропаганда могут дать даже документы со всеми доводами, и люди нету критического мышления проверить все, проверить всю эту информацию, понимаешь? Кто игрок, здесь было несколько игроков, которые Сирия это переход, это ключевой переход в Европу, это он всегда был. И есть несколько игроков дрались за эту территорию. Так там же постоянно качают нефть
еще со времен, там, я не помню уже, то Турция там возила, по-моему, этими грузовиками нефть, то США там, по-моему, качала, все там качали, Россия, по-моему, качала нефть. Немного, там это переход. Это башко переход. Ну, грузовики там целые эти, я помню, там видосы давно еще попадались, качали. как в Турцию, как бы целые там эти линии грузовиков с нефтью, как бы Да, и ехали. потом платили ИГИЛ этими же Это деньгами со стороны Давля шли они. Когда Давля территорию взяла, она нефть продавала туркам. Ну, мне Подожди, кажется, или через... вот этот, который, я извиняюсь, я сейчас буквально потом занят буду. Вот этот Роберт или кто ты там? Я Да, не знаю. да, Роберт назвал. Да, Роберт. Который там тренировал кого-то. Нет, это не Роберт. Да, Не, это не... Зубавели тренировал. Да я Арслан. А, вот, Аслан. Или как вот. Короче, в Чеченской республике исламистов кто привел? Их привел с запада, они пришли, они западные были все. Молодец, молодец. марионетки. Молодец. Сейчас полностью ты подтвердил то, что я и думал. Вот ты молодец, полностью ты ОРТ Всё, можешь диктором, да, можешь диктором. Для меня Да, не Россия да. не является авторитетом. Можешь Послушай. диктором на ОРТ. Для меня ни сразу Россия, ни пойти. Кадыров Да, не являются сразу возьму. авторитетом. И те, которые воевали, которые с запада тоже марионетки, ваххабитские пришли. Спалился, чувак. Спалился полностью. Открыл карту сразу. Это, знаете, анекдот был, когда этот бухой офицер, рядовой его увидел и говорит, что с вами? А тот на себя как бы наблевал, я извиняюсь за это, просто Да, так по-быстрому расскажу анекдот. И на себя это сам обливал, и этот говорит, что с вами? А, вон, типа, рядовой блеванул на меня, короче, я ему наряд вне очереди дал. Потом офицер начал проходить, этот сзади штаны увидел у него, короче, загаженные. Говорит, товарищ там какой-то этот, вы ему еще наряд вне очередь дайте, он вам и в штаны наложил. Вот типа того, да, здесь, короче, русским штаны наложили, с запада пришли, у них... Вы не понимаете, это идет между двумя большими цивилизациями, идет война. Они используют разные методы. И когда надо бывает, они мусульман тоже используют. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы вы знали, что это такое, очень страшно, да. Мы ничего не понимаем. Террористы, которые первые туда, Хатаб, они все зашли, это все были агенты. Это российские спецслужбы, террористы. Они всех русский международный исламский терроризм полностью оседлали и используют в своих целях. Они это использовали в своих целях, я не отрицаю. Я говорю, что кто зашли туда, когда они туда зашли, они были направлены внешними разведками. Это не было вообще... Это вот эти вот, которые там хатабы, матабы, это все, типа, которые зашли туда. Это, конечно же, исламисты радикальные, но их использование, они марионетки. Они марионетки. Российское ФСБ, российские они марионетки. Они марионетки. В Чечню притащили российские спецслужбы. Наемники, все это знали просто. Русский язык. Наемники, это марионетки. Все. Наемники, все марионетки, их используют. А Хатаб откуда пришел? Это те, которые используются, чтобы обвинить чеченцев в террористах. Да? Головки, уши, потом кассеты продают. Да-да-да. Как ФСБ говорит, так и делает. То, что Британия это делает, и оседлала их давно уже, использует как марионеток, ты это не знаешь. Тут я не увидел Британию, когда у чеченцев полностью свободу, землю, все отобрали. Да. Это тоже из той же оперы, что евреи все это сделали у нас. Евреи, британцы, все Все кто организации угодно. террористические, которые на территории даже Израиля, палестинские, все полностью это британский проект, чтобы вы знали. А Хатаб откуда пришел в Чечню? Хатаб откуда пришел в Чечню, Бабел? Британии, прямо с Британии приехал. Не, откуда пришел? Пусть ответит. Он наемник, вы не должны понимать, но Откуда пришел? Откуда кураторы, пришел? там есть посредничество, кураторы Откуда пришел? называются. Откуда кураторы пришел? Знаешь? из Иордании. Нет, он сначала где был? Он с Чечню откуда пришел?
В Афганистане был. Нет, подожди. Там шариат, когда Россия устраивала, да, оттуда Да, полностью. Они уже тогда кооперировали в Да, Афганистане, они уже Афганистане работали был. под Западом, они уже под Западом работали против российских войск. Тогда уже начал их Запад под себя подгонять. Не знаешь. Вот это детище русского международного терроризма, ИГИЛ, это все детище России. Смотри, здесь какая ситуация. Вот сегодня в мире, вот в цивилизованном западном мире, тут демократическая система, да? Тут есть смена власти, тут есть четкие прозрачные выборы. Да, какие-то русские деньги здесь ходят, какие-то, к сожалению, националистические партии, которые должны быть националистическими, они почему-то вот каким-то образом... Уже никакой демократии в Европе нет. Во Франции, не перебивай меня, не перебивай. В Германии, в Англии... Не перебивай меня, не перебивай. Вот эти вот националистические партии во Франции, Ле Пен, здесь в Австрии, там ФПО есть такая партия. Четко их полностью выявили в том, что они берут бабки. Вон на острове Ибица скрытую камеру поставили, как там торгуют Австрией, да, вот. То есть вот эти русские клиенты. Это, ну ладно, это такая тема. Я просто что хочу сказать. Вот эта демократическая система, да, со сменой режимов, сменой власти, здесь вот такие преступления совершать, да, которые потом будут скрыты, не получается, потому что где меняется власть, то следующие, кто приходят во власть, да, после 4 лет или если там 2 срока после 8 лет, они все предыдущее, то есть там контролируют. Поэтому тут вот такая вот система, она не прокатывает, преступная, да? Поэтому, В отличие от твоих хозяев, в отличие от твоих русских хозяев, понимаешь? Твои русские хозяева, у них нету смены власти. Вот там один ФСБшный режим, и он все на все времена. Поэтому это там некому проконтролировать вот эту ситуацию, да, кто чем занимается, кто теракты устраивал в 99 году, кто устраивал теракты, не могут проверить, кто совершает там коррупционные вот эти вот огромные там размеров, да, куда пускаются все вот эти ресурсы в России, которые... То есть там не работает этот механизм. Поэтому, к сожалению... У меня русских хозяев нету. Я свободный человек. Я говорю свободные мысли. И изъявляю свои свободные по соотношению к своим фактам, которые я видел своими глазами и видел и ушами. Я могу по-другому. У тебя должность звание, какое звание? Совершенно свободно. Я по-другому задам вопрос. Ибрагим, можно? Да, секунду. Хорошо. Да, я чуть-чуть отключаюсь. Да, а я по-другому задам вопрос. Только услышьте внимательно. Когда Израиль раздолбал в Ливане и Хизбалла ослабла, она побежала в Ливан, да, ну, своих спасать. И тут резко, мы помним, это совсем недавно было, резко забежали кто? Турки со своими бурдулаками изнутри. Пошли это делать, помните? И все, вот эта Россия убежала, армия Асада сдалась за неделю. Как это не пляшет, что вы сейчас говорите? А от чего это все исходит? Я хочу. Как вы думаете? Кто спрашивает? Кто? Меня спрашивают? Ну, я всех спрашиваю. Давайте уже все какие-то... Насчет чего? Что ты сказал сейчас? Кто? Когда Израиль зашел, что там? Повторить, что ли, вопрос? Не понял. Да, я прослушал. Вот смотри, когда Израиль разнес Ливан, Хизбаллу, да, и Хизбалла побежала своих спасать. Это где-то было недавно, ты помнишь? Турки что сделали недавно? Что сделали турки со своими бурдулаками? И куда русские ушли? Что за бурдулак? Что за бурдулак? Турция, они сделали... Джабха воспользовалась случаем и зашла в Дамаск. Да что там странного?
Они задействовали сразу всех своих вот этих марионеток. Пустой, А чё, в Украине завязли, все, и пошли, захватили Асада, да? Какие у меня встречный вопрос, а в чем как бы плохого то, что они заменили этого дебила? Подожди, не, все нормально. В чем проблема? Это шило на мыло заменили, называется. Шило на мыло. Секунду, стой, у вас какого вообще нету, блин, я в шоке. Хорошо, давай по-другому я дам. Вот этот, который сейчас сидит, Джулани, он на какую сторону перешел? Он был, кстати, кем? Откуда он пришел? Он агент турецкой разведки, курирует. Так какая разница, кем он был? Он же сейчас народ Сирии. Он был черными флагами. Он был Амиром Джабхи был, не Даиш, народ Сирии лучше стал жить, вроде бы, насколько я знаю при нем. А то, кем он был, это не важно. Не меняй тему, мы не об этом говорим, что кто хорошо живет. Кто живет там лучше? Что ты несешь вообще? Амиром Джабхи был он. Я хочу сказать такую вещь. Да. Вы слышали мои вообще вопросы? Или вы убегаете от темы? Это очень тяжело для вас. По теме я говорю, по теме. Когда Израиль Хизбаллу начал уничтожать, и они вторглись помогать, я не понимаю, какой период ты говоришь, то, что они пошли помогать Асаду? Точку рассказал специально, чтобы ты не ушел налево-направо, но все равно вы умедраетесь. Последний раз я довожу. Израиль, когда нанес удар Хизбалле, да, Хизбалла ушла в Ливан спасать своих, да, мы вспоминаем. Я специально делал цепочку, да, то есть я понял, то, что они отсиживаться, убежали в Сирию, отсиживаться пока. Ну, сейчас меня перебиваешь. У Джабхи появилась возможность турки зашли в Сирию, со своими бурдулаками начали убивать опять же тех же людей. Да они не зашли, они были в Идлибе уже, они в Идлибе сидели. Джабха была в Идлибе, ты что говоришь? Секунду. Джулани, он же был тот же самый Даиш, под черными флагами. Не Даиш, это была Аль-Каида была, это разные вещи немножко. Какая Аль-Каида, ты даже не знаешь, почему это Аль-Каида, он был под черными флагами, Даиш. Он был в Аль-Каиде, это правильно он говорит до этого. Ты не знаешь, ты Леон, ты оказывается вообще глупый человек. Он тоже сидел в Гуантанамо, кстати, американский тоже. Это Аль-Каида была, ты в натуре ты гоняешь, что ли, ты не знаешь, что ли, что почем. Они сидели в Идлибе, 8 лет были в Идлибе. После Идлиба, когда Хмейним, когда русские ушли в Украину, когда ливанцы ушли туда, вот Хезболла ушла в Ливан, у них появилась возможность пойти и захватить Дамаск. И все. Они пошли, захватили Дамаск. Потому что нусайриты, вот эти вот алавиты, они убежали. Они не смогли сопротивляться. Я вообще не понимаю, как бы... Нормально, что получилось, заменили. Нет, воспользовались случаем, понимаешь, воспользовались случаем. 8 лет сидели, ждали, короче. Слушаем, для всех знатоки слушаем. Вы мне уже надоели. Ой, сейчас. Ну, я проблемы не вижу, то, что заменили, сирийцы начали лучше жить. Мы не про это говорим, мы говорим, как они... Стали рукопожатными. Слушай внимательно. Как сирийцы стали лучше жить, когда они курдов вырезают, христиан вырезают, друзов вырезают? Слушайте все внимательно. Подождите, у меня это не включилось. Что курды не сирийцы, которые там живут, а что друзы не сирийцы тоже? Курды тоже, по-моему, там много чего нехорошего делали. Христиане, которые там жили, это христианская страна была, они что, не сирийцы? Их вырезают там. Кому стало? Я понял, ты курд, да, по национальности? Я понял. Краткая история. В 2003 году он уехал из Сирии в Ирак воевать против... Вы слышите? Не кричите. Слушайте все Я знатоки. по национальности не курд. Леон, ты это включаешь, мы так это знаем. Леон, подожди секунду, Леон. Связан с системой Леон, зачем ты это слышишь, что ли? Подожди секунду, так не слышно, когда все говорят. Подожди секунду. Роберт, я не поняла, что делали курды в Сирии плохого? Да подожди сейчас, давайте послушайте, выбегает от темы. Подожди, он кто сидит, гонит мы знаем курдов, что историю, вы сделали. Джарани, мы знаем историю. Зачем ты включаешь ее? Как я могу здесь что-то объяснить? Ну, если они не подчиняются правительству, которое сменилось, что делать этому правительству? Подожди, я извиняюсь, вы тут кричат, что слушайте, там все диванные эксперты, давайте.
Джолани Ахмед аш-Шараа Абу Мухаммад аль-Джолани был связан с системой Даиш, ISIS, а не с Хизбаллой. Краткая история. В 2003 году он уехал из Сирии в Ирак воевать против американцев и присоединился к Аль-Каиде в Ираке, AQI, которая позже стала исламским государством Ирака, ISI, прямым предшественником Даиш, ISIS. Он сидел в американской тюрьме Камп Бука, известное место, где многие будущие лидеры ISIS познакомились. В 2011-2012 годах Абу Бакр аль-Багдади, будущий лидер ISIS, отправил его в Сирию основать Джабхат ан-Нусру, крыло Аль-Каиды в Сирии. В 2013 году С этой базы, когда они уходили с Ирака, они эту базу освободили американцев, и он оттуда сбежал. Понятно всем? Все такие знатоки, бля, Вот он то, что оттуда, я он это и отсюда. сказал. Ты Я там подтвердил был, то, что я и подожди, говорю это. то, что... Да, ты говоришь, ты много чего говоришь. Ты говоришь то, что РТ, русская пропаганда со всеми документами. Вот я тебе сейчас такие же документы дам, то, что русские говорят. Один к одному. Какая русская И пропаганда? Ты что, больной, что ли? Я тебе говорю, я вас не имею никакого отношения. не перебивайте его, надоело уже. Вы говорите. Я могу, русская пропаганда работает на все 1000%, молодцы, они вкладывают большие деньги. Я задал вопрос, все красиво этот вопрос ушли, но могли ответить и могли все понять прекрасно. Не, я просто не понял, в чем вопрос вообще, саму суть вопроса я, например, не понял. В чем суть этого вопроса? Они тут все перепутали, они тут уже меня к российским этим пропагандистам приписали. Это просто больные люди просто, и все. Да. Лео, Всё, Лео. Выключайте. Ахмад Шара был Аль-Каиде. Ну ты что, реально, ты глупый, что ли? Они уже... А что сказали, что он в Дайше был? Только Да что он в Дайше был в что 2004-м. После этого они Нет, разошлись. Они разошлись потом, разошлись официально. Ты настоящий мусульманин, я тебе напомню. Ты настоящий мусульманин, тебе только что года сказали, 14 года даже был там. В 14 году он еще Разошлись был там. потом, это все знают, это дети даже знают. Ты реально, блядь, ты не знаешь, что ли, эти вещи? Они разошлись уже, потом они между собой воевали даже. Это я им говорю, вот это с самого начала я с этого начал. Они мне начали Да втирать. это Лео, он вообще глупый, блядь, он ничего не знает здесь. Болтает, умного строит из себя. Они Я разошлись, просто они ушли в Идлиб, у них вообще другая была тематика уже. Они уже под турками были в то время. Они с Давлей воевали, блядь. Для одаренных опять объясняю, смотри, включаю, слушай. Слушай, года. Я понимаю, мне на терпение, ты же мусульманин. Да это ты, блядь, какой-то беспонтовый. Ты этот ставишь там в пример этот свой дебильный AI. Что ты его ставишь? Там все, что хочешь, туда поставишь, то она будет тебе говорить. Будущий лидер ISIS отправил его в Сирию основать Джабхат ан-Нусру, крыло Аль-Каиды в Сирии. Ну окей, а дальше что? В 2013 году 2014 год. Он был под турками. Давай дальше. Окей, он был там, и что дальше? Разделились, как Суть я и сказал. какая? Суть какая вопроса? Вот да, он был там и куда-то перешел. Суть в чем? Мы это знаем как бы. Если они мой вопрос не поняли, так ты с нескольким разговаривать тут нечего. Нет, к чему ты ведешь? К чему нормально ты не ведешь можешь это? объяснить. Разговаривать. К чему ты ведешь это донеси? Что ты этим хочешь, например, сказать? Да, он был кем-то там, позже стал другим, теперь сейчас избранный там президент, да. Сейчас уже другая роль у него. Этим что ты хотел донести? Я не понял этого. Про Балвана, мы про Ивана, ты про Балвана, мы совсем другое. То, что у него сейчас роль, это совсем другое. Что там было? Ты хотел донести, он тебя спрашивает. Скажи нормальным словом, он не понимает тебя. Я не могу донести до Да вас. его потому никто что не сейчас понимает. паспорт Никто его не понимает. Он нормально не может разъяснять. Так, все, давай мы посидим. Я задаю последний раз вопрос. Вот ты же наш знаток, ты же там был, правильно? Окей? Ты же там был, ты все же понимаешь, правильно? Да. Что там были ЦРУ и все. Лео, он на российских базах обучал от американской стороны. Смотри. Поэтому слушай, я ему и задаю Подожди, Лео, представь, он на российских базах от Америки тренировал курдов. От Америки, которая все там устроила, понимаешь, теперь, которую он винит. Вот круто, Курд да? подтвердил. Представь, какой крутой сценарий у нас. Курд подтвердил вам все здесь. Курд, человек, который там был.
Поэтому я и сказал вопрос, когда Израиль ударил по Ливану, слышите опять, Израиль ударил по Ливану, Хизбалла бросила все, да, и убежала в Ливан спасать своих. Турки своими внутренними, вот с этими еще Даишем, со всеми этими, вдруг повернулись, побежали куда? Освобождать Турцию под свой контроль. Помним, мы все вспоминаем, что Россия сделала. Российские базы почему-то обошли, их не тронули, да? Хизбалла, которая осталась в этом внутри, кто там шумит, тоже их не тронули. А сама армия Асада сдалась. И куда она убежала? В Россию. Почему? Давай, ты же там был. Потому что они их поддерживали, я тебе это не отрицаю. Они одна ось про Иран, Россия, Хизбалла Куда ему убегать? и Конечно, Сирия. в Россию убежали. А куда ему еще бежать? Я что, здесь Россию поддерживать пришел? А что я это отрицал? А что я здесь это отрицал, что ли? Послушай, я отрицал это разве здесь? А сейчас ты что ты тут втираешь что-то? Подожди, я Россию не пришел сюда защищать, я Россию не защищаю. Подожди, сейчас ты приписываешь я в Россию по сегодняшний день въезжать не могу, ты знаешь это? ליאון, חכה שנייה. ארסלן, אתה יודע שפה של יהודים ערבים? אני מדבר עברית חלק, כן. לא עברית, שפה של יהודים ערבים, גורסקих евреев. אני לא מדבר, לא מדבר. לא יודע את השפה שלנו? הבנתי. לא מכיר קצת אנשים. רגע, אתה יודע עברית אבל אתה לא יהודי, נכון? אני לא עונה לדברים כאלה. לא משנה. בחור טוב. פשוט רציתי להבין אם הוא בצד שלנו או לא, כאילו. Я только одно могу заявить здесь сказать, что весь мир будет Израиль, и столица мира будет в Иерусалиме. вообще круто. רגע, יצא לנו לדבר. רגע, אני מכירה אותך. דקה, רגע, אני מכירה אותך, יצא לנו לדבר, עכשיו אני נזכרתי. רגע, что-то у меня не совпадает. Эрик, я знаю, где мы с ним встречались на стриме. На одном стриме мы встречались с тобой. Мы встречались с тобой на одном стриме. Я такого не помню, я тебя не знаю. Мы встречались, Эрик, אני נזכרתי מה שאנחנו דיברנו. Минуту моя. Мы встречались на стриме у Давида. Все, я вспомнила тебя. Все нормально. У людей тут свои разборки. Да. Джуро Амбаргердо. Аминь. Молодец, неплохо. Бесплатно даже. Неплохо получилось. Короче, Ибрагим, я тебе не верю ни одному твоему слову по поводу того, где это было, что ты делал. Вещи, которые ты сказал, да, имеют место быть. Я с ними согласна. Некоторые вещи. Я сейчас не буду выходить в полностью все, что ты говорил, но все о том, что ты сказал, не верю ни одному твоему слову. По поводу того, можешь что ты не был в верить, Сирии, это по поводу твое того, личное где право. ты Я сюда не Нет пришел проблем, за это мое верующими. личное мнение. Я сюда не пришел все за хорошо. верующими. Я вспомнила. Ты можешь не верить ни в Я чего и ни вспомнила. в кого. Что, разоблачили, что ли, шпиона? По поводу Турции. Да что его По поводу разоблачать? Сразу же. Турции. Секундочку. По поводу Турции Ми-6. Я знаю, абсолютно прекрасно знаю. И знаю деление оси на две части. Ватиканская ось и проамериканская ось. В Ватиканскую ось входит та же самая Англия. Мама Англия и сынок Америка. Я знаю, о чем ты говоришь, и я знаю, в некоторых вещах ты был прав. По поводу Что ты твоих хочешь сказать действий теперь? в Что ты, Сирии, если не подтвердила, верю ни если одному ты это слову. подтвердила... Потому что то, что ты сказал, Не, если то, ты что это ты лично сказал, подтвердила, я что это сказала, так не что является, политически я а если я подкована. это говорю, это так не является, да? Политически я Только ты можешь подкована. подтвердить, да, здесь? Подожди, Кто я чего тебе говорит только правду, а что кто нет. сказала. Иди отдыхай, давай, я тебе Ара, иди говорю, отдыхай ты там. меня услышал? Политически ты подкован. Политически я подкована, и то, что ты сказал по поводу Ми-6 Турции, и что и как запускались, я Весь знаю. мир это будет правда. Израиль, и столица По будет в Иерусалиме. поводу- Неважно, что ты говоришь. По поводу... Он Ара сказал, может, Всё, нет армянин? Он Ара.
Он армянин, да, я тоже Вылетело все-таки, да? К нам тоже как-то, к нам тоже, друзья, к нам тоже как-то это самое, в Телеграм приходил один этот, под видом грузина, под видом грузина один друг приходил. Ваш папа Ара. И когда мы это, подожди, иди чуть-чуть, отдохни, потапай там внизу. Этот грузин заходит натурально, да, нормальный парень, и он с ним по-грузински там начал, а этот даже по-грузински не может там говорить. И потом это самое, агрессия началась друг на друга. И наш грузин начал, ара, короче, уже вылетело у него. Тут то же самое, по-моему. Ибрагим, ты знаешь, во Вторую мировую войну, когда готовили агентов, да, их все время подготавливали так, особенно женщин, да, если чуть что, они кричали «мама» именно на своем родном языке, и их подготавливали так, чтобы они этого не кричали. Поэтому в страстях, можно сказать, на своем родном. Стрессоустойчивость не прошел, да, он получается? Не, он использовал чит-код, товарищи, чит-код. Пират, ты здесь тоже, если что, под наблюдением. Так что смотри, там, я же ни под кого не кашу, Израиль. Я же не кашу. Да, ты реально под наблюдением. Я же ни под кого не кашу, я как есть, так есть. Под моим наблюдением, так что ты посмотри. Ну ты-то, на тебя мне вообще наплевать. Дыши спокойно очень, даже ровно дыши. Да. Ты сам там дыши, это нормально, а то какую-то ерунду городишь сюда. Пират, не груби, подожди. Я не грублю его просто, у него какая-то предвзятая отношение. Помнишь, я тебе высказал как бы признательность, да, за то, что ты... Да. Вот это вот у тебя что-то теперь сразу после того, как тебя похвалили, ты что-то сразу... Не, это у меня с ним личное. Произошло. С Леоном личное просто. Добрый день всем. Добрый. Смотри, вот есть такой мусульманин Каха. Он прошел мою стирку, у Вендетты стирку, у Локи стирку, у всех. Он сейчас сидит у этого, у графа. Если бы такие мусульмане, как он был бы, мир был бы другой. Это я тебе точно говорю. Потому что он даже не мусульманин. Он вообще даже не мусульманин. Он просто... Леон, вы опять кушаете, да? Да, он там это. Он просто там родился, к сожалению. Леон, твои оккупанты где? Рядом сидит, смотрит на меня. Кушает. Вот так тебе и надо. Чего вы хотите от России? Россия самая классная страна. Зачем вы ее трогаете постоянно? Что Россия? В чем виновата? Где террористы, там Россия. Да, борется, короче. Вот где-то что-то начинается, да, где, например, такой происходит, скажем так, конфликт интересов, и где Россия находится, да, в конфликте. Там сразу появляются исламисты, и потом Россия начинает от них спасать весь мир. Маршалы ваши. Вот так вот как бы. Ибраим, ты... Чудо, случайное чудо. Ибраим, ты чуть неправильно сказал. Там, где террористы, там Россия. Но Россия всех обвиняет террористами. Она сама себя не видит, она в зеркало на себя не хочет посмотреть. Ну, там в зеркало не на что смотреть, потому что там система, да, которую не хотят менять, и вообще неизвестно, когда-либо там будут какие-нибудь настроения такие свободных людей, там, цивилизованных, к сожалению. Хотя, да, много людей есть нормальных, которые Так же, как Ибраим, ты посмотри, определи в этот моменты. Так же, как они Сирию оставили, продали ее, так же они Армению продали, так же они все продают, что можно было продать. Сначала братьями всех называют, а потом всех за 5 копеек продают. Ну да, кстати, это шутка, которая была про Ара, вот это, если здесь армяне есть, как бы это не против там армянского народа, что-то такое, да, там какой-то
Так, Ара Например, тоже очень говорят. много чеченских подонков есть, которые больше русские, чем сами русские. Я имею в виду не как нация, как народ, а как вот ГБшная система. Это ГБшная система. Если чеченец себя называет, что он русский, это уже абсурд, ты понимаешь? Это абсурд. Когда я слышал о чеченце, он говорит, я русский. Я говорю, ну твой акцент же чеченский. Он говорит, да, я чеченец. Я говорю, ты русский или чеченец? Уже определись. Это издержки профессии, да? Может быть, издержки профессии. Я с тобой соглашусь здесь. Нет, ну здесь насчет Ара никто не шутил, просто он в разговоре, он сказал, да, Ара, проскочило у него слово это. Ну, у каждого человека там, где вырос, проскакивает слово. Ну, здесь не поменяешь ничего. Мы не можем обвинить человека. Ара же не только в Армении говорят, грузины, по-моему, тоже говорят, нет? Нет, армяне говорят. В основном армяне. В основном армяне стал. Это был код. Что он сказал. Леон, надо попросить оккупантов, чтобы они тебе даже микрофон не давали включать. Слышь, он даже смеется. Ну вот я слышу. Может, он хотел что-то другое сказать? Ара, как ариец, что-то такое. Давай его поднимем, он запрос дал. Без него как-то скучно стало. Не знаю, если хотите, можете. Еще шанс. Тоже говорит, правильные вещи тоже сказал. Вы что из меня армяна сделали? Вы что, вообще что ли? Главное, чтобы не грубил. Ара это и в Азербайджане. Ара это и в Дагестане. А в Дагестане, в Азербайджане, это везде употребляют. Он азербайджанец, ребята, он азербайджанец. Это была сисма, код назывался, что он... Не Ара, Алла говорят, они Азербайджане, Алла говорят. Да, кто... Какой Алла, какой Алла, ты что несешь, Алла? Какой Алла они говорят? Подожди, а как говорят тогда? Минуту. Я из Азербайджана когда-то жил, я могу сказать. Они говорят, Алла. Не Алла, а Алла. Не, я понял, но Алла говорят. Не Ара, через Л. Подожди, у нас тоже говорят Алла, говори, Элла. Ну да, Ара не говорят. Это как приставка такая, Ибрагим, перед предложением, ну как бы она, ну как бы о чем ты там говоришь. Да. Как слово паразит, вот как этот Кадыров, Дон постоянно. Но это не через букву Р идет, а через букву Л. Да, и это неуважительное обращение, то есть уважительно это не может быть. А в Дагестане где говорят? В Дагестане где говорят Ара? Везде. Где везде? В Дагестане... По всему Дагестану. Везде, где есть армяне. Назови один город, где... Это амарцы говорят. Секунду, ребята, но Я тоже могу сказать. Ben Azeri yaxşı bilirim. Sen Azerbaycan dilini biraz bilirsen, yaxşı bilir bilmezsen. Ben bakını getiririm ha. Qaqaş. Buraya bax. Ne deyirsən? Mən Bakıda doğulanda hardaydın ay qaqaş? Ben yaxşı bilirim ben. Azeri yaxşı bilirim. Я сказал, что он Азербайджана. Я вам сказал, он Азербайджана сразу. Да он и на арабском говорит. Очень много языков знает. Да, полиглот. Да. Выпускник этого дружбы народов Патриса Лумумбы. Вот сейчас ты правильно сказал. Я тебя сразу, вот как на первом твоем этом предложении. Ибраим. Русский разведчик, да? Более того, он чеченский понимает, Ибраим. Короче, я вам тут стрим поднял, настроение. Ты конкретно все поднял, брат мой. Подожди, поговори на чеченском тоже. Волну я вам поднял. Не может он понимать чеченский. Он хорошо понимает, но сам говорить не может. Тайла, чтобы он на чеченском заговорил, ему надо горло передрать. Зачем? Зачем так говорить? Аккуратно. Сейчас на чеченском очень именно надо, чтобы с гортани выходило слово. С гортанями тоже мы нормально разговариваем. Все нормально. Ну да, у нас гортанных много. Яц. Скажи что-нибудь. У меня есть только одна подруга, которая улавливает слова на чеченском на лету. Вот вам внизу пишет.
Розмовляєте українською мову? На українській мові балакаєте? Ну, розмовляємо. Що? Вернись, пожалуйста, в чеченский. Розумію українську мову. Дуже багато розмовляю. Маза дуже багато. Дуже багато розмовляю на українській мові. Ты просто знаешь, как тебе перевести сейчас на русский, что ты сказал? Я очень много разговариваю на украинском. Да, дуже багато. Мне больше всего во всей вот этой там дискуссии, если ее такой можно назвать, понравилось, что с Украины готовилось нападение. Если надо, я вам, если хотите, я вам покажу, откуда готовилось нападение. Да, вот у меня карта есть, я вам покажу. Да, Ибраим, с 4 местов готовилось это нападение. А вы меня тут еще к этому записали, к этому карлику, короче, который там, типа, я его защищаю. Да, можно, пожалуйста. Карлик, кто это? Здру. Это ВВ Путин. Великий император. Великий император. Пожалуйста. Зру, сделай одолжение. Я очень люблю чеченский язык. Блесни, пожалуйста. Если я тут уже на чеченском начну разговаривать, здесь уже начнется, понимаешь? Я ловлю. Мавиш, успокойся, пожалуйста, потому что он... Я ловлю и учу. Он не говорит, он слова. понимает. Она прекрасно все знает, она понимает, что у меня чеченский язык есть. Она единственная, кто уловила здесь это. Давай мы тоже хотим уловить. Скажи, да, что-нибудь. Маршал. Но всего? Во. Как? Еще раз? Что вы, не говорите, что ли? По-чеченски я не понимаю. И еще раз, последнее вот это, что было сказано. Да ладно, вы что, прикалываетесь надо мной, что ли? Вы же знаете, что я говорю. Что вы там начинаете сразу? Люди, он понимает лучше, чем говорит. Не надо его трогать. Я вас прошу. Я интернациональный человек. Я знаю много языков. Я во многих странах жил. Непосредственно общался. Культуру знаю, поэтов. Могу цитировать разные вещи. Моя работа была это подстройка. Моя работа это была подстройка. Я внедрялся в такие круги, которые они меня считали за своего всегда. За своего. Ну, понятно. Кто услышал слово внедрялся? Куда внедрялся? В Ми-6. А, Ми-6. Кайфуйте, ребята. Кайфуйте. Ты представляешь, я не живу в Израиле, но я на иврите тоже говорю. Очень хорошо это, у тебя способность, значит, хорошая, как у меня тоже. Я на 12 языках говорю. А так в Дагестане ара не говорят нигде. Говорят, конечно, говорят. Знание языков, зачет. Потому что знание языков все равно это талант. Первым долгом в Дагестане могут обратиться именно к кому? Именно к армянам ара. А так между собой никто не говорит. Никто нигде вообще. Не. Даже в Азербайджане не говорят. Ну вы согласны с моей фразой, то, что я сказал, что весь мир будет Израилем и столица будет в Иерусалиме? Столица мира всего. Нам не нужен весь мир, нам достаточно... Не надо, нет, такого никогда не будет. Не, ну, Израиль ничем не... Как не будет? Израиль ничем не плохое государство. Вот именно. Да, даже, любую там цивилизованную страну взять, да, и если все будет вот так, как эта страна, это совершенно нормальное пожелание. И будет единый храм у всех народов. Написано, нормальное пожелание. Главное, чтобы Мухосранском не была вся земля. Вот когда именно, будет вот Мухосранск, да, вот на всей земле, вот это вот опасно. Вот именно. Мухосранск это... Это недалеко. Это недалеко от Нижнего Тагила. Это где жили два дебила? Свердловская область. Это родина Кирилла. Патриарха всея у Руси. У нас тоже есть тут свой Абу Кирилл. Абу Кирилл, что-то сегодня нету Абу Кирилла. Видимо, Да, занят на работе. Не, он нормально, он отжег сегодня, он отжег сегодня.
Он был тут, я же видел его. Он так вот. Он тоже, он Хазар Бичува. Хазар Бичува. Я сейчас разочаруюсь в тебе. Да. Так, давайте, друзья, кого-то нужно спустить, Давай, там, я уйду, подняться. меня спустили. Я буду заниматься домашним Спустите меня, спустите меня. Я помню, я сам всем меня ухожу уже тоже. спускали. Меня уже спускали. Там, Всё, короче, подняться кто-то еще хочет, давайте это самое. Надо было спустить меня, ребят. Зачем меня не спустили? Решим. Давайте, все. Ехал, короче. А кто знает хадис азербайджанский, эрдогановский хадис? Кто-то слышал когда-нибудь? Эрдоган свой хадис выпустил новый. Хотите услышать, как он звучит? Говори. Давай. Geledi yojik, aparın korjik, yuhaldı yojik, utardı korjik. Четверостишие. Я только ежик и коржик понял. Я тоже. Не. Идет ежик, короче, держит коржик. Упал ежик, улетел коржик, короче. Скоро Израиль туда придет, он из Сирии убежит, как от него только будут тапки сверкать, как он будет убегать оттуда. Вместе со своим этим, короче, марионеткой, который там лошара, короче. Ты точно армянин, по-моему. Ты вот турков, азербайджанцев подкалываешься, по-моему, армянин. Какой я тебе армянин, брат? Если бы я был бы армянин, я бы без всякого страха тебе сказал бы. И без Уже всякого... второй раз ты это, один раз Ара сказал. Я клянусь тебе говорю. Валлахи, я тебе говорю. Да, вообще-то больше на армяна. Сейчас про ежика. Валлахи, билляхи, таллахи, я не армянин. Все, понял. Да, и теперь поверили уже, действительно. Вау. Как там Кадыров? Кадыров, как там? Нормально все? Таблетки принимает вовремя? Не знаю, спроси. Кадыров, как раз вот у тебя хотели спросить. У Как тебя там, надо все нормально? Че он так раздутый, такой? Что это там с ним? Я Что вы отвечаю с ним тебе за сделали? базар, я к нему, кроме как только к тейпу я имею бинойское отношение, да, биной тейп. Но к нему лично я не имею никаких отношений. Что вы с ним сделали, рассказывай. Немножко, короче, напоили его чаем, короче, чай хороший ему подали один день. И вот он с тех пор, короче, он в себя прийти не может. Голый, выбегал, голый, представляешь, посредине ночи. По-моему, мне кажется, его этим коксом каким-то некачественным там. Ибрагим, вы не правы, особенно здесь насчет Кадырова. Кадыров красавчик, он сделал хорошую вещь, он построил проспект Путина. Для чего он построил проспект Путина? Чтобы чеченцы ходили по Путину. Да, чтобы наступали на него. Ибрагим, а ты слышал, что вроде бы там его какой-то лечащий врач там был замешан, что-то такое? Его уже нету, этого врача. Ну да. Я больше это для меня на всякие вот эти вот байки, когда вообще вся тема об этом персонаже, она на 90% раздутая. Там где-то его вот этих отпрысков показывают, там сына, кого-то еще с медалями. Из этого хотят тему сделать. Вот у россиян, да, в частности, у русских, у них проблема не с тем, что они их государство там находится в состоянии войны, непонятно почему с Украиной.
У них они везде, короче, вообще ниже плинтуса опустились в плане своего имиджа. Они как вот такая огромная территория с такими ресурсами, никак не могут вот этот цивилизационный барьер такой переступить, да, пройти вот это вот эволюционную вот эту вот часть, да, своего там преобразования в народ. И вот это не беспокоит не это, а какой-то там сын какого-то Кадырова, его памперсы, их какие-то эти вообще, которые персонажи, медали. которые вообще никаким образом ничего из себя не представляют ни для России, ни для кого. Как не представляет Ибраим? Он получил орден за освобождение Запорожья. Да, да. Плен Вообще даже круто. взял кого-то, по-моему, там. И, кстати, в Украине крутят вот этих там Кадыров, Мадыров, Кадыров, Мадыров. Кадыров там, он сидит, бублик сказать не может, уже раздули его там, что-то бубнит, короче, сам себе. Хасиуртар Котов. Да, а показывают только Кадыров, Украины, Кадыров, здесь кадыровцы там, туда-сюда. Ибраим читал сегодняшние новости? Что за новость? За счет Украины. Пропустил. Можно? За этот месяц Украина, за то, что даже Путин отключил Телеграм именно в России, Украина освободила 400 квадратных километров. Так что Путин именно сейчас везде прогинается, не знает, куда деться. Ну, это еще рановато. Это все потому, что он Путин, он лакец, он даргинец, он аварец, он чечен, он еврей, он удмурт. Не, ты забыл одно слово сказать. Там у нас есть такой Бурсагов, Асхаб, Саша, короче, такой человек как придурок, но очень смешной. Комик, да? Комик такой. Да, вот он ребят, это Ибраим... Когда Путин это говорил, он там такие слова сказал, короче, еще на чеченском, но это по-своему звучит, да, типа еще этого дерьма нам не хватало. Ибраим, вы когда... Постой, Зура, вы слышали, когда он сказал, я лакец, я чеченец, я аварец, и он еще одно слово сказал, я дагестанец. А чего, аварцы, лакцы, кумыки, они не дагестанцы, что ли? Да, кстати, интересно, я это как бы даже не К этому слову посмотрите, вот именно вот это мне интересно было. У меня другой интерес. Почему в Китае ему «Лебединое озеро» станцевали спектакль? Он уехал с Китая, он не до конца досидел там. Ибраим. Ибраим, слышал, Ибраим? В Китае ему сделали спектакль «Лебединое озеро». Не, я не слышал. Нормально? Ибраим. Как раз перед закатом, перед его этим, короче, перед... Да. Я видел, как он... Леон, я видел, как он в Саудовскую Аравию прилетел, и ему там гимн спели. Вот это вообще, я не могу его найти, короче, я его везде искал. Там вообще прикольно было, как гимн России играли в Саудовской Аравии. Понимаешь намек «Лебединое озеро», это что это за намек? «Лебединое озеро» это когда переворот или когда конец режима. Ему там сделали спектакль «Лебединое озеро». Там было не три этих лебедя, а два. У него такое... я понял, это был он и Лукашенко, они вдвоем остались. А вы знаете, что Си Цзиньпинь тоже русский, только у него глаз узкий. А кто заходил в музей военных искусств Ярославни? Кто смотрел там? Это я смотрел, я видел это. Да, ты видел, что там Иисус Христос родился в Молдове? Да. Я осуждаю такие вещи. Ну, они все русские, ты ошибаешься, не, все русские. Да, у них все русские, на самом деле. Долгорукий тоже был, у которого руки длинные были. Тоже русский. Кусымак. Долгочлен, долгорукий, короче. Там этот там.
Вот так она, Великая Русь. Как я напишу, Ибраим? Зру. Ты сейчас Да. на пенсии, да? На пенсии сейчас? Я в запасе сейчас. А, в запасе. Да. Я еще не на пенсии, в запасе. Контакты остались у тебя с американцами? Ну, у меня Пират, просто... я извиняюсь, а ты откуда родом, пират? Я с России, с Дагестана. Не, Дагестан это не Россия. Ну, я понял, сейчас в России нахожусь, да? Так, Дагестан. А сам из Дагестана откуда? Да, с Махачкалы. А, махачкалинский ты? Да. Не, я так-то с гор, я просто не хочу говорить откуда. Ай, уй, Дагестан! Но ара не говорят, Зру, точно. Не говорят. Я сам дербенский, я что, не знаю, что это такое? Говорят, Да. ара, говорят. Да, они говорят, да. Смотри, Говорят. в Дербенте могут сказать некоторые азербайджанцы, говорят дара. Но Дара. никогда ара не говорили. Ну, это я тебе прям как есть говорю. Вот человек, вот тоже из Дербента. Не, говорят, когда в конце говорят да-дара. Но не... Ара не говорят. Вот это, Ара не говорят, да-дара, это Не, одно, это они другое. говорят ара. Они не говорят совсем вот так ара. Они не говорят так ара. Слушай, у Не нас говорят. эфиопы в Израиле тоже говорят ара. Точно. Я Эфиопы, может, эфиоп. говорят. Я эфиоп, я по-эфиопски, кстати, говорю. А какой язык по-эфиопски? У эфиопов несколько языков. Динане, Наткимбане, Андимане, У них Динане. несколько языков. У них есть амарит. Я есть на амарском говорю. У них несколько языков. У них есть амарит. Я есть на амарском говорю. Надо в Буйнакс отправить, он там поймет, как разговаривать с Буйнакс. Это на больничку, да? Красава доехал. Я на нигерийском тоже говорю, нигерийский. Есть такой язык в Нигерии, особенно очень. Там очень много живет среди них, ну, они себя заявляют израилитами, короче, евреями, бывшими евреями, короче. Бока Харам, что ли? У них их называют Игбо. Зура, а как бывает бывшие евреи, скажи мне? Они до сих пор, они молятся, у них синагоги есть, все, там они Ну, прям... ты говоришь, они тебя называют бывшими евреями. Как бывает бывший еврей? Еврей, он остается еврей. Не, есть такие, которые Нет, христианизировались. есть которых заставили принять другие Христианизировали там, религии, но они знают, что их корни это иудеи. Стелла, вот видишь, ты сейчас правильно сказала. Они просто приняли там или христианство еще, но национальность их не остается еврей. Вот Ибраим, он тоже, короче, он Авраам, короче. Вот Ибраим наш... То, что он говорит, это игба иудеи. Они говорят, что они практикуют иудаизм, и они рассказывают, что они... Вот Ибрагим, который канал наш ведет, Ибрагим, он тоже, он Авраам. Он Ави на иврите его Ави зовут. Вот, он чисто вот Авраамчик, Абрам, короче. Понимаешь? Ибраим, да, Авраам, да. Ну, на разных языках звучит по-разному. У каждого Абрама, говорят, своя программа. Да, поэтому у Сидел нас тут тоже 2 звучит. часа, за русню топил, тут всех обелял, всех обсирал, только русских защищал. Чё сталось? Троллинг не пошёл. Я говорю, я русских не защищал здесь. Вы так это просто приняли. Я тоже хочу манты, Алиса. Это какая Алиса, которую Леон все время включает, чтобы мы послушали? Это Алиса из Казахстана. Это моя Алиса, которая вот как раз я включаю, она все рассказывает. Зру, Включай. можно тебе вопрос, Зру? Да. Алиса, я тоже хочу манты, Алиса. Карабах чай, Карабах. А я, кстати, в профиль даже уже выставила. Карабах чай. Вообще-то это территория бывшая, когда 20 лет войну вела Россия с Ираном. Эта территория была общая, чтобы всем было известно. Она была общая всех народов, которые там жили. Там не было. Это уже позже, когда Советский Союз образовался, он деление сделал. И вот они что сделали? Они это, допустим, да, это была исконная земля по договору, который тогда подписали Азербайджанской республике. Это была законно, принадлежала Азербайджану. Это азербайджанская территория. Ну все. Да. А то бы я тебя точно бы в армяне записал бы еще раз. Пират тебя исключил из армян, все. Вы запутали. Я не исключила. Армяшкой прям несет от него.
Да, прям несет, прям на армянском. Несет, да, вонючка ты русская. Да, русской, да. Не надо ругаться. Ты по знаешь, я отношению тебе к человеку. скажу, я 4 года, да, с Русней общаюсь, да, в этом ТикТоке. Я их вычисляю на раз-два. Так что Да, ты тут да, и не ты такая бзди. прям умная, просто у тебя... Да, тебя а ты сомневаешься, мозги что я прям льются, умная. у тебя мозги прям льются, прям вытекают. Льются, прикинь. Вытекают. Скажи мне, где лучший аэропорт в мире? Где лучше? Да. Вода тебе сказать, с крана, где лучше идет. Ну, вот видишь, ты тупой, Дилижане, да? Сан-Франциско первое, а вторая, она в этом. Дилижане, да? Дилижане. Блядь, долбоеб ты. Да, Алиса, не надо материться. Аккуратно, друзья. Алис, не матерись, Алис. Призываю Стелла правильно всех сказала. без Самый мата, лучший да. аэропорт это в этом Бершеве. В Израиле. Сам. Иран его недавно сбил. Гунберион. Нет, там был морской Это порт. про порт говорили они, порт, не аэропорт, а порт. Да. У нас порт был точно. Вот этот мистер, слышишь, вот этот, который приходил сюда, он мне скидывал в Телеграм, что сбили в Бершеве, поломали морской порт, в Араде космодром, и все это, вот в Тель-Авиве все разрушено. Я говорю, откуда ты все это присылаешь? Я ему как бы посылаю видеоролики, ну, как бы... Он это с новостей ТРТ берет. Не-не, я захожу в Телеграм, куда он сидит, захожу, куча армянин, вот все армяне, а кто посылает? Иран. Иранцы сидят и посылают им эту дичь. А еще и русские сидели там. Ну, там видно адреса, откуда все это идет. Мне удивительно, после того, как я зашел, почему все ваххабиты разбежались, короче? Почему они куда-то делись, короче, все вот это вот. Мне интересно. Может, думает, что ты запалишь их своим присутствием. Конечно, запалю. Вон, Зура, те, кто против Кадырова, все ваххабиты. Конечно, эта монета имеет две стороны. Это одна, вот такой тип, который тарикатчики, как Кадыров, а другие, которые вот эти вот... Сын гор, тогда получается все ваххабиты. Ну, про Кадырова Ямадаев говорил, что Кадырка это такой же ваххабит шайтан. Да. Не, я тебе скажу, почему, пират, я сказал насчет этого. Я когда где-то сижу на стримах, и насчет Кадырова заходит разговор, и я начинаю свою политику вести. Меня сразу русские называют ваххабидом. Ибраим, ты помнишь, когда Кадыров оделся в кольчугу русскую, этот одел шлем, когда он вышел? Помню. Богатырь русский. Да. Это был для меня, это самый был такой момент, когда я просто на полу. Я когда это увидел, у меня телефон упал, все, я на полу лежал просто. Это просто надо такое вот, да, вот, посмешище из себя делать такое просто. Ему тролли тоже не нужны, никакие тролли. Зру, ты инструктором был, да? Да. Курдов тренировал, да, ты? Да, брат. А что ты, как тренировал, что показывал? Стрельбище устраивал? Что? Американская ЧРУ тренировала курдов и создавала ИГИЛ. Я тренировал, не надо такие шутки говорить, не дай бог. Я с ИГИЛом никакого отношения не имею. Ну, если ты с Рашки, кого ты мог тренировать? Курдов, говорит, Алиса, ты что, блином сегодня объелась, что ли? Я не понимаю. Ой, ты давай не переводи, ты на вопросы отвечай. Зру, смотри, просто враг, Ты на Рашке где? Послушай, ты когда человека не знаешь, ты такие заявления делаешь. Нахер тебя знать, пиздобол. Бежишь впереди паровоза, знаешь, когда паровоз тебе кричит «задавлю», ты говоришь, понимаешь, паровоз идет на тебя. Блядь, кого ты задавить можешь, чмошник, кого ты задавить можешь? Ну рискни, блядь, я посмотрю, кого ты задаешь. Чмошник твой отец, поняла? Кто тебя на свет родил? Зру. Все, не ругайтесь. Алиса, я же попросила не материться, не ругаться. Ну, спокойно. Зру, ты в Тапке был или в Рака был? Я первая база, которая когда была, Тапка, которая давлю была. Недалеко от Раки. Это называется
я просто не хочу сейчас номер называть. Ну там это же по курдов номерам не было, базы. курды же дерезоры были, там же не Нет, было. тогда еще американская база там находилась. Пират, Потом, Адель это тут потом. был, он подтвердил, что было. Ну, пират здесь был Адель, курд наш. И аэропорт Нет, Мими, нет, он и аэропорт. подтвердил, что... Я знаю, но все знают, что у Ирака не было курдов, ну что вы говорите? Послушайте, Я и Абдель тоже подтвердил. аэропорт, мы близко были к аэропорту Хмеймим, недалеко от аэропорта. Я Подожди, еще раз говорю, Хмеймим это же русская база была, там же русская это не русская база, там по-курдски находилась, умеете общаться? там были войска и американские, и российские в то время. Они даже патрули делали совместные, если ты не знаешь об этом. Да, я знаю. Можно, да, я вопрос задам Зуру? Зур, а по-курдски что-то изучил? Умеете что-то говорить по-курдски? Курдский там в Как я основном вижу, был 12. арабский. Я в основном по-арабски говорил и по-английски. У меня был... Ну там у ты меня курдов тренировал или арабов, У меня был араберизованных, непосредственно... буддийных? Кого ты непосредственно... тренировал? У меня был, да, я договорю, у меня был непосредственно еще человек со мной. Мы их так называем в США. Это переводчик, который переводчик, который постоянно представлен ко мне. Он еще на меня рапорты писал постоянно там. Понимаешь, он должен был докладывать, что всю работу, которую мы делаем, так система так работает, когда там. И я там находился очень долгое время. Я потом уже, когда Раку потеряли, уже когда все эти произошли, начались бомбардировки, нас уже переправили уже. Я менял за все это время 4 раза базу, разные базы. А это какие года? 14, да? Старт 14-го? Ну, я призвался здесь в армию, я призвался здесь уже в Америке, я призвался... Ну, меня взяли, меня приглашение, меня позвали. Потому что ты родом с тех мест, да, из-за этого? Не, мои данные, которые я был в отделе, я работал в отделе по борьбе с терроризмом. No. В Израиле работал. Да. То есть любая, допустим, если ты специализируешься в какой-то там я был... Поклянись Аллахом. Валлахи билляхи таллахи. Зура, Все, поверили теперь. Зура, когда помнишь, в Дерезоре вагнеровцев разбомбили, американцы, Апачи подняли? Да. Это 17-й год был, да? А ты был, где был в это время? Ты тренировал тогда еще этих курдов? Смотри, у нас как было? Я по 4 месяца, потом возвращался, 2 месяца я был в Штатах, 2 месяца, потом опять меня направляли. Меня вообще в самом начале меня хотели в Афганистан направить. Еще задолго до выхода там тогда еще стягивали контингент войск, там еще туда, наоборот, наращивали мощь. А ты в Дерезор был, Дерезор? Я был там тоже, да. Но я в основном на базах был. Я в основном был на базах. Да. Я потому что инструктор был. А вот где курды нефтекачки, вот там не был, ты охранял? Ты знаешь, какое отличие обычных войск и где учебка идет, допустим, да, где тренируются. Ну, Макар, да, понял. Да. Тренировочные базы, да. Мы были связаны еще с Инджерликом. Инджерлик в Турции, который находится Да, Инджерлик, да. Инджерлик это военная база, да, натовская. Да. Так, а можно, да, я вопрос задам Зуру? Зур, вот скажи, пожалуйста, так как ты человек подготовленный в механизм, знаешь, изнутри, был там, вхож и так далее, вот скажите мне, ваше мнение, курдское положение на Востоке, как вы видите? Я полностью, смотри, мы вообще должны были, Израиль и курды, через Ливан, после того, как Ливан, Хизбаллу уничтожили, у нас были планы воссоединить Северный Курдистан, уже северный, локации, где курды находились, на границе с Турцией. И таким образом закрыть Сирию полностью от турецкого вторжения. И потом кольцо сужать постепенно. Но они не допустили этого. Почему? Потому что американцы не поддержали нас в этом деле. Северный ты имеешь в виду, где Киркук, вот это все, да, вот эти территории все, да? Где Идлиб уже дальше, где сейчас находятся, все, то, что Алеппо, там, эти территории, там, иракские, Киркук? Они должны были соединиться, в итоге. Мы курдов должны были там, чтобы курды там находились. И американцы поначалу поддерживали эту теорию, потом они сами отошли, Эрдоган начал что-то там, ногами биться там об землю, начал кричать, орать. И его британцы поддержали.
британцы потом начали настаивать на том, чтобы этого не произошло. Ага. Ну, Европейский Союз, давай так скажем, тогда Британия была в Европейском Союзе еще. Ну смотри, ты на самой территории Даулю не был никогда, да? Внутрь не заходил, да? Как не заходил? Был. В саму Даулю заходил? Был, под прикрытием работал, с другими совсем этими дамами. Подожди, ты под прикрытием в Даулю заходил? Заходил. И что, тебя не вычислили? Не вычислили. А это где, в какие города заходил? Там немало было мест. Я в разные территории заходил. Там надо Не, было... в какие города заходил, такие как Рака, там, Я, понимаешь, я не просто регулярные войска тренировал, курдов. Я и американцев... Диверсантов, я понял. Да, я диверсантов, да, я именно диверсант, которые просто доставали оттуда у кого надо, короче, и потом на допрос, короче. Я иногда в отрядах участвовал в этих вот рейдах, то, что называется. Так там же контрразведки. Зур, это я понял. Да. Зур, я понял. Я просто вас спрашиваю о вашем личном мнении, понимаете? То, что американцы поддержали, то все это в сторону. Ваше личное мнение о курдского народа, о их положении на Востоке. Как вы видите, как человек подготовленный? Я считаю, то, что вот механизме? произошло, американцы не поддержали курдов в последней резне, я считаю, что это предательство, это ниже самого этого. Израиль хотел, кстати, Израиль продавливал эту идею, чтобы поддержать и развить направление в этом, чтобы от этих всех лошары, короче, вот эти все, которые там, вот эти радикалы, всех их, короче, оттуда вытащить. И мы могли это сделать очень быстро, без помощи Америки. Израиль спокойно это мог провернуть это. Понимаешь, они не дали, американцы, вот Трамп не дал этому произойти. Израиль продавливал очень долго, очень сильно, упорно, они не дали. Какой Трамп? Какие эти? Как в этом мультфильме, короче. Какой заяц? Какой тулуп, короче? Какой Трамп? Трамп, всем известный Трамп. В какое время идет? О каком времени идет речь? Он знает, вот этот курд, он знает, о какой резне я говорю. Последняя резня, которая была вот сейчас, вот, в данный момент. А где была? Где она была? Где происходила резня? Да, какой регион? Ну, Кубани, да? Кубани когда была резня? Кубани, ты про те года говоришь, что ли? Не, последняя недавно, сейчас, которая, вот это вот час, которая была. А, сейчас, который уже, когда Ахмад Шара стал? Да. А, понял. Я думал, ты говоришь тогда, когда Даулю заходил в Кубани. Не, Даулю, это я уже про это, мы прошли, мы уже перешли на другую эту. Он меня переспросил другую вещь просто. А, я понял. Это друзы были или курды были? Нет, друзы были до этого. Друзы началось с друзов. Да, ну я понял. Не, вообще началось с алавитов началось. Потом это сразу как упал Асад, да, салафитов. Да, потом перешли на христиан, потом на друзов, а потом уже на курдов. Ну сейчас как положение там? Ну сейчас пока, ты знаешь, охладились отношения у курдов, поэтому курды не поддержали вторжение в Иран. Они должны были... На них делался упор, что они помогут со стороны Загреба, Загребские горы. Там сидят очень сильные формирования, курдские, очень сильные формирования. Не было упора на курдов, просто передали оружие курдам, а курды взяли себе, и поэтому будут разбираться. Ну ты опять специалист, братан, ты опять знаешь, что я тебе скажу. Ты супергерой, братан, ты, Леон. Ты если у тебя, супергерой, говорит, зам-помощник Трампа, и сам Трамп говорит, что в прямом эфире, ты ориентируешься только из прессы. Подожди. Только и сидишь в театре. Ну зачем ты там говоришь? Да причем не с новости? Причем не с новости? Когда до войны, если ты в Израиле живешь, наш военный генерал сказал, что на курдов не стоит ставить ставку, потому что это будет лишняя кровь. До войны он ходил, наш генерал, и говорил, американцы после этого передали оружие через курдов в Ираке, да, и курды взяли себе. И когда у них спросили... Это совершенно другая херня. Я тебе говорю... Когда у них спросили... Когда у них спросили... Там ничего не слышно, Леон, у тебя дети орут, там не слышно ничего. Курды, получается, взяли оружие и кинули всех, что ли? Это теория их, подожди, это все, что они там в прессе, это все такое. Там курдов снабжали и тренировали уже к этому вторжению, еще до того, как
началась бомбардировка первая. Зуру, смотри, Зуру, ты же как бы там, ну, на опыте, да, ты там знаешь регион. Подождите, знаешь. давайте уже вот эту тему чуть-чуть сменим, да? А то у нас все равно информация есть. я не против, я не хочу. Да, все равно сейчас уже эта информация, она несерьезная будет, потому что все, что было ранее сказано, уже как бы... человек спросил меня, я должен был ответить, понимаешь? Да, в дальнейшем уже смысла нету. Давай лучше вот тебе вопрос. ЗРУ или ЦРУ как-то? Бабель. Трамп, сразу Трамп говорит. Не, можно, да, я один вопрос задам. Вот здесь был один игилов. Ты можешь отличить игиловца от балабола? Реального игиловца? Ну да, давля исламия. Ну, как раз я и спрашиваю, вот, узнать, реальный игиловец есть реальный игиловец, который принимает участие или который просто идеологию исповедует игиловскую. Но там разделяет акиду их. Без разницы. Это легко по акиде, это легко. А так вот, который реально воюет, который вот там был, все, который там... Это так по разговору, просто так ты как можешь определить? Надо с человеком общаться. По акиде как ты определишь по акиде? Ну, они, салафитские асхабы, у них асхабы в основном, салафитские асхабы, они... Подожди, а смотри, какие вот эти группировки там основные были? Даиш? Джабха. Джабхат Нусрат. Брат, потом... один только Даиш делился на около 180 группировок. Да, я понимаю, но основные вот эти большие там, сколько их было? Даиш, Джабхат Нусра. Джабхат и Нусра, все, вот эти основные были. А вот это Джейш аль-Ислам. Джейш Ислам был, который восточной Гути. Они там присутствовали, но они были как разбросаны. Половина из них были среди этих, половина среди там, где платили. Нет, они отдельно были, это чисто катарская группа была. Не, они были там, среди них тоже были. Они находились сперва внутри. Потом у них с деньгами вот, получилась проблема. Сейчас вы опять в эти темы уходите, которые все равно бесполезны. Мы не можем не подтвердить это, не дать. Вот этот парень был, который из Омана, который вот... Не, смотри, вот это Джейш аль-Ислам, Джабхат Нусра, да, еще вот основные, я не знаю. Короче, они все же салафиты, правильно? Да. Ну, в основном, да. Как ты разберешься? Как не в основном? Потому что внутри салафитов тоже есть подразделения разные, они между собой воюют. Хорошо, как ты разберешься? Понятно, но у них изначально, они же, там суфисты были среди них? Нет, там, какие суфисты? Ты что, там их там... Ну, понятно. Смотри, поэтому я и говорю, вот, все вроде ваххабиты, да, ну, салафиты сейчас, нежно их начали называть, салафиты, раньше ваххабиты называли. Сейчас, короче, преобразовались в таких нежных, короче, ласково. Никогда не было ваххабита. Ваххабит — это ярлык. Никогда вот как раз, наш пациент, это самый ЗРУ. Надо определить этот лона. Подожди, Вольф, вот этот Вольф, он игиловец или балабол? Давай вычислим. Он относится к братьям мусульманам, он против режима, против... Про тебя я хочу вычислить. Про тебя я хочу вопрос задать. Про меня? Скажи мне, вот ты говоришь, что ОРТ это пропагандистский, да, вот, новостной канал. Я говорю? Он не говорит, это я говорил. Это не он. Я тебе к Никарху обращаюсь. Скажи мне, Никарху, кто является гендиректором ОРТ? Понятия не имею. Не имеешь понятия. Вот тебе надо было иметь понятие. Да, зачем мне это надо? Подожди. Зачем мне это надо? Кто там гендиректор? В Чеченской республике, вот в этом филиале этого ОРТ, который ЧГТРК называется, там директор вот этого дела Чингиз Ахматов есть такой. Я тебе не про это говорю. Поэтому ты серьезно относишься, если сказать Чингиз Ахматов? Я серьезно отношусь, вот ты не слушаешь меня. Я просто хочу тебе сказать, к чему я веду. Дай договорить ему. Я хочу сказать, к чему я веду.
у евреев, да, у этой касты, я не про всех евреев, есть и адекватные, и нормальные люди. А среди какие евреев. это? А как ты Ну, их вот именно различаешь? те, которые живут по Талмуду, да, вот, сионисты, не Кто тебе сионисты. это Вот все всё. наплел? Ты что тут не А кто живет по Талмуду? Смотри, у них есть одна особенность, да, разделяй и властвуй. Скажи мне, Никархо, Ты что несешь вообще? вот эти Что ты несешь? войны, да, что в Сирии были, что в Афганистане были, что в Чечне были, что были везде, да, вот по всему миру, да, Первая это мировая, евреи Вторая сделали, да? мировая. Кто был инициатором? Какой национальности были люди, кто начинал эти войны? Это были салафиты, ваххабиты или это были евреи, сионисты? Ну давай разбирать. Давай разбирать. Кем был Карл Вторая Маркс? мировая. Кем был Фридрих Энгельс? Ленин? Подожди, блин, ты начал тему, не спеши. Ну давай. Со Второй мировой хочешь начнем? С первой начни, со второй начни, давай. Да, Адольф Алойзович, кто был? Сионист? Он не был сионистом. Американский сионист был Адольф Алойзович? Нет. Я А не кто? знаю, пусть будет кем угодно. Какая мне разница, кем он был? Ну, на первом же вот этом примере, на первой же войне Да. ты сразу прокололся. Не-не-не-не-не. Во-первых, Гитлер был пешкой. И Путлер пешка, и Гитлер пешка, и Сталин пешка. Все они были пешками. То есть евреи это мазохисты? Вот. Как в России. Я тебя спросил, Подожди, не перебивай. Евреи это, как я понял, такой менталитет мазохистов у них. Их когда рязанскими сахарами, там, короче, всем подряд, они вот так сидят, молчат, короче, и говорят, барин лучше знает. Вот так вот, да? Они и есть барины. Они и есть барины. Ну как Смотри. они, если барины есть, Никакого. почему-то они сами себя, значит, Хорошо. во Вторую мировую холокостили, да? Нет, они-то начали, но Гитлер взялся за них. Австрийский художник рисовал картину, но не получилось у него. Подожди, смотри, что у тебя смотри. там в голове, я не пойму вообще. Вот я тебе объясню, что у меня в голове, Никархо. Война кому выгодна? Любая война. Кому выгодно? Тем, кто там по-разному войны. Ну, по-разному. Кем основа По-разному. войны? Сейчас мы разбираемся во Второй мировой. Кому она была выгодна, кто Вот. ее начинал, на чем она зыждилась там изначально, на каких этих идеалах, на каких, короче, там, я не знаю, темах. То есть, как мы сейчас разбираемся. Адольф Алойзович, он американский сионист? Смотри, был такой договор в 1939 году. Руббентроп и Молотов. Знаешь про такой договор? Кем был Руббентроп? Свободный И кем был Молотов? Руббентроп или Молотов. Я Нет, там многие идут, говорю. там многие идут Смотри, давно еще. у нас есть факт Второй мировой. Второй мировой основной жертвой кто является нацизма? Основной жертвой немцы. Да. Ты это самое серьезно, что ли? Да, и немцы, и вот эти русские холопы. Значит так, эта идеология продвигается типичными братьями-мусульманами. Этот человек, Да. он относится именно Конечно. из этого... Нет, ты Он мне скажи, именно- да хорошо, кто И живет в разговаривает? Омане, Подожди. живет в Омане, еще называет местного халифа, называет... Подожди, Зрубабель. Ты вычислил, это игиловец или балабол? Зру, Да, к тебе он вопрос тогда. потенциальный игиловец, да. Да, к тебе вопрос тогда, Зру. Война кому выгодна? Банкирам? Банкирам выгодна война? Причем здесь только банкиры, кроме Причем банкиров, здесь больше- банкиры? Мы, смотри, война выгодна. Стоп, Причем банкиров подожди, Зру, подожди, давай сейчас чуть-чуть вылечим некоторых У вас пациентов. бомбит, да, от правды у вас бомбит. Давай Слушайте, сейчас с тобой поймем, что за психология у этих евреев, что там происходит. То есть ты считаешь... Разделяй и что... властвуй. Да, ты считаешь, что у евреев вот такой заговор всемирный, который полностью Абсолютно. начинают войны, сами себя жгут в печках, короче, Они холокостят. никого в печках не жгли. Ты там был?
Подожди, Ты бензин подносил? Не, подожди. Вот у нас тебе есть- бабушка сказала там на скамейке. Алло, ты это у в это нас веришь, есть да? факты, видео, Факты, доказательства. которые придумали сионисты, да, которые они... Ибрагим, дай я ему скажу, подожди. Ты сейчас живешь в Омане. Yes, подожди, Ты сейчас в Омане значит, живешь. подожди, стоп. Я Эти понимаю, факты, что все, смотри, я Константин, понимаю, что все я- на это самое, на Никарко, эмоции смотри, ты не вышли. знаешь, Все на эмоции совсем не- вышли, я понимаю, не спешите. Никарко. Лоне, смотри. Значит, то, что сейчас в Сирии происходило, что там в Палестине ваши вот эти всякие пластилинцы, это все, значит, полная чушь может быть, да? То есть нету никаких ни жертвы там, ничего. Какие-то мы мультики по телевизору смотрим. И в Чеченской Республике 300 тысяч жертв за 2 войны не было, значит, да? Вот так вот это все. Это все было. Это все было. А, это было, а того И не это было, есть. значит. Это Вот сегодня так вот. видим. Это есть. Подожди, это было, это есть, а того не было, да? Он сейчас Я скажет, что я все считаю, тоже что не было. евреи всю войну сделали. Это их идеология, они так всегда говорят. Ихняя идеология чья? Исламистов. Скажи Вот мне, вы мне Исламистов. объясните. Лон, Подождите. я Хорошо. тебе объясню, Лон, я Хорошо. тебе объясню, какая у тебя идеология. Секунду, Леон. откуда всю эту информацию У тебя берешь? Из обычная головы? идеология Не, подожди, исламистов. Стella, не Да, надо- Леон, Да, ну надо подожди, я же объяснять. говорю, ну Тут не надо что объяснять. такое? А у вас идеология... Лон, у тебя обычная риторика У вас среднестатистического Говорит исламиста. Говорит тебя Стелла. обычно- Спасибо, Все Ибрагим. У микрофоны тебя выключены. обычная риторика обычного среднестатистического исламиста, которые ходят, вот эти кричат «Фри-фри Палестина» и зигуют. Мы видим, как в арабских странах везде есть книжки Адольфа, да, переведенные на арабский язык. Значит, они очень-очень с радостью, как пирожки, продаются по всему исламскому миру. И каждый среднестатистический исламист заходит и рассказывает нам, что Холокоста не было, или там Холокост придумали иудеи, или вообще на худой конец, что Гитлер, оказывается, был иудеем. Вот, понимаете, ваша риторика, это объясняешь? она как... Да, Леон, закрой рот, блядь, дай сказать! Подожди, ты все равно это объясняешь. Ты задолбал, ты, Леон. Откуда все это берет? Лео, подожди, удали его уже. смотри, подожди, никто не удалит. Сейчас тут понятно, что это спровоцировал такую тему, поэтому не спешите. Первая Стелла выскажется, потом ты, Леон, выскажешься. Не спеши. Значит, вся твоя риторика, которую ты говоришь, да, в любых бедах, которых ты начинаешь описывать, причем они совсем не важно, какой страны, какого народа, какой нации, в каком регионе мира. В итоге, когда мы подытоживаем, мы всегда приходим к тому, что всем проблемам виной иудеи. Я правильно понимаю с твоего разговора, что иудеи везде в банке, В основном, вы да. нам платите джизию, мы разделяем и властвуем. Уверена, что ты не знаешь, сколько евреев есть на свете, но это не важно тебе. Мы везде Очень разделяем много, и очень властвуем. много. Очень много это сколько? Стесняюсь спросить. Точной цифры нету. То есть у тебя Подожди, точные меня. цифры, сколько евреев есть? 16 миллиардов. 16 миллиардов. Да, Миллиардов? 16 миллиардов. Да, евреев 16 миллиардов. Просто не скрываются. Да. Их гораздо Понимаешь? больше. Лон, я рада, что ты мусульманин. Я рада, что ты мусульманин, настоящий мусульманин. И твои глаза настолько превозносят нас, иудеев, и вы нас боитесь. Я хочу к твоему сведению, секунду, я хочу к твоему сведению привести, нас всего лишь 15 миллионов по всему миру, но вы нас боитесь как огня и бойтесь, и продолжайте нам дальше платить джизию, униженные, понял меня? Мы вам будем джизию дальше никогда не платили, вас не разделять и властвовать, вы будете дальше друг друга гнобить, потому что вы Знаете, мусульманский мир, вы бараны, вы Знаете, приходите вы на почему наши... против ислама, Вы против приходите к мусульман? нам, чтобы мы Бабани, вас что ты спасли. сидишь? Вы приходите к нам, чтобы мы вас спасли. Мы ваши пастухи, вы наши овцы. Я рада, что вы понимаете ситуацию, но вы ничего не сможете поменять, потому что дальше Не-не-не, будете вы как не бараны за управляете нами мусульманами. ходить. Вот в чем Ты ваша понял проблема. меня? А ты, Да. Бабани, Вы хотите Причем управлять я даже мусульманами, оправдываться, но вы не можете. я даже оправдываться перед тобой не хочу. Я буду Вы- тебе подтверждать все, вы- что ты думаешь. И ты будешь дальше нам, иудеям, платить джизию униженным по вашей сумме. А что ты будем прячешься в Омане? платить В вам Омане джизию, да? ты же правительство Омана не говорит, что они незаконно там сидят. Ты чего там прячешься?
А при чем тут правительство Омана? Секунду, подожди. Я у них во дворце не сижу. Я у них во дворце не сижу. Я с ними не здороваюсь. Я к ним в гости не хожу. Они мне не родственники. Стоять. Ты откуда всю эту информацию берешь? Путевку в бордель, где 72 проститутки, не хочешь пойти? Что? Ты не можешь меня не перебивать? Ты можешь меня не перебивать? Леон, понимаешь, а немцы тупорылые люди, которые признались то, что они сделали, и решили платить нам просто так. Почему немцы не тупорылые? Вы... Секунду. Ты откуда все это берешь информацию? Ты можешь мне объяснить? Она есть в общем доступе. Можешь почитать. В каком общем доступе? Я Ну, хочу посмотреть. Начни с Талмуда. Что делают с неевреями? Согласно Талмуду. Нет, ты вот тоже... Самого хорошего нееврея. Стой. То, что ты сейчас сказал про нации... Да не перебивайте меня уже! То, что ты говорил про фашистов, про концлагерь, про все это. Ты откуда все это берешь, малохольный? С вашего Талмуда изначально. То есть у меня в Талмуде это написано. Где это написано мне в Талмуде? Покажи мне. Возьми и прочти. Где прочитай? Мне искать сейчас лень, я читал. Смотри, вот ты мне говоришь, а ты там был, а я тебя Бля, спрашиваю. что ты пиздишь, сука? Что Хорошо, ты, я как ты тебе можешь тогда Талмуд вопрос дам. читать, сука? Я знаю иврит 100%, Подожди, я не Стелла, могу я ж не прочитать перебивал. его. Что Хорошо. ты пиздишь, блядь, а? Пиздобол Он про говорит. плагиат говорит, он про плагиат русский говорит, который... Смотри, плагиат русский. Такой вопрос. Вы свою религию знаете? Который создали. Не, подождите, вы свою религию знаете? Не, вы свою религию знаете? Да не перебивайте ты меня, блин, подожди. Вы разговариваете, я вопрос задать. Я тебе отвечаю вопрос на вопрос. Ты говоришь, полчаса отвечаете. Один, послушай второй, меня, ты говоришь, вы кричите, как мы это, успокойся. Вот ты говоришь, ты там был. Я говорю, а у тебя Корана нету, и твоего Мухомора тоже не было, и не было Корана. Ты там Мухомора был? это ты. Вот ты там был? Ты, когда Коран получали, ты там был? Когда Коран получали, ты там был? А мне надо было там быть? А ты был где, когда Талмуд Ты когда говоришь, евреев убивали, ты там был? То есть концлагеря, когда были, тебе это не помеет, это лишнее. Так вот я скажу вам такие. Это доказывает. Это доказывает то, что вас подгорает пятая точка, что мы вас гасим, потому что нас 15 миллионов, 2 миллиарда, послушай, это факт. 2 миллиарда, а мусульман мы раком поставили. Вас и у вас горит точка, понимаешь? Приходите, придумайте сказки. А деньги ты будешь нам платить, да. В одной русне. Не перебивайте меня уже, блин, тихо. В одной русне несколько миллионов. Послушай, то, что у меня твой телефон создали евреи, да, то, что евреи создали интернет, Wi-Fi, Bluetooth, TikTok, это наш. Возьми все нахер, сейчас выкини, послушай меня, все вот просто выкидываешь, да, и не пользуйся ничего, что евреи пользуются. Вбей в интернете, что евреи создали полностью, ни таблетками, ни лекарствами не пользуйся. Это не евреи создали. Амана, то, что ты здесь сказал, только по закону Амана. Тебя надо, ты знаешь, что там сделать? Вот. Пойди, прочитай, да, про средние века, про Ренессанс. Секунду, поймешь, откуда вот вся эта наука, которую вы сегодня пользуетесь. Только про власть Амана. Тебя достаточно уже для того, чтобы тебя из Амана оттуда, ты туда не то что въехать, тебя посадят в тюрьму там. Да мне без разницы, пускай они меня посадят, пускай повесят. Да, и я один раз умру, блин, один раз по живу. закону ислама Кого ты пугаешь, блин? По закону ислама тебя там судить будут. Кого ты пугаешь, идиот, блин? Чепушила, блядь. Это имя твоего, блядь, твоего пророка. У вас, блядь, Сахал в твоего пророка бегает, это идет блядь. имя. Твоего пророка. У вас Сахал в памперсах бегает, блядь, от Хамаса, у которого оружия даже нету, блядь. Че ты мне... Ты со мной лично выходи на бой, я тебе покажу, что такое, блядь, что ты из себя чмо представляешь. Так, это не я, если что, я не знаю, кто из модеров здесь всех глушит. Я не знаю, кто-то здесь глушит. Во-первых, Стеллу взяли, выкинули. Говорите. Можно я один вопрос задам? Можно один вопрос задать? Я сколько жду, чтобы вы дали мне слово, я прошу прощения. Зур, вот скажите, пожалуйста, вот как вы подготовленный человек, прошли Крым-Рим по вашему направлению, разве там, где вас готовили,
к этому, какой вы есть в сегодняшний день. Вас учили того, чтобы зайти в ТикТок и вот это все подробно, детализация этих вопросов рассказать? Меня Нетаньяху учил. Есть такие Меня отделы, но я к этим отделам Нетаньяху никакого шекели отношения не имею. платит. Я полностью на спецслужбы МАСОД, МИ-6, там, ФБР, короче, на европейские, я на все служу, работаю. У меня главная задача... На Сурсад, Да, на Сурсад тоже? да, Сурсад тоже наша организация, альхамдулилlah. Да, спасибо, брат, за поддержку, спасибо. Зру, это представитель чего? Дауля или Джабха или Джейш Ислам? Как ты его определишь? Я сейчас хочу сказать, это подтверждает, что у вас мусульман горит пятая точка, что мы, евреи, вас раком ставим. А почему? Когда вы к нам приходите с войной, вы получаете по мордам. Понимаете? Мало того, вы сейчас дошли до такого, что евреи схватили Камасутру эту и начали читать и просто опровергать каждым шагом за шагом. Мы еще уничтожим. То, что мы... И русским нацистам, и исламистам всем правда глаза колет. Зру, ты как определишь его? Он из какой организации? Короче, вы все-таки повелись на его вот эту вот тему, да? Он из братьев мусульман, я точно сказал. Он подтвердил это, он из братьев мусульман. Вот это их постоянные вот эти вбросы, да, там, нарративы сразу, чтобы там все перешли. Мы вообще-то хотели выяснить, он игиловец или обычно балабол. Не, Потенциальный игиловец, конечно. Дауля, Джабха или Джейш Ислам? Откуда он? Скажи, Зру. Да, кстати, вот эта тема у нас была. Вот это Джейш аль-Ислам, Даули, Хреновли. Вот эти все Хреновли, они же все вместе салафиты. Почему они между друг с другом джихад делали? Они в этих странах тоже там находятся, в странах залива. В странах залива они находятся специально, что если что там... Верните вот этого, который здесь был, где он, которого спустили. Я у него хочу спросить, почему Доули, Мулоули, Хреноули делали джихад друг с другом? Очень интересно мне. Они же все ахлю сунна там, по Корану, по сунне. Почему они друг с другом джихад делали? Зру, ты его как определяешь? Он именно из какой организации? Как ты думаешь? Я ему задал вопрос, он мне сказал, да, он относится к братьям-мусульманам, к подразделению. Он против ИГИЛа ничего не имеет. Их вам... Да, именно так. Он в нужный момент, даже там, в Омане, если им приказ дадут, они там будут делать террористические акты, чтобы местный режим, который там установился все эти годы, чтобы их свести. Он же четко заявляет, он не признает их как халифов там, в Омане. А если он в Омане это открыто скажет, его там, знаешь, что с ним там сделают? Знаешь, что с ним там сделают? Он не в Омане, он пиздит. Он не в Омане. Это не только ихва не признает, салафия тоже не признает. А как ты определил, что он ихва? Я же говорил, когда ему, он сказал, он подтвердил, он сказал, говорит, да, я из братьев мусульман. Нет, он-то сказать может, я тоже говорю, я космонавт. Ты как определяешь, я говорю? Я считаю, что он обычно балабол, потому что там игиловцы... Да, игиловцы, они вообще-то в Багузе закончились. Те, которые реально были на тех позициях, которые озвучивали. А этот обычно балабол, вот насколько. Который других подстрекает. Да, он других подстрекает, да, там, женщин, детей всяких, куда-то на джихады, в халифаты идти, на шарикаты. А сам где-то сидит, как суслик на европейских харчах где-то, у этого, за пазухой, у Христа, как. 100%. Он не в Омане, 100%. Смотри, Дауля, да, сейчас, на сегодняшний день. Так что Дауля еще существует, как бы, и говорить, что они закончились в Багузе, это не совсем правильно, да? Не, я имею в виду, сейчас пока балаболы есть, да, они там пытаются новых этих набрать пациентов. Он же говорил, как правильно халифат по его идеологии, как строить халифа выбирать. Он уже, я сразу, когда он начал про это говорить, я уже заметил, что у него идеология как раз из них. Понимаешь? Он это говорил это ранее.
То, что доуля есть, это 100% понятно, да? Доуля, хреновля. Она сегодня доуля, завтра нустра, послезавтра хренустра, и вот так, и так далее. То есть перерождается, преобразовывается, и вот так Пока не дальше. Это перебьют дерьмо. друг друга, пока до последнего друг друга не перебьют. Смотри, Зру, ты как бы опытный человек, да, разведчик, там, ЦРУшник. А различия в акиде какие у Даули и у Джабха? Без разницы там, без разницы. Сегодня Нет, она будет, нет, сегодня будет, да, сегодня там будут различаться, например, какие-то моменты. Например, кто такфир. У них политические Если ты, разногласия. да, если ты такфир не делаешь, короче, всем, короче, этим. Не, я знаю, Кто делает, короче, скажем так, бидат или там, я не знаю, как бы слабые, короче, мусульмане там и так далее, кто вот так себя ведет, если ты им такфир не делаешь, то ты тоже, короче, тебе тоже надо такфир делать. Не, я знаю, Ибрагим, я просто думаю, что он знает, ну, не, смотри, сегодня вот так я это, знаю, да? это на внутренней политике основано, это политизировано, это не на акиде основано. То есть вопрос не в акиде, да? Вопрос чисто Нет, политики, у них власть, да? между ИГИЛом и Джабат-эль-Нусрой не было вопроса акиды. У них политически они не встраивались в этот. Они были созданы для того, чтобы друг с другом сталкиваться. Их специально так разделили. Понимаешь, с самого начала, когда Аль-Каида разделилась. Ну да, там халифу должны были все байат сделать, присягнуть. И вот эти вот как бы не захотели этому халифу, другому халифу, короче, вот так. Не, они остались на старых позициях, да, на Завахире, да, там, ну, понял, короче. Они там, на аль-каидовских остались, понятно. Подожди, Да. Завахири, это что, это чувак был какой-то в Афганистане, ты про него говоришь? Завахири, кстати, тайным образом в Махачкалу даже приехал. Он в Дагестане был, вы не Я знаете. знаю, сидел в СИЗО на горке, сидел, да, я знаю, полгода сидел. Да. Завахири это... Чё, подожди, он сидел в Русне? Да. Да, он зашел через Тлярата в Да Дагестане. не оттуда он зашел, что ты говоришь, он с Азербайджана зашел. Ну да, это с азербайджанской территории, я говорю, да. Не Тлярата в горах. Он зашел с Азербайджана и хотел поехать туда, да, ну, из Чечен, короче. И вот он задержали и арестовали, посадили. Он прикинулся врачом и ушел потом. Как нам известно, он зашел через Тляратинский район. Нет, он зашел через Азербайджан зашел. Это даже дети знают, да, ты как не знаешь, разведчик. Эй, пидораш. Так, вот пришел буддист. Приходите свободный, машвол. Говорите, Хазишон. буддист. Хазишон. Буддисту слово дайте. Только в чеченском понимании этого слова. Халате микрофон. Софи. Ты это самое, у тебя Борз Вольф написано. Это что значит? Хазишон, чадет янда хойто дошуну, пидор. Буддист, у тебя там Борз Вольф написано. Это что значит? Объясни. Шайдет янжу куада. Еще раз спрашиваю. Все, что ты говоришь, амин, обратно тебе. У тебя там написано Борз Вольф. В соответствии с исламом, борз это наджас. Борз, да. Собака, волк, без разницы. Собака Аллахов. Да, это наджас. Поэтому на флаге Чеченской Республики вы говорили, что нельзя, чтобы был волк, там должна быть либо, я не знаю, петух, капора там по-дагестански, по-аварски. Или, короче, индюк какой-то вот это, или верблюд, что-то такое, аллахское животное. А волк это там чеченское тотемное животное, для вас это было наджасом, то есть грязью, нечистью, как дерьмо типа. Теперь ты заходишь сюда с вот этим Борз Вольф. Ты что, дерьмо, что ли? Ты дерьмо, что? Всем ассаламу алейкум, я вот вас слушал. Алейкум ассалам, братан. Откуда ты? Говори. Я с Молдавии.
Слышно меня? Алло? Да. Вот, я вот послушал, что вы сейчас говорите, я не хотел вас перебивать, хотел послушать, о чем говорите. Я как понял, вы так немножко историю знаете про Афганистан, про Сирию, там, про что еще там было, про Украину. Я как понял, поверхностно знаете. Вот, я сейчас учусь на политика, вот, я немного уже закончил на юриста, вот, и анализирую в целом всю ситуацию, что происходит, в принципе, в мире. Мое мнение, это как бы можете со мной не считаться, но я так думаю, что, скорее всего, это Ты по национальности молдаванин, а по профессии еврей, короче. Почему? Не, ты с какой это конторы? Сразу скажи, с какой конторы. В смысле, с какой конторы? Еще раз. Да подождите, тут не проблема, пускай он даже курсант, он главное, чтобы правильно вел эту дискуссию. И тут курсанты тоже приветствуются, стажеры, практиканты, всех приветствуем. Приходите, будучи свободным, маршрут. Майоры тоже, да? Сразу агрессивно, так это сразу курсант. Там. Да, я наоборот успокаиваю этих наших участников. Наоборот, тебя поддерживаю. Почему негативно? Вроде бы поприветствовал. Поддерживаем тебя, поддерживаем, брат, говори. Я и говорю, что мое мнение, я не хочу вам привязывать, потом, по причине чего я вообще, к чему вообще веду. Потому что, в принципе, войны вот эти, то, что происходит в мире, они как бы нужны. Вот, дабы избавиться от тех людей, которые не нужны в государстве, которые говорят правду. Типа вот то, что в Украине, да, как бы вот. Да, хотят... не только. В Африке, в Сирии. Вот, например, люди в Афганистане привыкли жить, например, по закону ислама, а им, например... вот откуда, по-вашему, готовилось нападение на Беларусь? Не знаю, возможно, даже сама Беларусь на себя натравила. Вот. Все может быть, что угодно. Очень интересный ход мысли. Ну вот, например, вот смотрите, я к чему вообще веду? К тому, что, например, вот вы жили всю жизнь по закону ислама. Вы же мусульманин же, правильно, как я понимаю? Он на 72%. Если у меня спрашивают, я 72%. А вот этот Зрубабель, он почти 95%. Вот смотрите, вот это к чему веду. Вот вот, до например, тебя, брат, до тебя здесь был, он то же самое говорил. До тебя здесь Амана был один. Он то же самое говорил, что это войны все кому-то нужны. И он обвинил так евреев. вот, смотрите. Обвинил евреев. Послушай, обвинил евреев. Во всем евреи виноваты. Ты тоже поддерживаешь его? Причем здесь, напрямую пока не поддерживает он. Давайте послушаем. Нет, причем здесь евреи и мусульмане? Я людей не разделяю, для меня все люди одинаковые. Тут все зависит от самого человека. Причем здесь мусульмане, евреи? Я вообще к другому веду. Вот, например, вы всю свою жизнь вот, жили по закону ислама, неважно, по закону иудеев там, или по христианству. Вот, всю свою жизнь жили по этим правилам. И приходит, например, человек, например, скажем, я не знаю, из Зимбабве. И вот он пихает, например, вот законы там демократии. Ребят, короче, все, убирайте вот это. Товарищ Сухов приходит, товарищ Сухов. Неважно, кто он там придет. И давайте жить. А ваш сосед, давай, короче. Вот. Большинство голосует за того, что... Что ты предлагаешь? Как разрешить конфликт? Что ты предлагаешь? Как разрешить конфликт? Как раз-таки надо брать, наверное, но имей в виду, перед тем, как ты нам сейчас дашь решение, тебе могут наградить Нобелевской премией. Или Если Путина выбрать президентом мира, может, как бы все на места встанет? Нет, не так оно все работает. Вот чтобы меньше людей было умных, таких как я, как вы, они как раз-таки убирают таких людей вот умных. Новичком, да? Да, избавляются, а тупых оставляют. Ты считаешь себя умным? Я бы не сказал бы, что прям умные.
Но от таких людей избавляются. Ибраим, да ты попадают Ты под думаешь, что тебя хотят убрать. мобилизацию. Ты так говоришь, тебя хотят убрать потенциально. Как бы, потенциально. Да, сейчас Можно я тебя, отвечу на щас ваш тебя вопрос? уберут, ты себя взял, умно вписал, это очень большая ошибка была. Дайте задать вопрос. Почему? Не, ну вы видите, Можно вы я не отвечу хотите на вопрос? понимать меня. Вот вы не хотите слушать и понимать, о чем я пытаюсь рассказать вам. Почему вот все происходит так в мире? Почему происходят вот эти войны? Из-за чего все это происходит? Из-за того, что слишком много людей умных стало. Короче, Много надо свободы стало. перенаселением земли борются, да? Эй, Спектр, дай задать вопрос Ибраиму. Машаллах, у нас тут много. Просто вот наш брат тоже 95-й регион Российской Федерации. Да, Дадик Дойль, Ибраим, такой вопрос вот насчет чеченского. Вот ты думаешь, вот смотри, ты видишь какие-то сходства между чеченским народом и курдским народом? Вообще какие-то сходства есть? И если есть, расскажи про них. И вот недавно Арман Царукян, вот там чисто, да, пошуточно сказал, что Курдистана не существует такой страны. То есть фактанул, да? Он сказал факт, потом увидели горе крутых каких-то курдских спортсменов в ТикТоке, там просто миллионами там смс-ки, спамы закидывали, да, Армана в Инстаграме. Он просто фактанул, да, Курдистана никогда в жизни не было. Цыганами же назвал. Уважение за то, что они держатся к своим корням. Вот давайте изначально, если мы вспомним про Османскую империю, вообще курдов, они были созданы как раз-таки для войны, если я не ошибаюсь, когда еще при Влада Цепиша II это было. Если я не ошибаюсь. Типа их создали, их не было, потом их каким-то образом вот они были создали и стали... Нет, дослушайте. Они были искусственно созданы для войны, как, в принципе, и румынские дети. Искусственно? Русские созданы или сами как бы они по себе? Я могу тебе честно сказать, тебя не уберут, брат. Послушай, Спектра, тебя не уберут. Секундочку, он путает с гагаузами. Да, можешь не беспокоиться, Зрун. Типа, Он да? с гагаузами путает. Почему? Никуда. Тебя никто не уберет, я тебе гарантирую это. Ты прям вундеркинд просто. Ну вот смотрите, если я не ошибаюсь, потому что я... Ты тоже далеко не ушел, Зрун. При втором Влада Цепиша, вы знаете, кто такой Влад Цепиш? Румынский это, да? Да, ну, этот, как его, как по фильмам его называют, граф Дракула. Дракула, румынский граф. Да, румынский вот этот. Он своих детей отдавал, когда им было по 10, по-моему, лет, он их отдавал на войну в армию. Аузубилля, астафируллах. Отдавал на войну детей, то есть они там до 20 каких-то там лет воевали за Османскую империю и потом возвращались обратно домой. Вот. А потом, дети эти были слишком слабенькие, они проигрывали там какие-то моментами, потом власть немножко сменилась в Османской империи, честно, я не вспомню, какие это уже года были, и потом появились курды, как раз таки они были намного сильнее. Ты за Влада? Ты за Влада, да? Ты за Влада? В смысле? Ну ты поддерживаешь Влада? Какого Влада? Не, слушай, а до османов курдов не было? До османов? Где были курды? Владика, да, Цепиша, нет, Влада. Подожди, Цепиш. А до османов курдов не было еще, да? Это османы создали курдов? Нет, они были, но они не были созданы для войны, они были совсем, это другой народ был. Они были, но это совсем другой народ. А Салах-ад-Дин, халифат кто возглавлял? Что? Халифат, Салах-ад-Дин. Слышал про такого Салах-ад-Дина? Это вообще-то вы про что сейчас говорите? Это вы сейчас говорите про персов? Главный халиф всего мусульманского мира был. Ты слышал про него? Здравствуйте. Что? Я не пойму, вы как бы был курд был. Салах-ад-Дин, что ли? Вот этот, вы изучаете, я не знаю. Аль-Аюби его звали, Салах-ад-Дин Аль-Аюби. Да, был такой, по фильму.
Здравствуйте. Вы сейчас вы серьезно по фильму будете? Хорошо, ладно, по фильму. Какому фильму? Причем здесь фильм? Это фильм создали на настоящей истории. Назгуру, ты конкретно... Хорошо. Ладно, и что? И что этот халиф? Люди добрые, здравствуйте. Еще раз скажу, кто услышал, кто нет. Попрошу, если в чем-то не знаете о чем-то, лучше вообще промолчать и не говорить. Не надо янычаров приписывать или там записывать, что якобы курды произошли от янычаров и так далее и тому подобное. Слышали звон, не знаете, где он. Но у нас есть такой вундеркинд объявился, из спектра. Ну, я уже услышал. Вот, курды – это один из древнейших народов в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Если существовало еще, когда курды там уже жили. Совершенно верно. Курды еще описаны у Страбона в книгах. Я что-то не помню, чтобы какие-то новые народы там были написаны. Еще в 5-7 веке до нашей эры. И описывал В 7 веке до нашей эры вы про кого говорите сейчас? Про язычников или про мусульман? Причем здесь религия и причем здесь народ? Ну, потому что это совсем другой народ, понимаете? Если человек ушел от своей первоизданной религии, как раз-таки про язычество мы говорим, если он ушел от этого, он уже считается изменник народа. Вы про что сейчас? Причем здесь религия и причем здесь народ? Как Вы удобно, вообще... как удобно. Ну, я понял, хорошо. Ага. Ну, дальше что? Ну вот, да, во-первых, я Подождите, с вами нормально насчет разговариваю. Салахаддина поставили язычника, поставили мусульмане. Он язычник был. Ну, смотрите, вот эти, как говорится, вот курды, про древних курдов, если говорим. Эти люди были намного, если не ошибаюсь, добролюбивые были люди. Короче, ты за вампиров, ты за вампира, короче, за Причем, я же сейчас не бред несу, я же вроде бы как Такого бреда я даже в Голливуде не видел. Смеемся хотя бы, послушайте, дайте ему сказать. Хоть поржем уже, ну давайте, говори, давай, жги. Давай, жги. Твой час настал, давай, вперед. Спектра, тебе не светит, чтобы тебя убрали. Тебя не уберут, тебя хранить будут, братан. Хранить. Я из тебя хорошего, из тебя бы хороший ФСБшник вышел вместо юриста. Извините, если поднялся, помешал кому-то. Из таких вот дебилов политиков делают потом, да? И они вот такую, потом уже на больших форумах. Очень прошу, выключите свои микрофоны. Я всех очень прошу, выключите свои микрофоны. Очень прошу, тактично прошу. Из таких вот, как он. Выключите все микрофоны и, пожалуйста, дайте Владу рассказать вам историю. Замолчите на секундочку, дайте человеку, который к вам поднялся, рассказать вам историю. Я прошу в последний раз. Спасибо, Маюш. Еще раз прошу прощения, если я поднялся и вам, как бы сказать, помешал, о чем вы тут разговаривали. Просто я услышал глупость, которую говорил тут человек про курдский народ, полную ересь нес. Ну, как-то не стерпелось, не могу промолчать. Мы знаем, мы просто сидим уже ржем, прикалываемся. Ну, ты думаешь, что каждый приходит сюда, артист, мы это слушаем. Прошу еще раз, выключите микрофон, дайте ему договорить. Он расскажет полностью всю историю. Вадо, говори. На Ближнем Востоке проживал народ. Проживал на Месопотамии, что означает междуречье, да, там вот так, дословный перевод. Вот, на этой территории. На востоке, на юге, на западе, полностью везде этот народ проживал.
один из древнейших народов, коренных народов этой территории. Это не значит, что раз у них никогда, допустим, не было большого государства, но княжества были. В истории неоднократно у них были княжества, которые входили в империи, входили там в разные другие государства, входили, да? Про них писал Страбон, это отец истории, кто знает. Вот. Кто сказал, что они не были воинственными? Вот как раз, когда был поход на персов, греческий поход на персов, 5-6 век до нашей эры, и Страбона книга «Анабасис», что на русском «Анабасис» вы его называете, «Восхождение», дословный перевод. Вот там этот народ описан. И не только этот народ, а практически все народы, которые проживали на Ближнем Востоке и на той территории. Вот когда отступали от персов, этот народ входил в состав Персидской империи того времени. Ну, там империя была, царство было, как это назвать уже я не знаю. Вот. И этот народ входил в часть в эту. Но они молодцы, это нужно сказать просто браво, что спустя столько веков, спустя столько войн, спустя столько гонений, они смогли сохранить свою идентичность, свой язык, свои обычаи, традиции, свое «я» они смогли сохранить. И таких народов можно посчитать по пальцам на этой планете. Также и на Кавказе есть народы, которые смогли сохранить свои адат, да, свои вот эти корни, свои наследства, можно сказать. Молодцы. Молодцы, стоя нужно аплодировать. Но когда приходят какие-то люди и несут какую-то ересь, понимаете, из 1000, если даже 2 его послушают, эти 2 пойдут, расскажут другим сотням и так далее и тому подобное. И вот этот из-за одного дурака происходит дезинформация. И еще столько же дураков и умножить на сотни берут неправильную информацию и разглашают ее. И это неправильно. Нужно всегда пресекать это все. Нужно вовремя, потому что потом черт ногу поломает. И уже не докажешь. Уже 10-му ты не сможешь доказать, потому что он будет свое нести. Понимаете? С самого начала здесь вампира начал оправдывать, этого Влада, короче. Кипиша, короче. Зашел сюда, я уже понял сразу, куда он метит. Во всем вы виноваты, греки, понял? Все, мы эту тему закрыли. Может быть, может быть. Давно тебя не видел. Слава Богу. Слава. Ты же понимаешь, что много клоунов заходит, мы сидим, слушаем. И а это со Страбом, между прочим, я за одной партой сидел, учились, мы вместе учились. Я завидую. Я в параллельном классе тогда учился с Аристотелем. И уважаю юмор, уважаю людей, которые любят сатиру, да. Просто я... Нет, я грек. Я грек, да. А вы? Я, братан, мы русский человек мира. Мы по-разному. Он русский вот шпион, этот ЗБУ самый опасный, он 95% мусульмане. Вонтис Ахпер Вадо, Вонтис. Есть Шадлавем, Шадлав. Шадлаве? Ha, есть Шадлав Хосумем хайрем, проблемчика. А есть? Че уйрем. Уйрем. Ду? Нет, брат. Нет. Знание языка это не определяет национальность. Ахперус, о чем вы говорите? Ибраим, 90 же было, уже 95 стало, что ли? ЗРУ 95, он почти, еще 5% и ИГИЛ.
Короче, да. Да вы что-то вообще гостям не даете слово Самый высказать. радикальный я, мнение. санафитский асхаб, самый Да, радикальный. Маюш. Спасибо тебе, родной. Не за что, за что? Говорю, как есть. Вот наш брат сейчас вот тоже вот антитеррор, короче. Разведка собралась, вижу. Один агент, который... У вас уже жамат такой собрался здесь. Да, не, один говорит, что он с МИ-6, один говорит, что он с английской разведки, один ЦРУ вообще, блин. Только я здесь хореограф, тогда я уйду лучше, Да. чтобы вам было весело здесь, спокойно. С Масада вот пришли, вот уже сидят тут. Я массажист, братан, массажист. Могу? Если что, я сварщик, могу кого-то заварить. Я могу кости все разобрать, а потом собрать. Как я сегодня поржал, спасибо вам, вообще, блядь, я говорю, это красавцы, молодцы. Что там антитеррор молчит сегодня, наш брат что-то там, ничего не говорит там. Я вот Даже этому слово. ЗРУ чуть такфир не сделал. Я изначально, короче, думал, что он не мусульманин, поэтому... Кто стулы выкидывает, не понял. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я джамаат, я муджахидин. Русский Кстати- тебя неправильно поймет, он подумает, что ты муджахидин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Чу. Маршал. Так вот наш Абу Кирилл всея Руси. Дела, Ибрахим, Здравствуй. такел новостью, боду да царасуна, короче, тузик полностью, да бяща бах, чуяш гажума. Ничего себе. Не может быть такого. Видишь, даже вот этот Информация, ЗРУ ну, понял, да, о чем речь. Короче, замдиректор электросвязи, который кричал, что Израиль это там государство террорист, там туда-сюда петушился. Тузик Абдурахманов есть такой. Ну, Тумсов в простонародье, Тузик. Да, Полностью обрили, говорят. Информация еще не точная, но процентов 80 точная, их надо посмотреть, короче. Скажи, поклянись Аллахом. Аллаху, я Аллах, Бог-моду. У нас здесь сидит агент ЦРУ, который знает все языки, еще обучал людей в боевом искусстве. Так что тут не шути. Брили аляторы, джентльмены, удачи. Он не Да. Так что Кстати, Кирилл полковник. Смотреть на его Даже следующее очень видео, сильно если он там побаиваюсь. побритый будет, короче, это подтвердится или нет. Пошел опять пар пускать. Да. Ладно, ребята, извините, если я вам тут помешал или что. Я сейчас приду, ты потом. Всем желаю доброго вечера, удачного. Друзья, взаимно тоже извиняемся, если здесь какая-то Не, агрессия, все нормально, что-то это такое я было. зашел, вам помешал, тут у вас диалог. Все нормально. Ну, мы тут как бы шутим иногда серьезно. Вот на этого ЗРУ я чуть не наехал. Ибраим себе не простил бы потом такое. Да? Удачи. Всем добра и мира. Нет никакого добра, мы должны выйти на джихад. Никакой мир. Пророк сказал, никакого мира не будет. Моя тень находится под тенью мое пропитание находится под тенью моего копья. Мы будем нападать на спящих кафиров, многобожников, иншаллах.
отнимать их, короче, жен, По-моему, делать от из них моего наложниц. копья. Вы все будете платить жизнью, кафиры, наджасы, яхуды, евреи, все, короче, все кефиры мира нам должны будут платить жизнью по 9 суре 29 аята, иншаллах. Сейчас Иншаллах, все побреем, иншаллах, побреемся. Всех ряком. Ребята, а почему мы дважды? Яхуды, евреи, почему нам дважды? Так как вы банкиры, у вас больше денег, поэтому с вас придется чуть-чуть побольше снять. Иншаллах, окей. иншаллах, этот день уже идет. Этот день идет уже. Все. Проценты будут вендетта? Это в следующем месяце Вендетта в следующем месяце зарплаты тебе не видать. Я уже пистолет зарядил, видишь? А проценты будут? С процентами или без? Весь мир будет Израиль и столица. 20% Аллаху. Не забывайте. И 10% Аллаху, 80% мне. Все нормально. Я кормлюсь кончиком своего копья. Джихадом. Ты там нормально говорить, все стараются этот микрофон занять. Сложный час. Чуть-чуть там аккуратно, подход вы не ищете. Вот это все, вот это, да? Где они, Так, где откуда? С мечети. Мечети для чего? А ты там был? Добрый вечер. А ты там был? Добрый вечер. А Тут когда голос встает, они люди принимали... 5-6 человек болтают. Говори. Ибрагим здесь у меня к Ибрагиму вопрос отдельный. Я здесь, если меня слышно, у меня только чуть-чуть подлагивает сейчас, но я слышу. Да, слышно. Ибрагим, добрый вечер. У меня вопрос. Вот, я так понимаю, вы представляете партию, Чеченскую демократическую партию, да? И как бы являетесь лицом этой партии. Считаете ли вы, что подобный формат общения в ТикТоке приносит какую-то пользу вам? Всем людям желаем. Это первый вопрос. Давай. Я активист. Это правильно, но то, что здесь в ТикТоке мы общаемся с людьми, я думаю, что это очень позитивно. Потому что кроме будулаков, чеченцы должны тоже участвовать. Люди, которые не забудулачены, их мы тоже пытаемся привлечь на такие общественные площадки. Откуда вы? Хоть представьте. Это был ответ, да, полностью? Подожди, а ты кто? Откуда? Я поговорю сначала Ибрагиму, хорошо? Я не с вами говорю. Подожди, я спрашиваю, ты кто? Человек. Откуда ты человек? С планеты Земля. Так. Ничего, Леон, не важно, можно. Какая разница, для чего ты, откуда я, зачем мне? Второй вопрос, Ибрагим, я очень много вижу твоих соплеменников сюда заходят, да, что-то сказать. Вижу, что люди, очень много людей, чеченцев, одурманенных от пропаганды, не переваривающих все это, что происходит. И вот ваше общение с ними, я услышал, вот это издевательский, троллинг, вот это все это. Ты думаешь, это приносит пользу этим людям, Это, на мой взгляд, это только отталкивает от тебя. Еще какую пользу? Абсолютно издевательского ничего не происходит. Когда сюда заходят вообще до того забудулаченные, да, которые там всемирные заговоры, там Гитлера называют, осуждают, да, чтобы сейчас не блокнули.
евреям, сионистам, потом всякие вот эти холокостские там движения, на них вообще как бы ну, к этому относятся как к шутке какой-то. Потом вообще то, что в чеченском обществе происходит, да, на это плевали. То есть все вот эти, один момент. Меня не слышно, да, как я понял, не слышно? Тебя слышно? Я почему удивлен, что Леон здесь сидит? Да, люди, которые себя ведут... Если говорить, не встревайте, пожалуйста. Да, люди, которые ведут себя ненормально, да, в общении там, то, когда их кто-то троллит, это, ну, как бы ответка получается. Хотя я сторонник того, чтобы все-таки вели нормальную дискуссию. Максимально. Почему задаю этот вопрос? Потому что я давно слушаю вас. Последние буквально месяц, наверное, хочу сказать. Здесь сидит 3 или 4 человека. И вся цель, на мой взгляд, то, что я здесь слышу, это только как бы затроллить человека. Вот человек заходит, что-то спросить, с какими-то другими мнениями. Здесь я вижу, слышу только троллинг этого. Цель опустить человека ниже плинтуса. Ну, не знаю, можешь пример привести конкретно? Считаешь, когда приходит сюда человек, говорит, надо уничтожить христиан и евреев, да, и кричит иншалла, и мы ему объясняем, подожди, стой. Когда ты говоришь, и мы начинаем ему объяснять, что и как, откуда ноги растут, это считается троллинг. Или какие-то он доводы берет, мы говорим, спрашиваем, откуда ты это взял, из головы, это троллинг тоже, да? То есть это нормально, когда приходят сюда вот эти шизанутые на всю голову, и мы хоть как-то пытаемся им вправить мозги, это плохо, по-твоему, да? Или ты слышишь, что мы Россию, вот про Россию, твою Россию мы кричим, говорим, что она вот такая, и вот тебя это задевает. Вот это тебе, наверное, задевает больше. Я хочу здесь хадис напомнить всем. Ты зиндик, твои хадисы, есть проблемы в них. Но я хотел передать, ты сперва послушай, а потом уже говоришь, что это жесткое или не жесткое. Я даже не начал хадис передавать, а ты уже меня зиндиком здесь назвал. Понимаешь? Вы, евреи, надоели эти хадисы, аяты Корана придумывать, писать Кораны. Да, лучше про дерево горкат. Про дерево горкат хадис расскажи нам. Нет. Давайте не будем смеяться. В городе Мекка у колодца Будаа собрались жители Мекки. Я еще раз говорю, жители Мекки. Это хадис от Ибн Ануса. Понимаете? Это тебе кажется, слышишь ты, блядь, обезьяна. Ибн Анус это 100% факт, потому что Анус присутствовал везде. Без Ануса они не уходили. Ибн Анус правильный 100% передачи. Короче, все вот эти предания про вот эти... Один момент, друзья. Все предания про какие-то постельные сцены, они как бы через Ануса передаются. Ибрахим. Алязина Амон говорит. Ибрахим. Как? Вот читает. Подожди, давай читай дальше, давай. А зачем такие грязные вещи вообще, касающиеся... Леон, ты не являешься евреем, но за счет евреев ты пытаешься оскорбить чужую религию, чужую нацию. Я оскорбил... А где я оскорбил твою религию? Давай, я лично хочу определить, как мужчина хочу определить.
Почему мне не Друзья, дают вы возможность моего определить? интервьюера перебили. У меня интервью такое четкое брали. И вы взяли, перебили. Охой, Я- охой. Окей, говори. Где Вы, мой, Потом этот, я мой, скажу. мой этот интервьюер личный? Здесь. вы мой Ибрахим, хадис скажи, перебили. Мой хадис чтоб твои перебили. модераторы меня не скинули. Не, вы не дали взять, дать это самое интервью. У меня интернет чуть-чуть подлагивал. Я хотел И если нормально ты скажешь, что поговорить. евреи являются теми, которые сейчас на данный момент всемирной причиной становится тому, что они становятся причиной, что они являются геноцидом. Окей. Я правильно сказал? Я вроде думаю, да. Тебя не слышно, еще раз повтори. Я говорю, что евреи являются причиной тому всего миру, то, что они являются причиной геноцида женщин и детей. Ты из Я какой правильно синагоги? сказал? Ты из какой синагоги, брат? Я не являюсь синагогой, я являюсь евреем. Ты в синагогу не ходишь? Нет, бразер. Он О чем мусульманин, но еврей. Вот здесь написано, да. Леон не знает. Ага. Давай, рассказывай Слушай, про колодец. Давай, рассказывай, как все как подгорает. Да, начни. Это Ну окей, достоверный хадис. хорошо. Давай, Алесин достоверно. Аману. Где-то, Подожди, Хорошо. хадис говорят, где-то, достоверный хадис говорят. Тихо, молчи. где-то Говори, подтверди, говори. где-то подтверди. Говори, Леон, говори. Леон, не гори. Где этот колодец на колодце? Леон, не гори. Расскажи. Леон, не гори. Потому От что ты не достойного, являешься от евреем. достойнейшего из Ты не являешься евреем, ты не живешь в Израиле. Я не являюсь человеком, который живет в Израиле. И Ебан который говорю Анус, правду. Ебан Анус, Ну? этот Ибрагим этот, я его поставил его, пожалуйста, на этот, пусть отдохнет немного. Говорит Бану Исраиль. Ты о чем говоришь? Говори, давай, видишь, он хочет перебивать. Говори, достоверный хадис, давай, говори про колодец. Бану Исраиль. Бану Он Исраиль, я так этот, говорит. Он зуби, а не еврей. Ибрагим, я тебя А кто прошу, я являюсь? дай ему передохнуть немного. Там. Да, было Вы бы сказали неплохо. не тише? Дай ему Наджес. передохнуть. Наджес. Наджес вы говорили? Он не из нашей Вы синагоги. сказали? Видите, вот вы Вы, видите, Наджес, тут говорили. заходите Вы, евреями, Наджес, сказали? прикидываетесь, вас никто не признает, а меня признает вся мусульманская умма, я еврей, вы никакие не евреи. Аллаху Акбар. Ашаду ла иляха илляллах, ашаду анна Натаньяху Расулуллах. Натаньяху Расул Аллаху Акбар. Еврей. Я тоже чеченский, горский еврей, мусульманистый, Кришнаит, альхамдулилля. У меня есть паспорт еврейский, где звезда Дауда и чеченский. Вот у меня 2 герба в паспорте. Да вы Он еще ночи, як пасанда. скажу, позор, блядь. Скажи мне, а Вы, что ты блядь, подбираешь? Да слушаем Ночью этот вы, хадис. блядь, позор, блядь, я вам скажу конкретно, блядь. Вы, блядь, позор. Не матерись, мать твою, не матерись! Да ты позор, и успокойся, блядь. Будь любезен, пожалуйста. Вы для нас, евреев, вы далеко для нас. Уберите этого Наджеса, уберите его. Не, Уберите. оставь, ну зачем, бля, оставьте. Давай, рассказывай про хадис, давай, про колодец. Знойным летним днем жители Мекки, почувствовав жажду, пришли к колодцу Беда. Но в этот момент Хармат уже, сидит там. Где тоже? Колодец, беда, ты сказал, беда. Буда. Беда, все нормально, тогда дальше. Пока нет искажений. Почувствовав жажду, они наклонились перед колодцем. И в этот момент пророк увидел распутную Каабу. Пророк, благословит его Аллах, приветствует, увидел, дальше. Да, алейхи вассалям, да, он увидел распутную Каабу. О, Кааба, ведь я говорил, не приходить сюда, когда в дни менструации. Она сказала: о, пророк, как ты узнал, что у меня менструация? И пророк ответил: я же муха.
Если бы не воняло, меня бы здесь не было. Это достоверный. Да, я что-то, смешного ничего не вижу. Грязь такую говорить на аудиторию. В Хорошо, чем прикол? хорошо. Тогда я тебе приведу Сахих Бухари. Сахих Муслим. Ты тогда лучше приведи про дерево горка. Зару, который приводит хадис, все осуждают. Бисмилlah рахман рахим. Сахих Аль-Бухари, глава 109, продажа рабов. Муха был барыга, людьми торговал. 2229 хадис. Однажды мы сидели у пророка и спросили: «О посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных, любим богатство. Как ты считаешь, можно ли извергать семени в лона?» На что посланник Аллаха ответил: «Разве вы делаете это? Вам ничем не навредит, если вы не станете делать этого. Ибо поистине всякая душа, которой суждено появиться, непременно появится. Вытащил ты из кобуры или нет?» Аузу билля, бисмилля. Исповедники говорили, даже если бы это семя попало бы на камень, то даже из камня вышел бы ребенок. Так появился, именно с камня появился Сосветлинский. Сосветлинский также появился. Почему вы недовольны, грязные? Почему читаете, вы говорите, это хадисы? Разве Сейчас нельзя? я позову истинного мусульманина. Это обязанность доносить. Слушай, это правда, что в Торе как бы как это по-русски? Обязывали братьев, который нам дела нету. Мы говорим о Коране, Камасутре и Сахих хадисах о рождениях. родных братьев и сестер. Алло. Родных братьев и сестер можно в исламе никахать. 50-й аят сура «Союзники». Инцест можно. 65-я сура 4-й аят «Педофилия» можно. 24-я сура 24-й аят можно изнасиловать чужих замужних женщин. Можно у рабов. Есть такое или нету? Рабам органы можно. Да, 24-я сура 31-й аят. Можно из мусульманина сделать евнухом. Да. Ты мне скажи, есть такое или нет? Есть такое или нету? Ребенку, даже один день ребенку. Не то, что 9 лет. Один день. Говорят, что нас наджисами называют. Сами наджисы. Ладно, кто скажет. Хорошо, я потом скажу. Кто скажет? Достоверные хадисы от чтобы не скидывали. От Ибн Ануса не принимают хадисы. Ладно, ты успокойся, малой. Кто по факту скажет? Если не скажет, я скажу. Этот, который там задает вопросы там за еврею, у нас с евреями нету никаких спорных вопросов. Не трогайте евреев. Евреи не пришли к нам. Нам его нацепить. Ну, а евреи о чем говорят? Мы ни христианам, ни буддистам никаких проблем у нас нету. Слышь ты, блядь, ты слышь, иди своему Кадырову. Что ты хочешь? Подожди. А чем ты недоволен, Кадыров? Слушай, если тебе это не нравится, зачем оскорблять? Грязно зачем оскорблять веру там миллиардов людей, можешь мне сказать? Слышь ты, блядь, слышь ты. Давай я вот так скажу. Кто хочет конкретно сказать против евреев? Не, я не тебе говорю, я спрашиваю, разумно ли оскорблять веру миллиардов людей? Ну, евреи, например, они евреи. Я не например, тебе, послушай. Ну, я всем говорю. Гибор, подожди, Гибор, ты случайно не у Бер-Лазара обучался? Нет, я являюсь Гибором, который является евреем, который принял ислам. Чем оскорбляем мы ислам? Чем? Слышь ты, бля, родной. Чем оскорбляем? То, что написано, мы читаем, доводим. Что ты зачем? читаешь?
зачем вот это вот делать? Я понять просто не могу. Смысл какой? Давай послушаем его. Мне интересно. Что он читает? Ты от этого кайфуешь или что? Конечно, потому что я читаю. Не, я не у тебя спрашиваю, я у других спрашиваю. Причем Но тут я ты? являюсь евреем. Он у тебя спрашивает, да, брат. Я объясню. Он врет, он у тебя спрашивает. Отвечай, зачем ты это? Тебе нравится это? Конечно, мне лично нравится, потому что они Что являются... тебе нравится? Что тебе нравится? Знает свою религию. Ну, такой еврей, как я, японец. да ты японец, вот именно. Ты не являешься евреем, ты японец. Дальше. Никто Кто вас читает? не является евреем, я еврей. Слышь ты, бля, обезьяна, ты не являешься евреем, обоснуй. Ты не являешься евреем, я еврей. Ну, дальше. Как оно есть? Дальше что? Ну? Хармат еврей, по родословной еврей. Хармат. Пусть говорит. Не, Я ему дам возможность. Хармат может 7 поколений своих назвать всех, короче, евреев. Пускай по книге скажет. Хорошо. Пускай по истории скажет. Малахольный, а как вы определили, что Мухаммед, скажи мне, как вы определили, что Ну, ты вообще ваш пророк? позоришь, ты гей, мне кажется, вообще. Тихо, не подгорай, спокойно. Как ты определил, как вы знаете, как вы, мусульмане, определили, что ты говоришь со мной? Почему ты мусульмане говоришь? Я являюсь евреем. Ну, да? Проблема в чем? Да. Ну, и ты мусульманин. Я умнее, чем ты. Ну, и что? В чем проблема? Ну. Проблема в чем? Кто Мухаммед? Выше тебя кто Мухаммед? Кто Мухаммед? Мухаммед кто для тебя? Мухаммед является последним пророком. А как ты определил, что он последний пророк? Ну ты прикинь, ты 500 тысяч лет ты знаешь о нем. И ты говоришь, что ты у меня есть. Я по-английски даже красиво тебе задал вопрос. Писать и не читать. Ну. Он правильно говорит, Мухаммед является последним. О нем ты знаешь. Последний он не знал ни читать, ни умел, ни писать. Ты о нем знаешь сейчас. Пророков? Подожди, ты его читаешь своим пророком? Эй, давай не гори, слышь ты? Я не задал вопрос. Я еврей. Ты, блядь, я тебе говорю, ты чебурек. Тебе надо будет самсу делать. Мухаммед последний еврейский пророк. Мухаммед еврейский пророк последний. Я еврей. Скажи мне, как вы определили, вот ты говоришь, что Мухаммед он пророк. Как вы... Тебе вопрос. Как ты определил, что он является пророком? Пророк. Он не пророк. Ты о нем знаешь сейчас? Не знаю о нем. Это вы мне говорите. Я говорю, пошел ты нахрен, блядь, Леон. Я тебе говорю, ты не еврей. Вы даже самые элементарные вещи. Вы даже элементарные... Я еврей, у меня жена еврейка, блядь. У меня семья еврейка. Ты, блядь, я тебе говорю, ты самозванец конкретно. Егор, в чем проблема? Ты на чем сидишь, братан? На чем ты сидишь? Я сижу на том, что я, например, являюсь тем, что я являюсь, который принявший ислам. Я твою душу шатал. Хорошо. Ну, определи. Скажи мне, Гибор, а то, что он Алишу чпокнул 9 лет, это нормально? А когда Хамуд 55 и 57 АБ, то есть, извиняюсь, Шахуль, он Талмуд, то, что 3 лет его съебать. Мульт, Талмуд. Скажи мне, я тебе говорю по факту. Подожди, а скажи мне, а как наши рабаним вот написали, да? Просят цитату. Слушай, внимание, вопрос в студию. Внимание, вопрос в студию, любимую. Как от наших рабаним попало к вам Коран и сказал, что это Аллах? Получается, наши рабаним Аллахи? Их много было. Слушай, а родные братья и сестры, то, что женятся, ты это объясни? Родные братья и сестры, то, что женятся. А ну скажи еще, Абдулашка, мне. Родные братья и сестры, то, что женятся, это как вообще относится? Нормально? Почему с ума вместе говорят? Почему? Я он об этом с не пациентом знает. разговариваю. С клиентом. Скажи мне, а то, что ваш Коран напрямую отменяет всю вашу религию, это нормально?
Она показывает напрямую, что ваш Коран искажен. Ну, давай мне приведи пример. А понятие «накс»? Я А тебе понятие сейчас- У меня «накс»? вопрос к тебе, у меня вопрос. А Братья и понятие сестры, «накс»? то, что женятся, ты на это ответь, пожалуйста. Есть Подожди, такое? я сейчас с ним... Как? Нету, в Торе нет такого. Как? Не, Есть. подожди, зай колебал. Как? Роберт. Я говорю, что в Торе Я есть, задал что вопрос, братья... подожди, Подожди, братья и закрой сестры. рот, Лимон, закрой Я рот. вам задаю вопрос, я вам задаю, если он не Кровные. может разобраться, Пускай он скажет. я тебе Зачем задаю вы вопрос, скинули? я тебе задаю вопрос, а ты не отвечаешь. Вот ты кричишь, что ты истинный мусульманин. Говори. Вот ты кричишь, хорошо. что ты истинный мусульманин, правильно? Ты можешь мне ответить на первый вопрос? Самый первый простой Я тебе вопрос. задал Вот вопрос. ты кричишь, вот ты махаешься оливчиком, кричишь, что твой Мухаммад он пророк, правильно? Во-первых, я являюсь евреем. Моя мать и отец не являются евреем. Я тебе задаю вопрос. Ты кричал, что Мухаммор, он последний пророк, правильно? Он пророк, ты говоришь. Так, да? Так? А как ты определил, что он пророк? Как ты понял, что он пророк? Я знаю, ты знаешь. Что знаю? Как знаю? Объясни мне. Что знаю? Алисина Амону говорит. Те, которые уверовали, говорит. Кто такие, кто уверовали? А может быть, я твой пророк? Я Может быть, послушай, я Леон, не перебивайте, задал вопрос, да я отвечу. Будь любезен, Давай, конечно. Я являюсь евреем. Блядь, в конце Русским концов. мусульманином, скажи лучше. Нет, не так это. Я являюсь честным евреем. Мне интересно, вы в исламе или в Торе, я не знаю, вы женились на брате, у чеченцев не женились. Вот у тебя какой вопрос к нам? Скажи. У чеченцев конкретно мне вопрос, почему вы предали... Почему вы предали... Ну, Подождите. Смотрите, друзья, всех Например, кто мне закрывает микрофон? Почему вы предали? Кого предали чеченцы, скажи? Кого Вы предали. Дайте мне сказать. Дайте мне Друзья, один момент. Подождите. Не переходим, пожалуйста, на вот эту, скажем так, мериться, там, чья религия правильная, вот на такие темы. Здесь уже не религия. Да, Почему вы предали нашу подожди, у нас один момент. Нам тут никому не интересна религия иудеев, потому что она не миссионерская. Да, никто не собирается тут кому-то, я не знаю, навязывать или принуждать кого-то, чтобы кто-то принимал иудаизм. Если тема идет об исламе, правильно ли он или нет, вот, например, Леон хочет сейчас, да? Леон Ему не нужно является доказать, не правильно он евреем. или нет. Он не является евреем. Почему мусульмане кричат, что Мухаммад последний пророк, и как они его поняли? Я спрашиваю всех мусульман, вот мне жена чихнула, по правду. Ни один из них не может мне ответить. Ни один. Вот. А может быть, я ваш пророк? Поэтому я спрашиваю. Как узнали? Он же Луну разделил. Не хватает, что ли, тебе? Не, вам достаточно то, что он сказал. Луну разделил Мухаммед. Только вот это? Да, мы поняли. Вот это чудо, Да. Одну дольку он мне дал, а другую себе оставил. Нет, я вам скажу, вы не оттуда начали. Я не могу на русском сказать точно, но я говорю то, что Мухаммад является пророком последним, который является печатью. Печатью начала. Мы все поняли, что ты идиот. Дальше-то что? Окей, хорошо. Пророком Наджисов, Пророком Наджисов. Вы является Нохче, который в 1992 году подняли войну. Подняли войну наши некие коммунизмы. Вы подняли войну ради чего? Поставить слово на своей земле, что является ночью и независимо от России. Вы подняли войну и подняли
и были такие... Почему мы подняли? Алло, это? 29, мы ничего не Потому поднимали. что- Один момент. Мы ничего, наш народ не поднимал. Потому что вы боитесь на Путина. наступа в 94-м напали и сказали, что мы являемся чьим-то внутренним делом. А потом вот такие, Нас как только ты. что обвинил Такие, в том, что как мы ты. что-то подняли. Да, такие, как ты, пришли и в 99-м начали, короче, промывать Нет. мозги. Степашинский ваш Жамал. Такой докумар. Нам нашим Кто вот такой этим будулакам, как сейчас Кто ты такой? делаешь, вот точно так вот промывали Кто мозги. такой? И взяли куда-то, затащили ваш степашинские вот эти вот исламские игры. Вы являетесь теми, которые вы боитесь трусами. Вы, которые не вышли. против всей этой Русские системы. исламисты. Вы Русские боитесь. исламисты. А Докумар вышел. Вы Русские чистые. сами Басаев вышел. Вы трусы. А Я ты в являюсь православии? чем А ты в православии, да? Вы трусы чеченцы. Вы трусы. Вы трусы, которые не поддержали эту политику. На эмоции не переходим. Аккуратно. Вы- Подожди. Алло. Смотри, Алло, 29. я ставил Аллаха в позу намаста раком прямо на его троне. Вы, Я блядь, я понял? вам скажу. Я вы, ставил блядь, поколение, Аллаха не- прямо не на его учу. троне в позу Не раком учите намаста. Ты меня понял, своих ублюдок? детей, я вам скажу. Вы Я своих детей я почему не опустил научите? даже Аллаха. Какой трус, ты что тут гонишь? придурок? Слышь ты, блядь, я тебе скажу, обезьяна, ты, блядь, побоялся, блядь, конкретно. Я тебе Обезьяна говорю. был ваш пророк, нахрен, Конкретно. который Я срал где лично попало. говорю. Слышите Который меня? срал где Послушай камнями меня. потиралась. А как вот ты. смотрите, русские хотят заставить чеченцев принять педофилию. Вот смотрите. Говорите, что Докумар не является Да, русский педофил, подойди. Конкретно я вам скажу, вы трусы. Завтра судный день, я вам Да, конкретно говорю. Полкан, вы, блядь, стой, позорище, блядь, Полкан, чеченского Полкан, стой, народа, Полкан. блядь. Полкан, Первый стой. кавказского народа, Полкан. блядь. Потому что вы, блядь, знаете, что является Кадыров, блядь. Алкаш, блядь. Кефиром, блядь. Полкан, Вы, стой. подчиняйтесь. Вот русский православный исламский вот этот деятель, вот этот, 100% он русский, и хочет заставить чеченцев принять вот эти грязные вещи, педофилию там и так далее, да? А ты хочешь, что я его знаю? Я его знаю, он на других местах был по другим никам. Я его рассказывал свою историю. Я его знаю, кто он лично. Я его слышал, я сидел, внимательно слушал этого человека. Он постоянно под градусом. Он в России живет. Постоянно под градусом. Вот под градусом он мусульманин, да, ты его поддерживаешь. Если в России он живет, мы его на СВО отправим. Еще рассказывал свою историю, что он типа из чеченцев. Он там короче, у него мама, папа чеченцы, он иногда рассказывает. Понимаешь там? Я слышал его много раз. Это не один раз, я его уже знаю. А что он меня хочет заставить, какой-то русский, вот смотри, вот эту грязь принять. Вот. Мне интересно вот это, как он хочет меня заставить. Он зашел под ником, что он еврей. Здесь он зашел под ником, что он еврей. В другом месте я его слышал. Он говорил, что его папа, мама чеченцы. Его притесняют. Ты слышишь? Он в Его в Азербайджане России живет. притесняют. Эту грязь он как хочет заставить нас принять, вот я не пойму. Азота. Он живет в Азербайджане. Ребят, да вообще похуй, где он живет, вообще, но русский православный исламист. Недобрый вечер, педики. Ребят, пока эта обезьяна не Порода начала ваша проявлять свою гнилая. жалость, Леон, можно тебя негры. Педики, посмотрим сейчас, кто педики из нас. Ну-ка, давай. Давай, подождите. Ты, Вы обоснованные Мухаммед педики. женился 53 года на 9-летней Айше. Это он педик? Этого Педофил? тебе не понять, старый пердун. Смотри, Леон, я понимаю, что ты в жопу ебаться любишь, Леон.
Пупсик, наоборот, Ты наверху это старым- пупсик будешь своему, Рот пупсик будешь ты своему закрывать, брату когда говорить. я говорю, ты свой рот Алихан, закрываешь. Алихан, ты от своего закрой, Захлопывай свой рот, когда я говорю. Вы никогда не... Как раз таки. Можно мне сказать, пожалуйста? Позорники. Как раз таки он старый пердон, и как раз таки он... Эй, и как раз он и поймет, потому что старый пердон... блядь. Кому, если не старому пердуну... Вписывайте себя, чеченцы. Народ, а вы Я чешки. твою душу и всю родню, все твое Я село и твою страну давно, забрал. я твою давно. Рот свой закрой. Ты когда свой народ предал, тогда тебе все отъебали. Как черт Почему если обезьян поднимаете? Можно ты оторвался от своего каравана, блядь. Ты не понимаешь, блядь. Тебя от петуша... Нет, подожди, вот какое ты имеешь отношение к нашему народу, я не пойму. Вот этот, кто поднялся, вот этот. Я не знаю, что он. Как раз-то я и понимаю, если я сегодня выйду, старый пердон, зайду к своему другу и скажу, выдай за меня свою 9-летнюю или 6-летнюю дочь, блядь. Вот тогда посмотрим, кто из нас пердун, блядь. А? Можно вопрос задам? Можно. Короче, всем шалом, всем маршо, всем баревдзес, всем привет. В христианстве, короче, есть крещение Духом Святым и водой. А в исламе что там есть, кроме колодца Будда? Как там крестится? Верблюжьей мочой. Спасибо. Еще менструальная тряпка. Тряпку надо менструальный в стакан поставить. Стакан. Роман, ты знаешь, тому, кто в доме, по-моему, я не понял. Рекламу не делаешь. 3 литра $100, 3 литра в подарок. Верблюжья моча, чисто качественная. Вся умма фаршманутая практически. Вы не понимаете, ислам он хороший, но это люди неплохие. Ислам он хороший. Ислам не хороший, ислам идеальный. Люди идеальные. Салам алейкум, пока, мужики. Пока. Ты, Маша, добрый вечер, ассаламу алейкум, да. Валейкум салам, маршрут. Ребята, на оргию едем в Мекку, короче. На оргию. Что? Выключите этого человека наконец-таки, пожалуйста. Он сразу ислам, короче. Вот это 95% который, да, 95%, он очень опасный. Ислам надо потихоньку подавать. Ты сразу, короче, без прелюдий. Ты опасный человек. С тобой на разведку никогда не пойду. Я просто перешел на новую систему, братан. На новую систему пикапа, да? Именно пикап. Когда я начинаю это говорить, сразу заходит. А вы уже обрабатываете по своей системе. По старинке. Взрослые люди и такие вещи тут, я не знаю, шутите вообще. Блин, вот мы сами так думаем, знаешь, всегда. Просто ислам есть ислам. Ничего поделать не можем. Исправить, улучшить его никак. Не, одно дело, я, например, не мусульманин, как бы, да, но одно дело быть как-то далеким от этого, другое дело, вот здесь взрослые люди и такие вещи, например, говорите. Я не знаю, это, ну... Сочувствующие. Какие вещи? Это не сочувствующий, просто это грязно, как бы. Взрослый человек и такие грязные вещи делает, говорит. Что, хочешь... Подождите, я не понял. Ты хочешь сказать, что пророк Мухаммед был грязным существом? Не, грязные вещи ты говоришь, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Ну, и мы вызываете ради привлечения аудитории... Можно я это скажу, пожалуйста? Я не хочу перебивать. Нет, не можно. Я закончу и скажешь.
Мы говорим хадисы. Мы передаем, рассказываем только хадисы. И ты заходишь и говоришь, что вот это взрослые мужики, и это как-то некрасиво. Вот эти вещи говорит. А мы только хадисы говорим. То есть поступки пророка Мухаммеда. Его слова, его рекомендации. И ты говоришь, что это грязно все. Получается, ты утверждаешь буквально, что пророк Мухаммед был грязным, неприличным существом. Ну, окей. Ты мне говорил, что грязно это, понимаешь? Ты наши слова сейчас подтвердил. Красавчик, молодец. Тогда он не сочувствующий. Где он? Ты с нами в Мекку поедешь там на оргию? Кстати, хорошая идея. Где-то там сальто делает, мне кажется. Где-то там стул, столы, короче, все поли летают там. Кефиры. Не хотите эту красоту принять, вот это все красивое. Грязные кефиры. Роберт, микрофон, включи свой микрофон. Да. Больше не сочувствуешь ты? Не, я сказал, как бы, да, это просто со стороны взрослые люди и такие вещи, например, говорите, шутите, например, и ненависть вызываете. Зачем это делать? Ты просто не дорос, просто чувствуешь себя недоросшим. Нас Нет, взрослыми ну ты называют. же ненависть Нас привлекаешь даже от своих Нет, ну ты же назвал соплеменников. нас только что Зачем? взрослыми. Ты же назвал нас Подожди, взрослыми. подожди, Правильно? я не тебе говорю, подожди. Может, подожди. ты не дорос просто. Подожди, я не с тобой говорю. Как его, Хармат или как он там, как его зовут? Ты же вроде чеченец, да, насколько я понимаю? Ага. А смысл есть ненависть от своих соплеменников притягивать вообще вот такими разговорами? Да, конечно. Знаешь, какой выхлоп, братан? Ты даже себе представить не можешь. 100%. Ну, понятно. Ну, я как бы не вытягиваю ненависть. Если кто-то ненавидит, это его проблемы. Я не пытаюсь кому-то понравиться или чтобы кто-то ненавидел. Я на стороне правды, и я говорю правду. Не кидаю ее как грязную тряпку, надо сказать. Как есть, пытаюсь донести до людей. То, что они за это видят или ненавидят, или... Ну, ты же это можешь без грязи делать, обоснованно, с фактами. Да, вот смотри, я тебе просто свою точку зрения скажу. Например, я арабов тоже, например, не люблю. Но когда ты, например, вот эти грязные вещи говоришь там, да, про мусульман, ты задеваешь не только там арабов там или кого-то,
Ты задеваешь еще кавказские народы и другие народы, которые А в мы исламе против арабов находятся. ничего не имеем, мы против нации ничего не говорим. У тебя вот нацисты... Нет, это евреи нету имеют. Евреи у нас имеют против против арабов. арабов. Я знаю, что говорю. У нас у евреев нету ничего против арабов, у нас только против радикальных исламистов-мусульман. Леон, Ну, Блин, я с полиции, я сказал, у нас у евреев. Блин, с полиции. Меня Ты сейчас пришел слышно с тут? претензиями. Подожди. Сейчас, секунду. Ты пришел сейчас с претензиями. Я хочу, подожди секундочку. Вот ты сейчас пришел с претензиями, что мы там искажаем, мы оскорбляем, что-то не делаем, не то. Я постоянно ко мне претензиями, вот ты что-то меня оскорбил, мою религию. Я спрашиваю, где я оскорбил? Да? Мы читаем ваши не хадисы. только ты один Что? оскорбил. Не только Хорошо. ты один оскорбил. Где мы оскорбили? В нормальном... Нет, ты прекрасно понимаешь, что что тут происходит. Я про другое говорю. Что как происходит? В нормальном обществе цивилизованном никто чужую религию не трогает. Это самое последнее, что ты можешь сделать, когда религию это чужую трогаешь. ты считаешь это религией? Сейчас, секундочку, братан, секундочку. Ты считаешь это религией? Неважно, ее считают 2 миллиарда человек. 2 Смотри, миллиарда давай, или ты со мной- человек. Подожди. Нет, или ты со мной, 2 миллиарда. подожди, или ты... Стоять. Подожди, или ты со мной говоришь, вот Роберт, вот когда вот эти 2 миллиарда человек захватят твою страну, установят шариат, завяжут тебя и прямо перед тобой будут пердолить твою жену, вот тогда я тебя послушаю. Смотри, я тебе расскажу, например, свою нелюбовь про арабов, почему, например, обоснованно, а не так, как ты, например, это преподносишь. Роберт, Вот тут нет смотри. Роберт, Нет, подожди, дай я договорю, пожалуйста. Роберт, я ж тебя не перебиваю. Роберт, не надо нас делать, во-первых, оскорбляющими ислам, ненавидящим всех арабов. Не надо нас делать нацистами, фашистами, расистами. Конечно, я тебе не дам договорить. У нас нету никаких претензий к арабскому этносу. В общем, есть прекрасные арабы, золотые люди, есть христиане-арабы, есть язычники-арабы, есть атеисты-арабы, золотые люди. У нас нету ничего против них. Мы занимаемся критикой ислама. И все. Идеологии, как коммунизма, как там атеизма, не знаю, и других каких-либо идеологий. Мы ее просто критикуем. И все. То Роберт сказал, что ему арабы не нравятся. Он сам нацист. Смотри. Обосновать это хочет. Он обосновать это хотел. Дайте ему обосновать ненависть к арабам свою. Да. Вот я спрашиваю сейчас, первый вопрос, когда ты с нами разговариваешь, отвечай. Я говорю, где ты я видишь говорю, Стой, я говорю, во-первых, я говорил не ненависть, я говорил не люблю. Услышь вопрос, внимание, подожди, ты пришел к нам с претензиями. Где мы оскорбили ислам, где мы оскорбили сейчас ислам? Давай, вперед. Дай пример хотя бы. Лично, если арабку какую-нибудь в день один раз салам алейкум не сделаю, я не могу нормально жить. Леон, да оставьте это разговор, если все равно ни к чему не приведете. У меня к тебе вопрос. Курбан это был иудейский праздник? Нет. Откуда вы взяли это? Ну, один там я слышал. Ну, я спрашиваю, откуда вы взяли вот это? Вот я спрашиваю всегда, откуда это все взято, я не знаю. Вот вы, когда вот что-то говорите, хотя бы прочитайте информацию, что-то, откуда, где, как. Информация у него есть Прикол в том, что я, будучи не мусульманином, чувствую ваше издевательство, например, да, там, над этой религией. В этом... Подожди. Кто его спустил? Я спустил. Я что, не могу здесь разговаривать, что ли? Полчаса ору тут, никто не замечает.
Или что, кроме пару человек тут нельзя разговаривать? Если я что-то говорю, ну, можно же пару минут подождать. Тебя вообще не слышали, говори, брат, чё? В этом Википедии показал он, что Курбан был иудейский праздник. После того, что какой-то храм разрушили, ее после этого отменили этот праздник. Он показывал. Я поэтому спрашиваю, это правда или нет. У нас Бхармат только еврей, он спроси, он 7 поколений знает своих по отцу. Бхармат ответит на этот вопрос. Не, Пармат не еврей же, евреи должны это знать. Я не говорю, что это был, я просто спрашиваю. Слушай, я уже объяснял, я устал, так поэтому я включаю свою подружку, сейчас она тебе все расскажет. Да, где ты скажешь? Слушайте, давайте. Слушайте, я уже... Праздник Курбан-Байрам, Ид-аль-Адха, арабы взяли из общей авраамической традиции, корни которой в иудаизме Торе. Это не прямое копирование, а переосмысление в исламе. Краткая история. Общая основа – история пророка Ибрахима, Авраама, которому Бог повелел принести в жертву сына. Это одно из самых древних повествований авраамических религий – иудаизм, христианство, ислам. Авраам считается общим предком, евреев через Исаака, Исхака, арабов через Исмаила, Измаила. В иудаизме Тора, Бытие 22, Авраам должен был принести в жертву Исаака. Это событие называется акида, связывание. Бог остановил его и дал барана. Евреи вспоминают это на Рош-Хашана, еврейский Новый год, но не празднуют ежегодным массовым жертвоприношением животных. После разрушения второго храма в 70 грамм на живот Ноэликрак кровавые жертвы в иудаизме прекратились. Слово «курбан» – «жертва» тоже еврейского происхождения. На иврите «карбан», «курбан». В исламе Коран, сура 37. Та же история, но сын Исмаил. Праздник Ид-аль-Адха отмечает послушание Ибрахима и замену сына бараном. Это часть хаджа. Мухаммед представил ислам как возвращение к чистой вере Авраама. Кто от кого взял? Хронология. История Авраама описана в Торе примерно за 1500 Короче, вкратце, я уже 1000 раз вам объяснял уже, что слово взято с иврита, взяли случай с Торы и сделали мусульман из этого праздника. Все. Да, но это же делается на Пасху только. Нет, это не на на Рош Хашана. На Рош Хашану, да, но есть... Поэтому они пытаются... Послушай, что они пытаются сделать. Они пытаются всеми силами взять, притянуть опять за уши, что это было, мы это делали. У нас такого не было, нету. Слово взято от нас, случай взятый из Торы. Посмотри, насколько... Она не стоит ничего. Да. Ну, представляешь, насколько они клоуны, да? Они берут случай от нас, из Торы, это раз, слово от нас, и пытаются притянуть вот это, что от нас это взято, что мы это делали. С возвращением тебя, Фогель. Это взято было с Рош Хашаны на самом деле. Песах это другое. Есть Песах тоже это Курбан, это тоже дело. Это другое, это еще живут, это другое. Случай, что они пытаются взять с нашего слова, от нашего слова, что у нас случилось, и притянуть то, что якобы мы это делали. Потому что они Подожди, вот это вот барашку, заколония, барашка, это же есть, как бы, или нету его? Он должен был убить сына, его Творец остановил, да? Да, и потом прислал вот это правильная критика, а не то, что до этого было. То есть вот это то, что до этого приносили в жертву богам людей, как бы, там это как бы запрещается, и приносить барашка надо вместо людей. Поэтому он говорит, что нельзя дай мне барана, и все, это закончится. Но что у мусульман происходит? Они должны к чему-то привязаться, понимаешь? За уши притянуть.
То есть они взяли от нас случай. В Торе это называется Акидат Ицхак. Акидат Ицхак. Так называется. Нахон. Теперь они должны взять, притянуть за уши этот случай, наше слово и то, что у нас было, и сделать вот этот обряд. И они до сих пор делают Курбан Баран, это они делают. Другой момент, я хотел бы... Вот этот, смотри, Подожди, ты говорил, что... Подожди, я скажу. Можно я 2 минуты... Можно я до конца скажу? Получается, мусульмане идолопоклонники. Все, вперед за родину. И еще я Можно, скажу. пожалуйста, 2 минуты? 2 минуты, пожалуйста. Давай. 2 минуты. Кто-то же говорил, где мы оскорбляем... Мухаммед одно дело, например. Ну, кто-то тут оскорблял Всевышнего, например. Пророк, он не пророк, например. Ну, если просто из уважения, например, к Всевышнему, да? Зачем, например, вот те грязные вещи, кто там говорил, Вендетта, да, по-моему? На моей голени. Зачем как бы говорить на Всевышнего такие вещи там? Ну, мне даже, я не могу даже эти слова сказать. Может себя отвечать, он может или нет? А ты считаешь, что это религия? Я могу религия это ислам? объяснить. Я могу это Нет, объяснить. религия не если мне религия. дадут разговаривать, я могу Да, это говори. объяснить. Если мне дадут разговаривать, я объясню это. Дело в том, что ни Аллах, ни пророк, этот, который мы его разговариваем, они не являются ни от Бога пришедшими, ни именем Бога это тоже не является по иудаизму. Это все, что они пародии делали, вот эти вот сравнивали, там этот, накладывали на ишмаильскую, подожди, не вмешивайтесь, на исмаильскую религию, которая она предшествовала до ислама, до объединения всех этих племен. Там уже исповедовали ишмаилизм. Ишмаэль – это пророк, который сын Авраама. От него вот это все прошло. Он уже, когда там жил, он получил все знания от Авраама и на основе уже своей матери, когда они были изгнаны из дома. Агарь, которая была египетская, вот это, она из этих кланов была, вот этих вот трайбов, то, что мы называем, понимаешь, вот эти арабские. Она уже наложила вот это вот то, что и Исмаила они выделили для того, чтобы оправдать себя, что он наследник, Ну, что это, он настоящий смотри, наследник, что их незаконно. как можно, например, даже если это не настоящий пророк, например, просто чисто из уважения к Я тебе Всевышнему, объясню, ну, почему из это не является богобоязненности... богохульством. Я тебе объясню, почему это не является богохульством, где написано «эль». Слово «эль» не является святым. Оно является все, что выше, как на уровне ангелов, божество. Вот это называется «эль». «Эль» — это не имя Бога. «Эль» — это не имя Бога. Понимаете? Подожди, привязать Аллах и Эл? Как вы привязываете к этому? Вы хоть понимаете, Я как объясню. написано на иврите? Я объясню. Я не вас спрашивал. Илаха, то, что они называют Иляха. Понимаешь? Это слово Эль и Ага, вот это то, что это идет, это сокращенные имена этого бога войны, короче. Я еще раз объясняю. Бог Луны его тоже называли. Хубала, короче. Там они делились на 3 разные, на несколько этих, разные эти были. У них были еще жены, у этих богини. Знаешь, друг, ты до конца не изучил этот момент. Я В древней Иудее Эль и Яхве, он слитый, например, есть, если ты прогуглишь и посмотришь, например, Нет да, такого, это неправда. есть. Это Ты можешь посмотреть. У нас тоже Всевышний это Эл, как бы у нас у чеченцев. Если что, к слову просто. Не, ну, такие вещи говорить там, вот этот, там, как-то там Всевышний поставишь или что-то Дейл, сделаешь, например, зачем... На чеченском Дейл. Сама основа, подождите. У нас основа, корень Всевышний это Эл. Это Д представляется как бы Всевышний. Всевышний дня это можно интерпретировать. Бога можно... Всевышний Так всей Богом... силы как бы. Да даже если бы это был... Да даже если...
Света это переводится. Это Всевышний света, божество света, короче, как бы переводится. Господь там на чеченском. Это правильно. Всем привет. Можно я быстренько 2 слова скажу, пока у меня есть возможность? По поводу Эль хотела человеку объяснить. Эль на иврите — это просто божество. То есть Зевс — это тоже Эль. Окей? Я не знаю, Один — это тоже Эль. Это секундочку, Зрубабель. Можно не перебивайте, пожалуйста. Тяжело говорить, когда перебиваю. Вот это всего лишь навсего божество. И у нас в Торе есть имя Всевышнего, которое скрыто, которое произносить нельзя. И вот именно к этому Богу, да, мы и обращаемся. А Эль не имеет никакого отношения. То есть вот Аллах — это тоже Эль. Да можете не переживать, но вы можете не перебивать. Страха Вы нету, можете я не вот этот момент перебивать. говорю. Да, извиняюсь. Подождите, пожалуйста. Да, подождите, пожалуйста. А Аллах — это тот же самый Эль. Это божество, которому поклонялись люди. Языческое божество. Вот и все. Поэтому страх чего должен быть? Страх языческого бога. Мы Это должны вы- испугаться языческого бога. Вы думаете, Зевса нужно испугаться? Кого нужно бояться? Скажите, пожалуйста. Ну вы Это же на языческое божество. 100%, Я на 100% уверена, да. На все 100%. вы на я уверена, что 100% это не языческое можете быть божество. уверены в этом. На 100. Я на 100%. Представляете, я уверена на целых 100%. Больше скажу, на 150. Это языческое божество. До Исламской Аравии, да, был пантеон, закрой рот, был пантеон богов. Закрой рот. Был пантеон богов. Языческий бог. Изучите, пожалуйста, историю, да, религиозную историю до Исламской Аравии. И вам все станет понятно. Захлопни свой спермоприемник. Так вы можете посмотреть, прогуглить, Так, то, что понятно? Эль это древний, Я молчу. это древний иудейский вообще бог ваш. Это ваш бог, который... Послушайте, вот я вам сейчас объясняю, да, как человек, который понимает и разговаривает на иврите, что Эль — это божество, переводится как божество. Любое божество, любое. Услышите меня? Что не докажешь, они Или тебе вы все равно будут не обратно догоняете? доказывать. Вы по-русски понимаете русскую речь? Я же вроде бы изъясняюсь понятно на русском языке. Эль — это любое божество. Зевс — Эль, Аллах — Эль, Один — Эль. Понимаете или нет? Я думаю, я понятно изъяснилась. Окей? У кого... И пошли под Эль. Понимаешь? То есть Эль, когда к тебе подошел к Египту фараон, сказал: я здесь Бог. Я здесь это. Понимаешь? Я думаю, любой раввин бы не согласился с вами двумя. Я думаю, любой раввин бы не Господи, согласился Боже с мой. вами двумя. Послушайте, вы не имеете никакого отношения ни к Израилю, ни к ивриту, ни к иудаизму. Вы мне сейчас говорите про раввинов. Я вам еще раз говорю, в Торе написано, что там, если мы будем брать именно историю, Всевышний там говорит, что я поставлю тебя, Моисей, Элоим над фараоном. Он его ставит Богом над фараоном. Окей? Элоим. Божеством. Смотри, Обычным божеством, понимаете? еще И другой момент, справедливым что судьей одновременно. иврит это урезанный вообще язык. Давайте вы не будете прыгать. Давайте вы не будете прыгать с темы на тему, да? Вы утверждаете, как будто... Послушайте, Знающие иврит тебе говорят. как же тяжело разговаривать, блядь. Дай Бог вам здоровья всем, у вас просто невероятное терпение. У меня его Услышали, нет. все, не надо им ничего повторять, это бесполезно. Тебя услышали, спасибо. Вы сейчас как уж на сковородке, Роберт. Вы пытаетесь с одной темы перепрыгнуть на другую, потому что в другой теме аргументов не осталось. Я понимаю. В том, Ладно, что... всего хорошего стрима. Слушаю вас внизу. Извините, пожалуйста. Все. Всего доброго. Я внизу. Спасибо, Ивраим, что подняли. Пытается надавить на этот... Где он? Дай мне его сюда. Дайте мне его сюда. Он нас обвиняет. Я хочу его послушать. Меняет тему. Где он? Поднимите его, пожалуйста, этого. Малахольного. Красавчик Малахольного. Где этот мой Малахольный? Я просто ищу в чате его. Где этот Малахольный? Поднимите этого пациента сюда.
Всех приветствую. Да, мне просто интересно, мне интересно понять, они Приветствуем, приходят всегда приветствуем. к нам претензии, что мы оскорбляем, Карма, мы привет. унижаем. Привет. Мы оскорбляем, мы унижаем. Когда мы объясняем, что у них пишется в Коране, они сами же и говорят, это неправда, искажает, сами становятся кафирами. А потом приходят и говорят, мы что-то не то делаем. Что не то? Я открываю Парамат, другие открывают ихнюю книгу, ихнюю Камасутру. Это не религия. Я опять говорю, не может быть религия нести вот такие вещи, что у них. Это не религия. Религия опять, она может нести добро, что-то учить человеке, там, да, выдержки, каким-то вещам. А где убей, прибей, забей, джизу, жены, вот эту Камасутру, что он сам Саиши делает, или вот там с этим медом, оставь, ну это же не то, это какая-то там непонятная вещь происходит. Это не религия. Там, ну, сдержанным, к чему-то хорошему учить, да, не убей, не укради, не своруй, там, не кури и всякое такое. Правильно? Ну, пример, плюс-минус. Ну, примерно, Тут, да. да. Тут давай так, замочим христиан, замочим евреев, замочим неверных, выйдешь из ислама, тебе хана, пошли дальше. Захватили жен, изнасилуем, джизю плати, и там пошло вот это. Сам пророк вообще там целый, ну, если он был, да, потому что как бы доказать, что он тоже был, кайфовал вообще, там, то мед кушал, там, по женам бегал, то кахал на кладбище где-то, какую-то там мать. Там вообще такое идет, там целый раз постоянно слушаешь вот эти моменты, достоверные эти хадисы, это вообще полное. Особенно Аль-Бухари, это был чистый агент Масада в прошлом. Я уверен в этом. Это был такой, знаешь, конкретный засланный казачок. Он открыл всем глаза. Ибн Анус был в Масаднике. Еще и Бананус был, и Ибан тоже был там, да, там все были. Такие названия смешные. Ко мне говорит, я не знаю. Вы должны отдать должное, спасибо сказать имаму Аль-Бухари, что до нас дошли все эти истории. Если бы не он, люди бы не знали, что творили арабы. Говорим спасибо. Все вместе, ребята. Давайте скажем спасибо ему. Спасибо. Да, люди бы не знали, сколько камней нужно, это самое, сколькими камнями нужно пользоваться, как там, ну, короче, вот такое все. Ибрагим, приветствую вас. Приветствую. Вообще всех поприветствую, но я просто не знаю, кто меня знает, не знает. А почему у тебя мяу написано по-чеченски? Я не понимаю. Я не знала, что это по-чеченски. Я думала, это по-английски. Потому что если это читать, как читать, ну, с английскими буквами, это получится мяу. А как и должно быть? Ну, я же по-английски писала. Викульчика, привет тоже, да. Так, вы о чем говорили? Я половину разговора прослушала, меня не было. Я цитировал здесь хадис Ибана Ануса. И после этого они все стали на нас атаковать. А Вика про что говорила? Она что-то тоже читала и устала разговаривать. Смотри, ты же пользуешься GPT, давай я тебе насчет Эля сейчас включу. Да, привет, Астра, как ты? А почему ты не ответил на мой вопрос, когда я тебе задавал вопросы, вот ты переходишь на эти другие вещи? Эль – это природная сила. Эль – это у нас переводится в Торе. Перевод – это природная сила.
про раком и не раком я тебе ответ даю, что Эль — это Эль, который и у Что вас такое Эль. Эль? Что такое Эль? Понятие Эль. Ты знаешь, что такое понятие Эль? Сейчас. Эль, ты являешься носителем оригинала языка. Ты же не являешься, ты же не понимаешь, что там это. Ты что тут вставляешь всякую ерунду тут? Тебе объяснили уже. 2 человека, я объяснил, девушка зашла, объяснила. Тебе этого не хватает? Сейчас я его GPT тоже ставлю. Подожди, давай, пускай он включит, давай. Сейчас, секунду. Ты заводишься, Зрю, не заводись. Спокойно. Огель у нас сочувствует. Он А сочувствует. ну расскажи мне в голосовом вот про Эль. Эль – это древнее семитское слово, которое означает «бог» или «божество». В еврейской Библии, Танахе, оно используется для обозначения Бога Израиля. Например, Бог в Торе называется Эль-Шадай, Бог всемогущий. Многие библейские имена, такие как Исраэль, Михаэль, Гавриэль, содержат Эль именно в значении Бога. То есть Эль – это не чужой Бог, а одно из самых древних обозначений Бога в авраамских традициях. Там уже 2 ошибки я заметил. 2 ошибки. Во-первых, это не Бог, это не означает Богом в иврите. Во-вторых, там Шадай, слово Шадай не означает всемогущий. Делай с этим, Роберт, что ты хочешь. Ты можешь сальто делать, морально делать. Нет, я просто доказал обратное, да, для по фактам как бы. Ты, видимо, квадратный, он сказал тебе божество, слушай. Дальше. Ты, видимо, не понимаешь, о чем ты говоришь. Слушай. Это божество, то, что мы тебе говорим, божество, не Бог. Слушай. Да, ребят, можно пару слов? Смотрите, дело в том, что Эль, Эль на иврите это древнее семитское слово, которое в первую очередь означает Бог или божество. Основное значение в иврите Эль это общее название для Бога с маленькой буквы или один из титулов Бога с большой. Оно часто используется в составных именах Бога в Танахе, в Ветхом Завете. Эль-Шаддай – Бог всемогущий. Эль-Эльон – Бог Всевышний. Эль-Гибор – Бог крепкий, воин. Многие еврейские имена содержат Эль. Израэль – борющийся с Богом. Михаэль – кто как Бог. Гавриэль, Даниэль и так далее. Происхождение. Слово «эль» гораздо древнее иудаизма. Оно пришло из северо-западных семитских языков, ханаанейских. В древней ханаанской канонитской религии Эль – это имя верховного бога, главы пантеона, отец богов, создатель мира, мудрый старец-бык, символ силы и плодородия. Израильская религия постепенно переняла и переосмыслила этот термин, отождествив Эля с Яхве, Господом. Насчет природной силы, а не бога, некоторые современные интерпретаторы, особенно в альтернативных эзотерических или силовых подходах, пытаются представить Эль не как личностного бога, а как безличную природную силу, мощь, энергию или силу за всеми силами. Это частично опирается на этимологию. Корень связан с понятиями силы, могущества. Древнее описание Эля как творческой, порождающей силы природы. Отец богов связан с плодородием, горами, небом. Некоторые проповедники... Понимаешь? Это у нас в Торе написано, объясняет то, что значит Уже этого достаточно, чтобы не оскорблять его. Уже этого достаточно, то, что он там произнес. Просто давай на этом остановимся, как бы взрослый человек. Можно я договорю, пожалуйста? Можно я договорю? Ты не понял, подожди, я тебе объясняю. Подожди, ты, мы оскорбляем этого сатану, который Мухаммед... Подожди, дайте, подожди. Тебе сказали, это божество. Это природная сила. Поэтому мы пишем, у нас в Торе написано Адонай. Но тебе об этом не знать, потому что ты это не знаешь, ты Тору-то не открывал. Понимаешь? Смотри. Я не... Даже до конца, да, я тебе объясняю. Поэтому мы в Торе читается Адонай. Не Адонай. Тетраграммофон, его имя, настоящее его имя, это Юд-Кей Вав-Кей. Юд-Кей Вав-Кей. Правильно. Вы этого не знаете, потому что вы не читаете. Вы скопировали что-то и услышали, и начали... Причем вы, причем я-то, причем здесь? Я ничего не копировал. Ты договорил, можно у тебя какие претензии? С мусульманами не один бог. Можно я договорю, пожалуйста? Сатана. Какие у тебя претензии? Можно я в ответ? Вот я тебя дослушал, я же тебя дослушал. Подожди, я тебе ответил, послушай меня. Теперь ответь на мой вопрос.
Ты пришел к Парамату, ко мне, другим сказал, мы оскорбляем, мы здесь читаем, когда хадисы Коран. Тараком ты говоришь, некрасиво. поставим туда-сюда. Это что, не оскорбление, что ли? Кого? Раком, Кого? ряком. Мусульман Ряком поставим раком. Я Коран задел мусульман. Раком. Ты это Раком. слово, ты сказал, употребив, не ты, точнее, а другой, употребив это слово, ты сказал, что сделаешь так, сделаешь сяк. И что-то там еще ты грязное. Конечно, мы поставим, Не я ты, тебе точнее. послушай, Так, я смотри, тебе... Леон, наш гость хочет тебя по статье 148 УК РФ, короче, привлечь, понимаешь? А ты как бы... Мусульман ряком ставить не надо. Они уже стоят ряком 5 раз в день. Они могут стоять... Слушай. Так, Нет, дело не в мусульманах, а именно это слово. Это слово Протестую. Статья 48, вернее, указ Уголовный кодекс Российской Федерации 148. Нельзя чувство верующих. Ну я понял, вы не даете, да, там сказать. Я, например, Аллах слушаю, ставит, когда Аллах, кто-то это что-то нет, говорит. Аллах ставит их ряком 5 раз в день. Одно дело, когда вы там, я не знаю, что-то говорите там про людей, а другое дело про Бога вы говорите такое. Когда мусульмане стоят молятся, они стоят раком, все нормально. Теперь смотри, ты считаешь, ислам это религия? Они не раком встают, они поклоняются Богу. Аллаха, рябы. Нет, прошу не цитировать Рамзана Ахматовича. Прошу не цитировать. Ты считаешь, ислам это религия? 2 миллиарда человек верят в нее. Это религия, значит. Она признана миром. Она признана миром. Роберт, сейчас, секундочку, у меня к тебе вопрос. Ты сочувствуешь всегда всем? Ты всем сочувствуешь, кто раком стоит? Роберт, ты всем сочувствуешь? Я просто не могу пройти мимо того, мимо грязи такой. Просто мимо открытой грязи я просто не могу пройти и не сказать, например, там что-нибудь. Роберт, смотрите, когда вы считаете заведомо в априори Аллаха Богом, то вы уже делаете ошибку. И вы говорите, 2 миллиарда человек верят, значит он Бог. На Земле живет 8,5 миллиардов человек. Причем? То есть, остановись. Подожди секунду. Я уже насчет этого говорил. Не торопись. Слушай, стой, не перебивай. Смотри, когда ты говоришь, 2 миллиарда верит, и это достаточно, чтобы это был Бог, это недостаточно, это необходимо. Но есть еще один принцип достаточности. То есть, когда ты говоришь, что 2 миллиарда верят, а 6,5 миллиардов говорят, это не так, то есть о чем ты говоришь? То есть этот твой термин, он смысла не имеет, понимаешь? Тот пример, который ты приводишь, нет, я не договорил. И ты столько наговорил, я сейчас просто хочу поставить точки над «и». То есть все эти вещи, которые ты говоришь, что вы оскорбляете Бога. А с чего ты взял, что он Бог? Аллах. У тебя есть доказательства, что он Бог? Да, отвечай. Ответить? Сейчас доказательства до этого были, если ты не слышал, там слово «эль» есть. «Эл». Еще один раз. Если я тебе говорю... Остановись. Отвечаю на твою чушь. Секунду. Нет, если ты сказал, можно мне договорить? Или ты только сам... Я тебе уже отвечаю на твой вопрос. Что ты голос повышаешь? Ты можешь цивилизованно разговаривать? Я тебя выслушал, ты можешь выслушать? Ты можешь выслушать? Ты можешь выслушать или нет? Или у тебя это не получается? Да говори, чушь свою. Да, я говорю, что чисто даже Бог, он не Бог мусульманский. Если там есть эти слова «эль», «эллах», то не нужно его там раком, не раком или что-то в этом роде. Это даже неприлично произносить. Это можно, пожалуйста, я договорю? Можно я договорю? Тебя не учили думать, что надо дать человеку договорить, а потом Его отвечать. надо ругать, есть хадис, который об этом говорит. Сейчас Вендетта подтвердит тебе. Смотри. Если даже просто предположить, да, например, что даже если он, например, вот мусульмане не религия там истинная, но если в этом слове у Бога есть
вот эта приставка «эль», «эллах», «элохим», я не знаю, вот и все эти... Это неправда. То не Ведь нужно, ведь то это не Аллах нужно поставил. чисто, Вендетта поставил Аллаха раком. чисто Подождите. из-за богобоязненности. Можно мне договорить, Послушай, пожалуйста? в Коране Камасутре Аллаха есть. Дайте ему досказать, подождите, потом будете говорить, вот что он хочет досказать. Договорите, как это, я уже не знаю, по имени, как вас величать. Один просто аят приведу, и все, я быстро. Подожди, В Коране есть аят, в котором Аллах говорит, если вы услышите, что кто-то обсирает, обзывает, издевается Можно мне договорить? Пожалуйста, можно мне договорить? над его религией, вам Можно нужно мне просто договорить? отойти, пока они не закончат. И как они начнут другой разговор, тогда можете приходить. Можно Вот, мне договорить? Можно, вот пожалуйста, мне Аллах договорить? сам ничего не Я не говорит про договорил. то, что... Можно, пожалуйста? Все принято, аят принят. Дальше Пожалуйста, говорите. можно, пожалуйста, мне договорить? Есть такая возможность? Минуту мне Можно, договорить? говорите, Роберт Даниро. Чисто из-за богобоязненности и страха перед Создателем можно такие вещи не говорить. Это элементарная логика. И все. Мы создателя мусульман не боимся. Мы создателя мусульман не это боимся. Создатель, Можно все-таки, дайте я покажу всю чушь, которую он сейчас сказал. Я один его момент, дослушал. Давид, пожалуйста, один момент. Роберт Даниро, вы договорили? Да. Теперь я сейчас разнесу его в пух и прах, все, что он говорит, это чушь. Он одного правильного слова не сказал, я слушаю уже час его внизу. Я отвечу на это, то, что он сказал. Смотрите, не может быть женщина наполовину беременная. Или это Бог, или это не Бог. Теперь, если какая-то религиозная традиция при выдумке своей религиозной традиции, своего контента, своей философии берет имена каких-то божеств из предыдущих писаний, это не говорит, что это дает право уважать их и не затрагивать их, ибо там Бога нет. Поэтому все ваши термины, все ваши претензии являются глупостью, просто пустым набором слов, которые вот сейчас, я думаю, каждый понимает, что это глупость. Я ничего разумного не услышал. По твоей теории. Ты все, что сказал, была чушь и глупость. Не бывает женщина наполовину беременная. Или Аллах это Бог, или не Бог. Если взять 1000 других богов, которому дадут имя от Эль, если ты даже говоришь, что это какое-то божество, которое было в Торе, это не Бог, это не имя Бога, но не важно. Даже они бы назвали бы Юдвав, Кейвав своего Бога, это ни о чем не говорит. Это последующая религия, которая была выдумана в конце 7 века, через 150 лет после смерти якобы пророка Мухаммеда, который к Корану никакого отношения не имел вообще. И когда его назвали так или иначе от предыдущих своих богов языческих, это не дает права им на защиту. Понимаешь? И там никакого Бога нет. Молодец! Можно 30 секунд? Просто я свое мнение еще 30 секунд отвечу на твое. Все, давай. Вот, говори. смотри, Бог не Бог, я просто, например, в защиту его стал, мне от этого хорошо. А то, что, например, у вас там, мне это не важно, там, какое мнение у вас там, и что с вами может быть, например. Мне этого достаточно просто, что я это сказал, мимо не прошел. Мне этого хватает. Вот и все. Роберт, тебе здесь нельзя вообще находиться по хадису, тебе тут находиться нельзя, когда мы говорим об этом. Тебе уходить надо, а ты здесь торчишь. Роберт, Знаешь, такое слово «эль» — это не Бог, это сила, природная сила. Какая Один разница? момент, А если бы они назвали бы его Богу Яхве, виднее. то Подождите. они могли виднее назвать как Всевышнему. угодно свою выдумку. Это Подождите. выдумка. Вообще, при чем здесь Эль? Вы с чем хотите Эль сравнить? Можно объяснить? Роберт, вы же какое уравнение хотели вывести из Эль? Нет, я же уже сказал все, или ты не слышал, что я имел в виду? Ну, я, видимо, пропустил. Тут Я тоже шумно прослушала. было. Мусульмане это есть. не единобожники, они единосатанисты. Элохим, Аллаха, Аллах. Вот Аллах это вот Эль, все. Эль, значит, да? Эллаха,
Эллахим, Эль, везде есть Эль. Вот эта приставка, Не, понимаешь? как раз Даже в таки, Израиле, как раз в Израиле таки, тоже есть Эль. Везде это Эль есть. И как мне раз таки достаточно один того, момент. верят мусульмане, в мне единого сатану. достаточно, Один мне момент. достаточно, Один момент. окей. Эль это же приставка вообще в слове, в арабском, когда мы берем арабский язык. Да, и в иврите тоже. Ну, при Я чем свое здесь? мнение же Тогда выразил, все, что, что например, меня... Аль-Бурак, это что, тоже Аллах Бурак или как это получается? Я тебе могу объяснить Ага. свое мнение, например. Смотри, у него есть вот этого Эль, Эллахим, Эллаха, Эллах. И я, например, не могу эти оскорбления слышать про него. Я, например, встаю в защиту и говорю свои слова, что так нельзя. Как бы чисто из-за страха, например, Ребят, дайте да? я еще раз. Подождите. Вот сделайте удобно. Можно, Дайте может быть, я скажу? Давид, одну пожалуйста, минуту. можно я Чисто Друзья, просто из-за страха. Остановите! так, я сейчас всех выключаю. Один момент. Роберт Де Ниро. Эль – это приставка, вот, когда какое-то слово называют там, вот, Аль-Бурак. А он тоже, вот этот Аль-Бурак, он Аллах и Бурак, или как у вас? В этом случае слово не Аль-Бураки шло, в этом случае шло слово именно про Аллах, Эль, и всего за этот включенного в это слово. Не нужно подменять понятие. Услышь меня. Нет, подожди. Адунай. Поэтому говорим Элоим, Адунай. Понимаешь? Да, вот смотри, смотри, вообще даже если Эль это как Бог там интерпретировать, как это можно, вот арабские слова там в начале слова, вот этот же Бурак, он же Аль-Бурак, туда вот это Аль добавил, то есть это как бы Аллах Бурак, да, вот получается, я просто хочу понять. Аллах дурак. Не знаю, вот как это можно связать, например, Аллах. Аллах, она тоже как бы Аллах и Лах. Вот так, что ли? Потом кто там? Аль-Узум, Аль-Манат. Короче, это тоже Так получается, Аллахская. Многобожники они получаются, многобожники. Не, тут смотри, можно я теперь отвечу как бы? Можно ответить? Чтобы не перебивали. Нужно. Да. Я просто среди вас всех решил встать на защиту. Как бы. Если логику понимаете, Хорошо, смысл. давайте тогда, Да. давайте по-другому. Если вы не боитесь, давайте по-другому окей. подойдем. В Украине Если вы не сейчас боитесь, окей. проходит джихад. Есть такое войско Иисуса, алейхиссалям, которое возглавляет вот этот Алаудинов, есть такой, Апти. Ну, Лапти, Апти, по-разному его называют. Лапать Аладдина. Как вы считаете, вот этот джихад, который он возглавляет, вот это войско Иисуса, алейхиссалям, вы как бы позитивно относитесь к этим войскам? Нет, Иисуса? максимально отрицательно я к этому отношусь, так вот как я это не чужая пойму. земля. Так это чужая земля, и на эту чужую землю пришли люди, как бы, чтобы убивать и насиловать, воровать, все что угодно делать. Конечно, само войско Иисуса, алейхиссалям, вы как бы их чувства, ну, оскорбляете или вы их уважаете? Да мне это и не интересно. То, что они там... Я не знаю даже, кто там, какое у них там войско, какие там войска есть или что. Мне это не интересно, я даже не знаю. Я даже не знаю об этом. Я вам поэтому разъясняю, чтобы вы знали, чтобы вы их чувства тоже берегли. Вот у них есть чувства вот этого войска Иисуса, алейхиссалям. Так в Иисуса я не верю.
Причем Ну здесь и что, этот что вы Иисус верите? и Нет, Бог, вы и же как бы Всевышний? все... Не, вы сами не верите, но чувства вы же Так как Иисус бы... это человек, Ты доказанный. просто Смотри, сочувствуешь тем, кто Да, стоит да. раком. Ты сочувствуешь Да, тем, кто стоит момент, раком. Не, Так момент, нормально. плюс 32, аудубилля. Подождите. Вот Я не вы хотите... сочувствую, Как это выжить? я защищаю. Подожди, вот вы, да, защищаете чувства. Вот у этого войска Иисуса, алейхиссалям, у них есть чувства верующих. Я не чувства защищаю, я защищаю Всевышнего. Причем здесь чувства? Подождите, а как Какой это? Иисус? Доказано. Это не Всевышний, еще раз тебе говорю. Подождите, Не называй Всевышний Аллаха нуждается в Всевышним. вашей... Всевышний нуждается в вашей помощи, что ли? Я что-то не понял. Не, Всевышний не нуждается, но я не могу ничего сказать, когда слышу такое. Вот я и говорю. И Всевышний все, это тут Господь логика Израиля. простая. Это Господь Израиля, Авраам, Не, Исаак, ну и вам, смотрите, вам когда осуждают, вот кто-то берет, режет корову, да, там, на мясо, А вам при их чем нужно... я? Один момент. Причем я не мусульманин. Подождите. Вот кто-то хочет резать корову на мясо. Он хочет там этих, я не знаю, там супчик поесть, да, там мясной. Ну и что? И у вот этих индусов это божество, как бы корова. Ну и что, какая разница? Причем здесь индусы? Я в религии не верю, но я в Бога верю. Понимаешь? Ну подожди. Есть понятие Элоим. Если мы чувства верующих пытаемся, как бы, ну, Бога хотим спасти самого. Не, я Бога спасти не стараюсь, я просто не могу промолчать, когда его оскорбляют. Я же объясняю. Ну смотри, там не только оскорбили, под нож пустили вот целого. Роберт, корову. сейчас, я вам объясню. Есть понятие Элоим. Услышь. Так какая разница в словах, ребята? А есть еще раз. Это совсем другое. ты Секунду, понимаешь? можно, Леончик? Можно все-таки секунду, ребята? Смотрите. Когда вы входите в это буквоедство, это показывает, извините, что вы находитесь в тупике. Какая разница, как кого назвали? Назвать можно, взять любое божество, назвать так или иначе. Мы видим, что ту религию, которую называют ислам, насильно, через насилие и убийство, и унижение привели к сожалению... Молодец ты! Да, я по делу, просто чтобы разорвать и закончить с этим мальчиком, этим Робертом. Насильно привили народом Кавказа. К сожалению, унизили, я сам родился на Кавказе, унизили наших братьев, наших земляков и ввели в эту религию. На сегодняшний день арабы уже отошли от этого радикализма, используют граждан Кавказа для своих войн физических, и даже вот, как мы видим, идеологических, сами заключили мир со всем миром. Секунду, не перебивайте. Они заключили мир, заключили Авраамские соглашения даже с Израилем. А на войну берут чеченцев, ингушев, дагестанцев, на войны, которые им нужно. Обещают им какие-то сказки, вводят в заблуждение. Друг, я это поддерживаю. Да подожди Слышал секунду. ты? Вот ты должен их защищать. Ты раз не мусульманин, ты должен попытаться остановить, чтобы наши кавказские парни молодые не умирали из-за несуществующего Аллаха. Не Сколько умирали тебе из-за лет? этих арабов, которых они целуют. А молодые люди, чтобы создавали семьи, и чтобы эти Можно девушки, я отвечу, которых пожалуйста? убили, секунду, не выходили замуж за других, чтобы чеченский народ продолжал свое существование, и ингушский народ, чтобы их женщины выходили за их мужчин замуж, а не чтобы их мужчин обманом убивали на других войнах, или изгоняли из своей страны, чтобы они непонятно где жили, женились там на христианках или непонятно на ком. А эти девушки, за кого они выйдут замуж? Вот это, об этом надо думать. Дружище, Они не думают, смотри, ты не был в начале. Идут они все нахер со своим Аллахом. Можно я, пожалуйста, отвечу? Пожалуйста, давайте цивилизованно, без оскорблений. Пожалуйста, прошу. Ты все смешал в кучу. Я не сказал, что я люблю там арабов, там, я не знаю, там. Я, если ты не слышал, говорил, наоборот, что я их не люблю из-за истории на Кавказе, которая произошла, как они с мечом туда зашли.
Ну при чем тут это? Я тут говорю о другом, ты смешиваешь понятия. Я говорю, что я слышу, что... Не, можно я договорю? Да, можно, Причем они с мечом туда с именем Аллаха пришли. Этого сатаны. Ты это не понимаешь? Так это люди пришли. Какая разница, это кто, Подожди, кто там этот что ты делает? понятие воспринимаешь Элуим, Элуим и Аллах. Элуим. Оставь эти буквоедки. Даже буквы не надо. Можно я договорю, пожалуйста? Подожди, Вы не даете это глупо. ответить мне. Вы не даете ответить мне. Смотри, Блядь, 30 секунд. В чем проблема дать ты мне уже, ответить? у тебя 100 попыток было. Подожди теперь, давай разберемся сначала. Что ты считаешь Богом вообще? Я считаю Богом Всевышнего. Ну, как он, Иисус Христос Бог? Нет. Но это доказано. Есть два источника от Подожди, Иосифа Флавия и Тацита. какие источники? Что они Бог? Алло, какие источники? Ну я фактами говорю. Есть 2 источники. миллиарда. 2 миллиарда христиан верят в вот Тацит что, это. для тебя авторитет? Ты Тацита в глаза не видел, и бред его, блядь, цитируешь сейчас здесь. Не, я... Подождите, не перебивайте. Подожди, мы хотим разобраться, что для вас Бог. Аллах для вас Бог. Иисус Христос Нет, для для меня... вас Бог. Нет, Кришна для меня для вот вас. всего... Нет, для меня Творец- Всевышний творец- это Бог, творец который всего сущего. создал... Творец всего- Да, Творец всего да, сущего. да. Но мы да, его да. не задеваем. Мы его не задеваем. Вот этого Творца всего Да, сущего мы не Творцу задеваем. здесь никто вроде ничего не говорит. И даже если скажет, и что этому ты можешь, этому человеку? Да он сейчас ходит, кто угодно там, на Бога проматериться. И что? Это его проблемы. Ты что, ты защитник Бога, что ли? Я не пойму. Или полиция нравов, или кто-то? Вообще непонятно, что обсуждается здесь. Вон человек идет, у арабов это принято, спотыкнулся, на пол упал, просто вот, там, я не знаю, шнурки развязались, спотыкнулся, Раком упал, раком. Если ты в Бога не на веришь... пол упал, подожди, дай досказать хотя бы. На пол упал к небу, короче, вот так, это самое, туда вверх оборачивается и пальцем еще тычет туда, к небу, и говорит, это все ты там на арабском, мать-перемать, короче. И что ты теперь ему хочешь делать? Дальше твои Можно мне действия. сказать? Мне говорить? Да. Или ты опять выключишь Да, меня? я хочу, не выключи, я хочу понять, что у тебя в голове. Ты что хочешь вот так ходить за людьми и как бы защищать Бога? Смотри, товарищ чеченец, смотри. У меня, например, я живу по логике, например, понимаешь? Я не живу вот так, как ты говоришь, там споткнулся, там что-то там случилось у араба там. Я просто говорю, что мне неприятно слышать про Всевышнего что-то плохое. Я, конечно же, не могу промолчать. Если тебя это как-то задевает или это тебя не устраивает, в чем проблема Слушай, твоя? мы тут Всевышнего не задевали никто. Всевышнего Творца мы не задевали. Мы Аллаха сатану ругаем. Всевышнего, да, вообще-то никто, даже опять-таки... Ну говори, сатану ругаешь, зачем ты СЛ... Опять-таки приходим к тому, что даже если кто-то ругает кого-то, и что? Вообще, ребята, извините, тут никто никого не ругал. Тут читают хадисы, которые являются на самом деле оскорблением чувства любого человека современного. Да. Сами хадисы унижают достоинство мусульман и уничтожают их. То есть не говорящий их уничтожает и ругает Аллаха, как ты считаешь, Бога, да? А тот, кто в это верит, то есть сами мусульмане являются теми, кто унижают сами себя и унижают Бога, в которого верят. Ибо Мы не они будем это все принимают... видеть и жить с ними мирно. Мы не будем, Вот, мы не согласны они- с ними мирно жить. Они Мы не хотим. принимают Окей. эту чушь. Я Они что, принимают. против? Я что, против, что ли, что вы не хотите с ними мирно Потому жить? что Просто они нам смотри, объявили войну, они нас убивали, они нас смотри, терроризируют Зруб. весь мир. Мы не будем с Зруб ними Эбел. соглашаться. А ихний бог – это сатана. А это разносители хаоса по всему миру. Мы будем с ними Смотри, тут бороться до кто-то- конца.
До конца, Тут до кто- последнего из них, Я блядь. понял. До последнего из Окей, них. смотри. Иншалла, Смотри, подожди, можно- подожди, не смотри. Вот то, что он тебе сейчас сказал, ты его чувства тоже можешь понять. Человек, Да, который я понимаю. как в этом бочке с порохом сидит, да, в которого там в толпе каждую минуту может какой-то будулак там появиться и все что угодно с толпой сделать. В толпе людей. С их чувством ты как бы можешь каким-то образом понять их чувства. Ну, он же, смотри, тут Ты логика можешь есть. наши Он наши чувства Я понять. понимаю, да. Наши чувства людей, которых из 1 миллиона вот этого народа, там, и то, который там сейчас непонятно, то ли русские, то ли не русские, что из них сделали. Еще 14 тысяч человек увели в Сирию куда-то. Еще там женщины, которые, дети, еще пацанками мелкими были, которых туда увели, еще сейчас там по рукам ходят, непонятно где. Сказал, что антитеррор оскорблять. Подожди, ты поднялся, сказал, подожди, стоять, стой. Началось с того, что ты поднялся сюда, сказал, антитеррор оскорбляет и унижает мусульман. И мы спросили, а как это унижаем? Вот ты можешь мне объяснить, как антитеррор или... Раком то, что ты говорил. Ты вспомни? Это я говорю, раком ставим мусульман. Не ты говорил, Зруба Бебил или кто, Вендетта, кто там говорил, не помню, он говорил, раком не мусульман. Не мусульман он говорил, не мусульман он говорил с эль, словом раком, понимаешь? Нет, он говорил, он говорил, что Ребята, он вас путает. угас. Вы подождите, вы же не лохи на это поддаваться. Забудьте слово «эль». Он вас троллит. Еще раз, секунду, подождите. Нету слова «эль», нету слова никакого. Есть Аллах. Давид, подожди секундочку, уйди от этого слова. Уйди от этого слова на секундочку. Роберт, открой, пожалуйста, микрофон. Я с твоего разговора поняла, что ты говоришь, что Иисус это не Бог, правильно? Да. Окей. Ты до этого говорил что-то о Талмуде, что что-то ужасно написано в Талмуде, правильно? Да, там есть несколько вещей, тоже нехороших. Что-то в моей логике подсказывает с долгим-долгим общением мусульман, что когда Иисус не Бог и в Талмуде написано что-то ужасное, то человек находится глубоко в исламе, потому что именно там все это объясняется. Я могу объяснить, почему Иисус... Секунду, Роберт, подожди, не перебивай. И Моисей даже. Секунду, Роберт, у меня моя логическая цепочка, слава Богу, мне никогда не ошибается. Послушай меня. Когда ты говоришь, вы оскорбляете Аллаха, да, то есть у тебя есть выбор человеческий, просто уйти с этого эфира. Но ты сидишь тут и доказываешь, что тебя задевает только это. Однако по твоей риторике я вижу, что тебя задевает именно когда что-то в исламе не так, остальное тебя не задевает. Тебя же не задело только что, когда ты сказал, что Иисус это не Бог, потому что есть еще 2 миллиарда, которые верят в то, что Он Бог, но тебя это не помешало отвергнуть это. Что Можно я объяснить? понимаю в твоей риторике? Нет, Роберт, мне не нужно твои объяснения, я тебе просто говорю, что ты мусульманин, только почему ты скрываешь это, мне непонятно. Вот это мне непонятно. А вы знаете слово «мусульманин» вообще какой перевод? Знаю, я знаю, пожалуйста. Роберт, ты настоящий мусульманин, который заходит и спрашивает, а вы знаете, что такое? Знаем, ты единый покорившийся раб, покорившийся раб, мы все это уже знаем. И ты настоящий мусульманин, который скрывает, что ты мусульманин. Вот если бы вы сейчас видели, что у меня в руке сейчас находится, вам бы стыдно бы стало. Вот сейчас вам, если бы... У меня сейчас... Говорю, такие, которые там делают. У меня вот... Да, у меня... Ты знаешь, что ты там Тору держишь? Что ты там Тору держишь сегодняшний день? Ты сегодня знаешь, какой день вообще? Ты знаешь сегодня день по еврейскому календарю, какой день сегодня? Смотри, я тебе не сказал, что я иудей. Я изучаю, в руках ее держу. Так ты не иудей, говорю. не мусульманин, не христианин. Кто ты? Да. Кто я ты? Я в Бога верю. Какого в Бога? Верю. Да иди гуляй ты, сумасшедший пришел сюда, короче. Что сумасшедший?
Ты Почему сумасшедший, я ты сумасшедший? ненормальный. Почему? Это Не, сумасшедший тот, один кто момент, раком ставит. один момент. Я сейчас объясню, что здесь происходит. Он вообще не мусульманин, как и любой среднестатистический вот такой вот пропагандист, да? Ему нужно вот так вот мусульман управлять ими, понимаешь? Ему нужно, чтобы были мусульмане, вот ему вот таким, как он, и чтобы потом управлять ими. То есть Сегодня всякие день получения чувства. Торы, называется Шавуот, когда получили все евреи Тору. Это самый святой день в еврейском народе считается, когда получили Тору на горе Синай. Сегодня это, вот именно сейчас, в данный момент. Все, можно мне что-то сказать? Не понимаю, как у тебя до твоих ушов ты пытаешься притянуть два слова «эль» и «аль». У тебя что-то с головой не в порядке. Аллах и Элоим. Элоим. Аллах. Два слова совсем разные. Вы все уже сказали, товарищи, можно мне ответить? Пожалуйста, вы все уже там высказали. Дугину передай трубку. Дугину передай. Вы все высказались, пожалуйста, можно мне ответить? Шевченко, ты из этого отдела религиозного, из Лубянки? Что интересно, лях по-чеченски, лях. По-чеченски слово лях означает змей. Вот именно, вот это с этого надо было начинать. Почему мы никто не вспомнили это? Можно мне ответить, пожалуйста, ребятки? Вы сами же подтвердили значимость этого слова чем, что интересно вспомнилось. То, что вы сказали, что Исмаил услышал там от кого-то там и построил этот, ну, его потомки там или кто там, арабы, построили эту религию. Получается, это ваш же и Бог, и вы его оскорбляете. Послушай, какой наш еврейский Бог? Ля. В иврите нету слова ля. Ребята, это его, это ребята, змеиное отродье они все. Вот надо отвечать на вопрос. Смотрите, у него претензия, что якобы Ишмаил является праотцом арабов, то есть курайшитов. Это абсолютная чушь. Так это ваш говорил. Не это наш, ваш не говорил кто что говорил. Я тебе говорю, кто-то из вас говорил. Кто-то из вас говорил. Ты не придирайся, послушай. Я тебя бы, если бы они не мешали бы, я бы тебя разорвал бы, как тузик грелку, понимаешь? Они просто каждый вмешивается, да. Я тебя разорву, как тузик грелку. Выключите микрофон, дайте я его разорву по всем пунктам. Ребят, зачем вам мучаться? За чего? Смотри, жопу себе не разорви. Да, я тебя уже разорвал. Всем выключаем микрофоны. Сейчас говорит Давид. Еще раз, по поводу Ишмаила. На территории современной Саудовской Аравии есть раскопки, которые датируются 3-м тысячелетием до нашей эры, что там жили генетически те же курайшиты, которые живут сегодня. Это говорит о том, что они жили до Ишмаила. И Ишмаил, который жил, грубо говоря, 3900 лет, 4000 лет тому назад, никак не мог быть им родственникам. Ну, никак вообще. Поэтому, когда кто-то говорит, что они грубо говоря, отдаленные дети, да, или потомки Ишмаила, это глупость. Они хотят как-то связать себя с еврейским народом. Но это не получается, это сказка. Поэтому, когда кто-то сказал, он ошибся. Я не знаю, кто это сказал. То есть каждый довод... Я даже больше сейчас скажу, а теперь мне дай сказать, я тебе дал сказать. Пожалуйста, у нас в псалмах есть, у царя Давида, есть выражение такое, есть целое предложение, которое говорит «Ой али, ки яшав тебе о алей кидар». Кидар – это кадр, он из рода кадария. Кадария – это вот эти вот все, которые кадры. Кадр – это на территории Шама этого. Они соединились с этими племенами, написано Ишмаэль, и с этими нубийцами, и с кананейцами, хананитами, и народы Амона. И написано, что каждый, который он соединялся, полностью отслеживается в Торе, его, с кем он поженился, от кого дети произошли. И я могу эти имена все по один до один перечислить сейчас здесь. Это целая глава Торы, которая это заявляет. И полностью все вот это вот то, что Ишмаэля, его мать была колдунья и принцесса одновременно, верховная, то есть верховная гильдия фараонов, они поклонялись Тарбут-Ароа, называется. Тарбут-Ароа переводится с иврита как культ зла.
они соединились с этим культом, который жертвоприношение детей делали. Все эти вещи. Это сатанизм самый настоящий, который просто потом перешел из исмаилизма, ишмаилизм. Из ишмаилизма перешел в стадию, то, что назвал, он объединил эти племена и назвал это ислам. Ислам. Это он это сделал, этот Мухаммед уже. Понимаете? И поэтому еще там хамаликами возникает. назови. Да. И все это все, и мы называем это змеиное отродье. Мы их называем. Змеиное отродье. Но это не относится никак к Гибриды. курайшитам. Эреврав переводится Ты как все перепутал, брат. Ты все перепутал. Не, я не перепутал ничего. Я не перепутал. Я не Он не перепутал. перепутал, он ничего не знает Вот- просто. вот- Ты ничего не знаешь, что ты здесь несешь. Товарищи, Эребраб, арабы. кто там в любви, кто там в любви до этого призывался арабом, а сейчас правда всплыла? Можно узнать? Змеиное отродье — это те, которые веровали в это. А там не все народы веровали в эти вещи. Там арабы, то, что сегодня округляет всех, это неправильное название, это обобщенное название. Там были племена, которые единому Богу поклонялись, так же, как и евреи. Хорошо. Это бесполезно. Хорошо, ребята, все, говорите. Давайте эту тему просто закроем. Как бы вот я, например, такой человек, если я, например, не прав, я извинюсь, например. Мне это как бы не зазорно. А кто-то, когда... Ты не слышишь меня. Ты два слова, пытаешься разных слова соединить в один. Как мусульманин. Тебе уже тысячу людей приходят и говорят, Элуим и Аллах. Это разные глаголы. И вроде по-русски ты говоришь, хорошо слышишь, но ты все упорно пытаешься... Какая разница, Леончик, брат, какая разница? Какая разница горшок, как назовут? Какая разница, как выдуманную религию назвали верховное божество? Какая разница? Вот зачем ты опять лезешь в буквоедство? Ты не понимаешь, что на этом можно троллить? Будут говорить, это Эль так, это не Эль не так. Ну неужели ты этого не понимаешь? Зачем вам это буквоедство? Ну это тупик. Просто это еще 2 посмотрите часа на их спора. веру, посмотрите на их дела, поступки, что они творят, и вы поймете, кому они молятся. Все, это элементарно. Давид, тебе сколько лет вообще? Мне скоро будет 48. Я тебе задал Вот ты взрослый, вот смотри, вот давай нормально, вот как... Нет, ты не отвечаешь на вопрос. Это бесполезно. Разговаривай с ними, и тебе легче будет развести. Со мной Вот смотри, ты старше меня, да, Давид? Тебе 40... Ты не слышишь меня, подожди. Я тебе задал вопрос. Ислам — это религия? Ты считаешь, что это религия? Я не верю в ислам, я не считаю это как бы в религии, я не верю, понимаешь ты? Есть на то причины. Могу обосновать, почему я не верю, свою точку зрения сказать. Какой религии ты веришь? Чисто факты. Я верю в Бога, в религии не верю, говорю тебе. Он деист, который защищает ислам. Послушай, сойди отсюда уже, ты задолбал уже, короче. Сойди уже, я тебя прошу. Тебя лично здесь никто не задевал. Твоего Бога тоже здесь никто не задевал. Подожди секунду, Аллаха назвали. не выгоняй его. Аллаха назвали, и все. Зубавель, не выгоняй его. Роберт, ты знаешь, в какой эфир ты попал? Ты же сидишь сегодня весь день тут. Ну, я насколько понял, да, такой как бы экстремальный эфирчик тут. В первый раз, честно сказать, дело не в такой эфир экстремальном попадаю. эфире. Дело в том, что тут есть тема эфира. Тема эфира – это проблема чеченского народа, да, и еще то, что ислам принес этому народу, да, вот это мы обсуждаем тут. Я Поэтому говорить, лучше давайте всего не знаю, говорить. Секунду, я лучше всего знаю, я из кавказского народа. Секунду, Роберт, да, договорю. Когда ты говоришь, давайте не говорить о религии или о чем-то, о том, о сём, но это тема эфира. Поэтому у тебя есть выбор или уйти, или остаться тут и поддержать ребят, которые открывают этот эфир. А они открывают с утра до вечера. Все тут занятые ребята, у всех есть свои дела, но у них есть то, что наболело у них, и то, что они поставили себе в цель решить свою проблему, понимаешь? И потом приходит какой-то Роберт и отстаивает Бога. Богу не нужно твое отстаивание. Он и без тебя, поверь мне, знает, кто виноват, кто прав, как с кем что сделать. Да не нужен ему. Бог, ты веришь в то, что Бог могущественный? Секунду, ты веришь в то, что Бог могущественный? Вот я верю, поэтому и не могу промолчать.
И все. Да ты Он, неважно, видимо, секунду, неважно, молчишь ты или нет, Бог без тебя знает, что делать. Ты вот он, вообще видимо, мою пешка струну просто, Бог еще одна трогает. частица. Вот мою струну он, наверное, дергает, я поэтому и Опять отвечаю. Да нет, все это пошло чушь. опять колесо, опять закрутилось в ту же самую степь. Надоело его слушать уже просто. Это просто какой-то, я не знаю, там маразматик какой-то, шизофреник. Уберите его уже. А может, Роберт, в тебя джин вселился все-таки? Короче, поехали. Слышишь, где камень у них есть в Саудовской Аравии? На оргию. Поехали. Ибрагим, а как убивают джиннов? Скажи, пожалуйста. Надо на оргию ехать в Кабул. Сейчас нужно сюда джина-уводителей, короче. Подождите, тут Нохча пришел. Вендетта. Да, пригласи, Чтоб вы знали вообще, да, просто интересную вещь скажу. Я потомок тех народов, которые 95 лет воевали, например, с арабским халифатом. Поэтому, как бы, у меня нету такого, знаешь, чтобы я там арабов любил там или просто мне... Кого ты? Ну, неважно, просто скажу, 95 лет... А мы потомки народа, который, знаешь, сколько лет уже воюет? 1400 лет мы воюем уже с этим. Ты таджик, Роберт? Да. Нет, я с Кавказа. Я с Кавказа, один из выселенных народов, скажем так, тоже, который выселяли. Добрый вечер, братья и сестры. Нет, черкесов не выселяли, если вы не знаете. Да, приветствуем. Черкесов не Да. Сталин не выселял черкесов. Не нужно тут Да, он брать. всего лишь сделал им геноцид. Я согласна. Он вместе с кабардинцами, ты не знаешь, он черкесов тоже выселил, и адыгов тоже выселял. Черкесов и адыгов он не выселял, он 12 народов выселял. Можешь загуглить и посмотреть, какие народы. Не, черкесов не выселяли, балкарцев. Черкесов. Нет, в смысле, Ибрагим, черкесов убивали там, кстати, царская Россия убивала их. Поэтому чеченцам... Это понятно, это Красная Поляна. Или как царская Россия, да, это не арабы. Да, это на более раннем этапе, да. Там Поэтому вообще... вы можете судить поэтому, что к чеченцам у меня отношение особое, как бы, я бы сказал, даже, ну, как бы у нас одинаковая там в этой части история. Я очень, как бы, тепло отношусь, у меня очень много друзей чеченцев. Окей, а как ты относишься к курдам? Ну, курды. Курдов, Ты опять это провоцируешь, там вопрос с курдами поднимаешь, как вообще куда-то ты сразу из стороны в сторону прыгаешь. Нормально. Курды себя считают кавказским народом. К курдам относимся нормально. Удины, талыши, тоже, короче, там они пострадали, все там, короче, от них, короче, от этих мусульман. Да, но все мы пострадали по факту, кроме... Ну, смотрите, ребята, вот курды, да, большой народ, 50 миллионов человек. Вот, Арман, я не согласен, да, Арман поступил несправедливо, да, он назвал и сравнил их с цыганами. Но почему цыгане, вот почему курды оскорбились, потому что их сравнили с цыганами? А разве курды их не оскорбили автоматически? Когда посчитали себя оскорбленными, потому что их сравнили с цыганами. Я насчет курдов вообще ничего не... Это слово вообще-то в последнее время оно не приветствуется, и оно не означает, как бы не является названием народа, нации. Там. Просто это как бы название, оно не приветствуется в последнее время. Поэтому... Ну, в Норвегии их называют сигайнер. То есть, видишь, цыгане, это похоже. Но в других, вот, например, у нас здесь, в Австрии, каждого вот этого представителя этого народа называют по его принадлежности. Там, будь это, там, я не знаю, румын, будь это молдаван и так далее. А вот это цыган говорит уже как бы такое не совсем приемлемо считается. Секунду, 95. Ты согласен, что на русском языке слово «цыганин» есть стереотипы по поводу цыган, правильно? Там, ну, что там воруют, там карманничают, там всякое такое, да? Там, ну, есть стереотипы нехорошие о них. Согласен? Кстати, Михаил... Михаил... Помню, это в Чечне у нас приходили цыгане некоторые.
Я, Секунду, ты кстати, согласен Финкеля... с тем, что есть стереотипы со словом цыгане? Да, Стелла, я с тобой согласен. Окей. То есть, когда кто-то называет курда цыганином, это не потому, что он его хочет отнести к какому-то народу, а потому, что он имеет в виду то, что хочет привязать его к этим стереотипам. Ты согласен с этим? Да, совершенно. Ну да, ну смотри. Ну окей, тогда зачем ну, придуриваться смотри. и не понимать, Ну почему да. курдов это обижает? Но мы же Окей, понимаем, окей. почему. Окей, ну смотри, ну курды и цыгане, вот численность одинаковая, да, разбросаны по всему миру. Турция, Иран, Ирак, Почему? Сирия, Сколько цыгане есть в мире? Израиль, цыганов дофига, да, Сколько цыган? возможно, даже больше, чем курдов. Да нет, не может быть Ну, такого. хотя у курдов один язык, а у курдов не один язык. Давайте Смотрите, двух Да не слов. может быть. у цыган Не же может быть. один язык. Не, я сам не знаю. Я лично знаком с курдами. Цыгане, Я вот вырос смотри, на я сейчас рынке. погуглила, послушай, я сейчас погуглила, Ага. цыгане Только есть в Индии, от только в Индии живет 200 миллионов цыган. О, Да ты видишь, что, спасибо, издеваешься? Зру. И 200 миллионов. Дуже дякую. Такой момент, что я смотрю частенько Финкеля Михаила, если знаете такого, как бы, в Ютубе. И он как бы предположил, что, возможно, цыгане – это потерянное колено. Что думаете по этому поводу? Протестую. Мы наоборот их называем, эреврав мы их называем, большая помесь. На английском их название джипси. На английском их называют, на английском языке англоязычные. Англосаксы их назвали джипси. А джипси Ну, это поверь, переводится... не надо всем кто пришивать из слово Египта, эреврав. Это не так. все, кто из Египта вышли, вот эти вот египтяне бывшие, их на английском называют джипси. И джипси это Египет на английском Egypt. Egypti. Вот цыгане, цыгане добровольно без государства, да, а вот курды не добровольно без государства. У меня Да? еще другой вопрос, как бы, да, это как бы даже вопрос с таким маленьким обвинением. Почему евреи хотят хазаров к себе притянуть, хотя на самом деле там ноль вообще отношения Какие к хазарам? Хазары это многие народы были вообще. Что значит хазар? Ну, нет я поэтому, я это знаю, поэтому кого кто спрашиваю. притягивает? Что ты несешь? Когда хазары были вообще? И когда это? Что ты Роберт, прибавляешь? спокойно, Какую не ерунду нервничай. ты Он там специально притянешь? провоцирует. Роберт, скажи, пожалуйста, откуда ты взял эту информацию, что евреи так хотят делать? Вот мне Ну, интересно. предполагают, что остатки хазаров, Кто предполагает? источник в интернете, Какие это источники. исторические факты? Есть письма, есть письма, документы остались, которые... Понимаешь, что ты говоришь, кто это прибавляет? Это наоборот. Ты можешь Россия спокойно говорить? Ты можешь нам спокойно, наоборот, пожалуйста, говорить? нам их наоборот Россия приписывает больше, потому что все эти Секунду, документы Роберт, не умничай, он старше тебя. сохранились эти Роберт, документы скажи, все. да подожди, Зрубавель, не надо все время отчитывать. Вот этот след, что ашкеназы типа впитали, или я не знаю, как это назвать, В смысле хазарскую кто-то? кровь. Ну, эту. если, предположим, Как вообще какой-то с этим человек бредом решил живешь? что-то Как ты с этим бредом исследовать, живешь вообще? Я не ты понимаю. это Как ты берешь и живешь? приписываешь всему народу и всей стране? Я так понимаю? Вы как такую агрессию, я просто спросил в шутку, это я не знаю, вы не умеете, не знаю, Нет, диалог я просто, вести ты или просто что, говоришь это, постоянно спокойно. стереотипами. Я не могу с тебя как бы... Спокойно, я просто спросил. Просто нельзя, что ли, нормально просто обсудить Роберт, по-человечески? ну если... В чем проблема? Секунду. Ты когда что-то спрашиваешь, ты просто ничего не делаешь. И мы не дурачки. Он Давай не делать заявление дурачки. сделал, что он не спросил, он Чего заявление ты сделал, дергаешь? сказал, что мы евреи, приписываем себе хазар, Да. понимаешь? Если ты это так понял, извини, если ты это так понимаешь. Я просто у тебя спросил, а ты как-то завелся, всё, как будто тебя ножом ребята, кольнули. Роберт, давай ты успокоишься и оставишь евреев в покое. Это эфир чеченцев, и они хотят говорить о своей проблеме.
Вы заколебались сюда ходить и говорить о евреях, как будто больше вам не о чем говорить. Серьезно. Да тут Дайте 99% чеченцам сидит. говорить о своих проблемах. Слушай, тебе Окей, дали ладно. нормально У здесь. нас Хотите нет говорить о совпаданий. еврейской Тебе проблеме, дали идите к нормально евреям. высказаться. Тебя слушали, и с тобой Роберт, общались. признаюсь. Мы с тобой Роберт, нормально обошлись. Все. Сейчас, Роберт, я масон, я захватываю весь мир, все мне платят деньги. Начни с этого минуты платить мне тоже деньги. Я кольцом. Так Илон я тоже Маск. масонской идеологии как бы Всё, мы масоны, придерживаюсь. плати нам деньги, плати нам жизнь. Леон, Вперед, ты давай. не мужчина, если не Ну, заберешь так бы 100 сразу и долларов. сказал, что ты иллюминат, что ты из этих, Леон, ты не короче. мужчина, иди забери свой дань, если мужчина, давай. Забери с меня дань. Ты мне и так платишь. Докажи. Масон же великому архитектору тоже Мы уже все рассчитали, ты не волнуйся. поклоняется. Заметьте, вот всех приветствую, заметьте наблюдение. В какой бы чат ни зашел, где сидят чеченцы и обсуждают свою чеченскую проблему, потихоньку каким-то невероятным образом перетекает в тему евреи виноваты в чеченских бедах. Да, и все это крутят масоны. Зеро, Да, и не да. только в чеченских проблемах. Евреи виноваты во всех проблемах Во всего всех, мира. во всех, абсолютно. Согласен. Так, вот пришел главный этот масон кольцом. Да, но что, добрый вечер. Тебе вопрос насчет того, что Арман сказал насчет курдов. Курды обиделись и вызывали Армана на бой. То есть это не какой-то там 2-3 случая. Это была массовая, типа, глобальная проблема, понимаешь? Объявите Что ты джихад. думаешь по этому поводу? Нас интересует только джихад. Я хочу, чтобы этот джихад всемирный, православный, русский, возглавили наши братья яхуды, евреи. Я хочу, чтобы во главе угла, Аллаху Акбар. на острие Я буду. меча Я буду, Аллаха, чтобы были наши братья евреи, чтобы они возглавили все-таки это движение, чтобы они Аллаху руководили Акбар. этими Аллаху процессами. Акбар. Аллаху Акбар. Евреи, Аллаху вперед! Акбар. Мы за вами. Аллаху Вы Акбар. наши амири. Аллаху Акбар. Вы наши Аллаху Акбар. братья, вы ислама. Вы братья ислама, вы наши братья, вы возглавляете нашу опущенную улицу кверху задов заднеприводных. Он возмущаться начинает. Почему? Ну зачем вы выключили? Дайте ему сказать. Я буду молчать. Пускай он скажет, я все, молчу. Никархо, дайте этому парню слово. Армянин, как ты не можешь это спокойно? Я не понял вообще, что Бордик дерзанул здесь. Пускай скажет. Мы хотели, чтобы нашу уму возглавили достойные, лучшие сыны этого мира, из этого человечества. Львы Аллаха, мир. евреи. Весь мир будет Израиль, и столица будет в Иерусалиме. Правильно. Иншаллах. Аллаху Нет, Акбар. Аллаху всё. Акбар. Аллаху Акбар. Да, все, никаких сомнений в этом нет. Это зачем выключили Ибрагим? Он же начал возмущаться. Пускай он... 95. Что ты скажешь насчет этого? Да, Что да, я это всегда сказал? буду возмущаться, когда эта женщина зайдет, потому что я помню, как она разговаривала с женским голосом, даже. Мы же не забыли, ребята, да? Мы же чеченцы. Вы чеченец? Хорошо, давайте Пошла, сейчас выясним, вы пошла, чеченец или нет. Давайте выясним. Алло, 95-й. Раб, вы чеченец? Вопрос вам задается. В присутствии я наших 100% чеченец, братьев да. мусульман-яхудов. Вы чеченец, Да, да. хорошо. Да. Как? Давайте сейчас определим. Пророк, араб, бедуин из Песков изнасиловал, растлил малолетнюю девочку, 9-летнюю, дочь своего лучшего друга. Он даже хотел это делать в 6 лет, но друг даже сказал, она очень маленькая, пожалуйста, потерпи немножко. И в 53 года, или в 54, точно мы, конечно, никогда не узнаем, он растлил ее, значит, изнасиловал в доме с лучшего своего друга детства 9-летнюю его дочь. Вот вы как это, принимаете или нет? Сейчас мы определим, вы чеченец или нет. Вообще наплевать, вообще наплевать. Ну то, что ты разговаривал женским голосом, это факт. Все это Нет, ну слышали. подождите, вы же говорите... Почему? Я, Ты допустим... мужчина, Хорошо, почему да. ты разговаривал среди... Хорошо, я вам задал вопрос, вы можете ответить, а Почему потом ты я вам среди отвечу. нас женским голосом разговаривал? Не делай Я этого. вам задал вопрос, а потом вы мне задаете вопрос, я вам отвечаю. Давайте будем Я говорю, конструктивно я не беседовать. имею отношения к арабу, ни к Да. арабам, я чеченец. Да. Что я тебе Но вы ответил. мусульманин? Конечно. А как вы можете быть чеченцем, если вы не имеете никакого отношения к арабам? Ну, я в первую очередь чеченец, а во-вторых, Да. я мусульманин. Вы знаете, что вы предали память ваших предков, потому что чеберлоевцы
сдерживали на протяжении более 7 веков арабское нашествие, которое шло через даже горы. Есть прямая дорога, в то время старинная, на Буйнакс. Тимирхан Шура, Махашкала. Это 95 лет хазары сдерживали. Да. Роберт. Сейчас, подождите, Роберт, сейчас разберемся. Сейчас. Давайте сперва определим. Ты только что предал всю мусульманскую умну, когда Сейчас, подождите. что Да. второе для тебя это ислам, а сперва чеченцы. Да. Ты сейчас Да. предал. Ну, давай. Да. Подождите. Сейчас мы выясняем, он чеченец или нет, а потом дальше уже идет. Давай. Он предал память своих чеберлоевцев, а чеберлоевцев я очень прекрасно хорошо знаю. И говорит, я мусульманин, но одновременно он отрицает арабское присутствие и доминирование в этой секте одного араба-бедуина Мухаммада. Как это у вас получается? У вас когнитивный диссонанс. Вам надо обратиться к психиатру. Вы больной человек. Отвечайте. Смотри, давай опять отвечу. Смотри, ты тут разговаривал женским голосом. Это факт. Вопрос, почему? Поставь пророка, ислама. Когда я говорил, когда я разговаривал женским голосом? Ну, все же помню, типа, атапата. В смысле, что Я это было? хочу... Нет, смотрите. Это не он. Это не он. Нет, подождите. Никаких проблем нету. Допустим, даже, вот вы сейчас говорите, что я разговаривал женским голосом. Допустим, даже если я разговаривал, но я не разговаривал, но мне не стыдно абсолютно ни перед кем. И даже если надо будет, я буду женским. Пророк не разговаривал. Алло, успокойтесь. Я, видите, отвечаю честно, открыто на ваши вопросы. А вы ни на один мой вопрос не ответили. Мы сейчас даже не знаем, вы чеченец или нет. Может, какой-то ублюдок. Ты сам сказал, что я чебрло. Может быть, вы ублюдок. Но вы не чеберло. Вы же говорите, я чеберло. Но вы тут мусульманин, но вы ничего не признаете. Подожди, пожалуйста. Но в чем? Мне кажется, ты лукавишь. Когда ты разговариваешь с этими людьми, ты же знаешь, это как взрослый человек с ребенком. Почему ты не рассказываешь вот этот вот важный момент? Какой? Давайте, дополните. А тут уже можно и не дополнять. Я уже задал вопрос. Дополните. Почему? Я знаю, вы тоже джихадист, но вы не чеченец. А Да с нет. нечеченцами религию ислам мне обсуждать нету никакого интереса, потому что вот я так вот ты ломаешься. веду... Подождите. Наша цель... прям, Дайте я вам объясню. Наша Да цель мне не нужно — это объяснить. вести Ты мне на просветительскую вопрос на мой ответь. работу, освещать, просвещать нашу Мне не заблудшую интересно чеченскую то, что нацию. твое мнение А я- вот вы будьте мусульманином. Я вас в этом, наоборот, буду поддерживать. И говорить, что ислам самая лучшая религия в мире, и Коран самая мудрая, светлая, чистая книга. И все, что нужно для человека, чтобы быть праведным, правильным и попасть в рай, в Коране находится. Вас это устраивает? Как мутная. Свободная от ислама. Чечня будет свободная от ислама до последнего. Все будут свободны. Ислам, Ислам. Ждите, не тараторьте, я Ногче я задал слушаю, вопрос. да, я слушаю. Ногче, ты испугался, что нормальный, достойный собеседник поднялся? Так я уйду, ты тут с детьми Да развлекаешься. мне как собеседник, я могу с вами беседовать испугался? месяцами. Ты подгораешь. Но вы не тянете, у вас не хватает интеллекта. Это раз. не Во-вторых, то, что у вас я нету мимо ни аргументов, и любые факты вы отрицаете из вашей же религии. И к тому же вы не чеченец. Зачем мне с вами обсуждать ту вещь, которая нам не принадлежит? чеченец? Я же с евреями не обсуждаю. Ты чеченец? Подождите, я объясняю, подождите. Ладно, Я другой же с вопрос. евреем... Подождите, я отвечу сейчас. Я же к евреям не захожу, и даже если они приходят к нам, не обсуждаю их Талмуд, их иудаизм. Это их. Это и принадлежит им. Это их этнорелигия. Они нас этим не убивают, не уничтожают, не размывают нас изнутри. И поэтому я с ними это не обсуждаю. И с вами, так как вы не являетесь этническим чеченцем, я это обсуждать не намерен и не должен. Но если вы хотите провести теологическую беседу, то пожалуйста. Но я не буду вас переубеждать. Наоборот, я буду всегда вас поддерживать и говорить, вы на правильном пути, вы мусульманин. Альхамдулиллях. Все, я слушаю. Красавчик. То есть ты сейчас, вместо того, чтобы ответить на один простой вопрос, вот это все рассказал в оправдании себя. хочу Мне не понять, нужны твои оправдания. важно. Мне просто нужно нормально... Он четко свою позицию обосновал. Ты, кандидат, ты сам себе оценку Да не у меня сбиваешь? микрофон. Слышь, ты Я. не выключаешь. Ты какого хуя почему ты не выключаешь почему ты микрофон говоришь, постоянно? почему ты говоришь, что все тебя боятся? Леон, Почему тебе ты все приходишь, тебя все я еще раз боятся? тебе говорю, Леон, блядь, перестань мне выключать микрофон. Перестань блякать будешь у своей мамы, на маму будешь Секунду, блякать. Леон, Ты приходишь оставь со его своей маму. мамой. Да подожди. Леон.
Ты можешь трахать свою маму и всех Я своих сейчас сестер, тебя понял? трахну, хуесос. Потому что Сейчас нас блокнут, пожалуйста, не говори такие слова. ТикТок не любит это. ты ходишь на все стримы и говоришь, А тебя не ебет, куда я хожу. Тебя это не какого-то должно ебать. тебя все Понял? боятся. Тебе объяснили четкую ясную позицию. Ты Членососы, как Вы ты, меня- трусы и лжецы боятся. Что я могу поделать? Правда, она есть правда. Я членосос? Да, что Это ты не ты членосос, говоришь- смотри, это что у ты- тебя изо рта это ты льётся, мне блядь. говоришь, это ты мне Самый говоришь, который ты настоящий веришь в пидорок. педофилов, педагогов, которых Да Корана и- нету. да ты их перешел, Это я ты кричишь, пошел. что ты не мусульманин, а когда трогаешь какой-то Да- хадис, разрываешь и какая... Аллаха нюхта. Ты кроме как выключать мне микрофон ни на Это что не ты говоришь способен, мне. слабак. Ты мне говоришь, когда я тебе показываю, что твой Коран искажен, Ты мощишься пацан по всему вчерашний. ТикТоку. Не выключай мне микрофон, если не боишься меня. Послушай, вот такие тихие мусульмане, как ты, самые опасные. Знаешь А почему? кто сказал, что они я они тихий? есть в джихаде. Это Они ты есть в решил? джихаде. Это факт. Это и есть факт. Ты А пытаешься всегда прийти, Аллаха набить себе оценку. нюхта. Членососы опять мне выключают микрофон. Че вы не тянете, блядь? Скажите, иди дальше, я пойду. Спустите, нахуй вы мне выключаете микрофон, блядь. Ну давай, встань на стульчик, давай. Леон, дай мне Вперед. говорить. Леон. Я его хорошо знаю. Ваххабиты, по-моему, Говорить. вышли от ханбалитов, если я не ошибаюсь. Роберт, подожди секунду. Дунядар, с какой целью ты сюда поднялся? Да с тем, что они сидят и нагло лжут, лгут. В чем они Я лгут? вообще мимо всегда прохожу, Стелла. Мне Дунядар, это в чем они неинтересно. лгут? В чем они Да во лгут? всем они, с самого начала. Фундамент В их чем? построен на их политической идеологии. Вот. В чем Это они им нужно лгут? раскрыть. Они говорят, что они... Смотри, Нохчо прям со шлифовками ушел отсюда. Вот в чем они врут. Они не тянут разговор нормального, честного человека. Они собирают невежды, они собирают несчастных людей. Дунядар, И издеваются давай, в прямом стриме. Секунду, Дунядар. Давай начнем с того, Лжецы и что ты... подлецы. Остановись. Дунядар. Да, Зурбавель, закрой рот на секунду, ну. Дунядар, давай начнем с того, что ты сам не глубоко мусульманин, верующий, который все соблюдает и все держит. Нахон? Правильно? Ну, в отличие от лжецов и подлецов, я говорю правильно. Секунду, Правда. в отличие, Ты мои минусы не секунду, ищешь. Дунядар. Зачем ты пытаешься их Секунду, защищать, Дунядар. Стелла? Я буду их защищать, потому что это мои друзья. Послушай меня. Какие они могут быть друзья? Поголовно Они мои лжецы, друзья, как они могут быть Дунядар. друзьями? Если б не Лжецы было это те, с мусульманин- которыми ты сидел и рассказывал, что ты понавпихал там евреям, где ты с ними сидишь с утра до ночи, это окей? неправда. Вот там у тебя друзья. Я слышала это своими ушами. Это Подожди ты никогда не секунду. услышишь. Не надо Послушай мне меня навязывать. теперь, Дунядар. Возглавим его Послушай это. меня. Уничтожь. Да закрой рот, Зурбавель, ну. Дунядар, послушай меня, когда ты заходишь к чеченцам, которые не хотят эту религию, и сидишь и говоришь им, вы лжецы, это люди, которые глубоко были в религии, и ты им говоришь, вы лжецы. У тебя есть доказательства? Давай по факту, они пройдутся с тобой по хадисам, по Корану, по аятам, и ты им докажешь, что они лжецы. Ты это можешь сделать? Надеюсь, вы себя чувствуете как мужчины. Женщина за вас Ты заступается. это можешь? Нет, женщина за них не заступается, я сейчас Еще тебя и хочу как защитить. заступается. Дунядар, меня не я надо, тебя Стелла. хочу защитить, чтобы тебя не отхуесосили тут, ребята. Потому Да, что, поверь мне, уже- я знаю и тебя, и их. И я знаю, насколько они глубоко знают религию в 1000 раз лучше тебя. И они тебя поимеют. А я не хочу, чтобы ты это делал. Стелла, ты за меня не переживай, потому что на самом Я на за тебя самом деле, если со переживаю, стороны потому что послушать, ты зашел в наоборот, меня калоши, пытаешься которые на топить. тебя будут велики. Ты сейчас Велики, топишь Дунядар. меня, ты лукавишь, ты топишь меня. Ты с самого начала начала с моих минусов, так называемых. Но они меня не стыдят. Я могу сказать 1000 твоих Ты меня плюсов. пристыдить Но в пыталась. этом ты не силен, поэтому, к Чё сожалению, мне ты не неправильно силен? Ты зашел. обрати внимание, Нохчо пробуксовал. Они знаешь, что говорят? Своей Я скажу, вот, Стелла, вот дай я религии ты тебе не скажу силен. вот одно. Ладно, скажи, Стелла, вот я тебе скажу одно, и это очень важно. Запомни, когда я захожу в стрим к ним, знаешь, что происходит? Они потом за моей спиной говорят, что они меня обнулили. А хотя до единого пробуксовывали. Вопросы были заданы правильно, а они рассказывали про какого-то Иосифа Сталина. Понимаешь, вот что они, чем они занимаются. Они лжецы. Если бы не было мусульман, я на этом закончу. Если бы не было мусульман, бьюсь об заклад, они перешли бы на евреев или армян, на кого угодно. В них нету ничего человеческого. И религия, и Аллах,
И никто здесь ни при чем. Это их осознанный выбор. Хотя я, хотя я Послушай, сомневаюсь в этом. они начинают и Все, я не буду триггерить, но просто, чтобы вы знали, ребята, таких как вы, мы даже на стрим не пустим. Потому что смысла нету разговаривать с балаболами. Их не волнуют никакие религии, которые к ним не приходят. Их не волнуют никакие религии, которые к ним не приходят силой и не пытаются их оккупировать и заставлять их принимать. Стелла, Окей? я бы не Поэтому, против, если бы они дискуссировали, но они, понимаешь, они трактуют в угоду своего кармана. И это В явно. смысле трактуют? Ну давай, сюда, ты хочешь с ними обсудить, пожалуйста? Мы сейчас Мне позовем с ними сюда Вендетту, мы мне позовем с сюда ними Хармата. У тебя есть Ибрагим, который знает хорошо. У Хармат тебя есть много пробуксовал, людей. они все пробуксовывают, потому что я вижу их сущность и говорю прямо, понимаешь, меня не за что прикунуть, я не радикал. Я человек, который уважает все самый религии. малый из нас порвет Ну тебя. никогда не превращался, но никогда не превращался в свинью, как Леон сейчас поступил. Оскорбил мою мать. Так, один момент. Сейчас, подожди, один момент. Я тут много чего о себе, о нас узнал. И это еще в таком, вот как это был, спектакль в такой стихотворной форме. Спектакль, это чистая правда. Не, как называется вот этот спектакль в стихотворной форме, когда вот так, приятно вот его смотреть бывает. Ты должен его бояться, Ибрагим. Все его боятся. Ничего он никому не должен, Леон, закрой свой тупой рот. Он всех Он у тебя тупой, Леон. Всех оставит пятого. Он сам себе оценку набивать. После того, как оскорбил мою мать, свинья, в мою сторону вообще... Я не пойму, подожди, вот это Дуньядар, он мусульманин? Мусульманин или кто? Человек я в первую очередь. Ибрагим, человек. Он мусульманин, человек. есть вещи, которые он не принимает в исламе. Сколько процентов? Я вот 72%. Вот ты сколько будешь? Он 200% и 300. Скажи 300. Да. Я 100%. Я больше... Ибрагим. Я больше 18% не видел здесь. Я не понял, здесь кто-то меня перескочил, что ли? Я 95 был вроде. Не, подожди, у тебя ты естественно, ты как мы не о тебе, ты брат мусульманин. А вот, которые сюда заходят, больше 18% с половиной не тянут. Когда ты говоришь за мусульманство и процент, я тебе скажу другое. Чеченский народ ничем не отличился ни в России, ни в других странах. И здесь вы себя показываете. Среди вас нормальные сюда даже не зайдут. У меня есть друзья чеченцы. Но это у вас, блядь, на первом месте. Я уже рву на себе тельняшку здесь. Тельняшку сейчас ватник порвал. Да наплевать на твою тельняшку. Вы мой микрофон не выключайте. Проявился. Ты можешь поближе к делу, а то ты балаболишь уже полчаса, у меня аж ухо болит. Леон рядом с тобой, без конца, который мне микрофон. Замат, вылетишь сейчас отсюда. Если хочешь дискутировать, веди себя прилично. В противном случае ну тогда почему ты его не выкинул, Ибрагим? Вон туда вниз опустишься, вниз тапать будешь сидеть там. Ибрагим, почему ты его не выкинул тогда? Членосос — это твой пророк, это ты, бля, понимаешь, который вот вы оба... Ибрагим, вопрос давай ближе к теме, а то уже ухо... Да ближе к теме, конкретно я по теме. Зачем мне с толпой разговаривать? Да и вы толпой не вывезете. С тобой могу с одним Забери у него модератора. Забери, а то не разговаривать не дает. Видишь, как собака подгавкивает со стороны. Короче, у меня уже ухо болит, он просто болтает, ничего. Больной человек. Он у Кадырова был в больнице. Психической больнице был он. Вы хотели поговорить с невеждой, а пришел то, что вы не ожидали. Ну, давай начинай уже. Ну. Да с тобой нечего начинать, ты тупой. У тебя как в стихотворной форме, вот спектакль. Мне, правда, это нравится, но когда тарахтишь вот без остановки, начинает уже надоедать, потому что ухо уже болеет. Тогда поступи справедливо, ибо.
Справедливо поступи. Мою мать оскорбили, с этого все маты и Ты начались. сколько, Выкинь эту свинью отсюда. ты сколько процентов, я тебя спрашиваю, сколько у тебя процентов? У меня 72, вот я хочу свои проценты сверить. Смотри, он выключает мне микрофон без остановки. Ты понимаешь Это или не я, понимаешь? это я выключаю, когда вот Тогда пару отвечаю раз- тебе, когда ты будешь Я тебе достойным не выключаю собеседником, Лёха. который уважает своего собеседника, и выкинешь вот этого вот, который рядом с тобой сидит, я отвечу на твой вопрос. И я проведу беседу с тобою. Уважительную, толерантную и как достойно просто в двум людям. Послушай меня, у меня уже мозг шел. Или говори Перевернут, я пойду. Слышишь? Ибо, когда один хочет Хорошего говорить, дня. когда Дуня, будешь да, говорить, Рудей, хорошего дня тебе. Все, пока. Я не пойму, просто Мы же Подождите, я не пойму, полчаса вот этого мозголомки, короче, оно просто напрасно. Куда это он ушел? Его сразу давно надо было свободное эротическое путешествие А я отправить. знаю, что Алга Эриш, что что, Юля лил, Ибраим, это Он вообще всегда заходит на беспонтово. стрим, кричит, что его никто не может вывести, да, начинает оскорблять и убегает, все. Кстати, Значит, Дуня, это да, есть. если ты еще тут внизу и слушаешь, я тебе скажу, что я тут познакомилась с чеченцами, которые могут тебя в маленький свой кармашек положить своими знаниями, это первое, и тем, как они воспитаны. Поэтому перестань, пожалуйста, унижать других. У меня к тебе было уважение до сих пор. Я не понимаю, зачем ты сюда зашел и чего ты хотел добиться. Серьезно. Оставайся на своих 60% Да нет, ислама. ты не мужчина, Я да, прекрасно ты не знаю, говори, что как и в чеченцы. исламе ты много чего не принимаешь сам лично, поэтому не понимаю, зачем ты борешься Да, с людьми, да, которые согласен с тоже тобой. так же. Это Даниэль, был или Дуня, не Сосетлинского. говори про чеченцев. Агент Абонент. Сосетлинского был, я его знаю, агент Сосетлинского. Окей. Смотрите, у меня вопрос к всем чеченцам в чате, да? Нормальный, обычный вопрос, который я сам тоже отвечаю. Когда спрашивают. Смотрите. А Сосетлинский вообще очкошник, сам это подтверждал. Говорит, о, вы что там говорите, очкошники, что вы там сидите, сами на джихад не идете. А что мне делать? Говорит. Он как бы честно есть тот. Воистину очкошник. Как есть по правде отвечает. И не вам решать, да? На джихад, кто пойдет, кто не пойдет. Да. Твое какое дело, кто пойдет, кто не пойдет. Я его в Газе сидел, ждал, все, он там слушал его думал, может придет совесть хоть немного, его схватит. Готовил для него серебряную пулю, потому что этот оборотень, да, вот этот вот, его просто обычной пулей. Я думаю, на всякий случай серебряную сделал для него одну такую хорошую. И сидел, ждал его там, короче, и пришел. Да не трать серебро на него. Все будут с него смеяться скоро. Возобновил себя какого-то. Я вот хочу, чтобы он зашел и показал, как мы все его боимся. Да нет, это его коронка, вот зайти, вот это бурчать, а потом Не, ну он убежать. каждый раз приходит, говорит, вы меня не вытяните, вы меня это... Когда он оскорбляет, он не замечает. То есть, Я вас победил, Да, сказал я и убежал. победил и убежал, бля, да. Хряпнул и убежал. Я вообще чудом остался в живых сегодня. Меня вообще... Не, ну ты, короче, вообще тоже с ноги зашел. Чел.